Глава 1. Россия, Республика Коми, поселок Конашьоль, приемный пункт РАО-Ареал. Нейтральная территория, запрещенная к посещению в связи с режимом чрезвычайного положения. 3 километра до текущей границы зеленой зоны, 1 марта 2012 года, 10 часов 43 минуты, время местное. Видавший виды бортовой КАМАЗ с прицепленной автоцистерной затормозил, шурша грязным гравием дорожного покрытия, и остановился возле выкрашенного зеленой краской одноэтажного деревянного строения. Порывы свежего весеннего ветра разбивали на брызги, стекающие по шиферному покрытию заснеженной крыши, струйки талой воды и швыряли капли в укрепленную на стене поблекшую от старости вывеску с надписью «Клуб». Вывеска, сохранившаяся еще со времен СССР, никак не вязалась с окружающей здание военной техникой, сторожевыми пулеметными вышками и огневыми точками, заполненными автоматчиками в армейской униформе, густо расположенными повсюду. Приемные пункты РАО охранялись тщательно, ведь именно сюда стекаются из ареала ручейки нефти тип X, главного богатства страны, и средств на обеспечение безопасности правительство не жалело. Автопоезда из нефтевозов, уходящие из приемных пунктов на нефтезаводы РАО, суммарно привозили знаменитой нефти втрое больше, нежели удавалось добывать нефтепромыслу сателлита. Поиском и сбором Икса с многочисленных нефтяных пятен и заполненных смертельными аномалиями погибших разработок в ареале занимался едва ли не каждый второй. Остальные занимались отъемом добытого у добытчиков. И приемные пункты имели мощную круговую оборону еще с тех пор, как сателлит едва отбился от уголовного сообщества, устроившего широкомасштабный штурм города сразу после его поглощения ареалом. Впрочем, с того времени в зеленой зоне многое изменилось. Из дверей зеленого дома появился невысокий и очень полный парень, одетый в утепленную одежду с эмблемами РАО. Недовольно поморщившись, он стер с лица капли воды, упавшие из козырька над крыльцом, и двинулся навстречу вылезающему из кабины сутулому лысеющему мужчине в новом камуфляже. Тот, оказавшись на земле, поежился под очередным порывом ветра. «Холодновато», — хмуро заявил он подходящему. «Совсем отвык я от зимы». «Здорово, Палыч». «Здоров, Вениамин», — приветствовал его вышедший из дома человек. «Так ведь не май месяц на дворе. Сегодня с утра оттепель, а вчера было -10, даром что последний день зимы. У нас весна наступит еще не скоро. Как добрались?» «Почти нормально», — скривился приехавший. «Дважды пришлось отстреливаться от шакалих стай. Перед самой нейтралкой наткнулись на кабана-подранка. Он бросился на КамАЗ словно бешеный, чуть колесо не пропорол. Еле успели завалить, так бы пришлось резину менять». «У вас там сейчас время хлопотное», – пожал плечами толстяк. «Второй день после выброса. Мутанты мигрируют. Зачем так рискуешь? Или случилось что?» «Время дорого», – уклонился от прямого ответа Вениамин. «Поторговать хочу кое-где. Ехать туда долго, так что стоило поторопиться. Я ради этого охраны больше взял. Так у вас тут на блокпосту у въезда появился какой-то капитан-придурок. Парил мне мозги с досмотром почти полчаса. Все оружие искал. Думал, что мы не все сдали и обязательно припрятали что-нибудь при себе. Достал, дебил. Я сюда между выбросами раз, а то и два приезжаю. Неужели не ясно, что я не исламский террорист?» «Не кипятись, Веня», — примирительно успокоил его Палыч. «Новенький он, еще не вник в курс дел. На прошлой неделе прислали. Оботрется, и все пойдет ровно. Забыл, как сам начинал. Всего-то 4 месяца прошло, а уже права качаешь». «Чего бы мне права не покачать», — усмехнулся тот. «Вы на нас баснословные деньги качаете. Можете и потерпеть ради такого, ничего с вами не случится. А то расслабились на всем готовом». «Ну, сам-то ты тоже особо не напрягаешься». Палыч вернул ему усмешку. «Быть перекупщиком есть работа не пыльная и совсем не голодная. Собирать с людей X по 50%, а потом сдавать РАО по рыночной цене. Кончай прибедняться. Или это у тебя национальная привычка сказывается? Так сказать, генетическая предрасположенность?» «Если хочешь, мы можем поменяться», — с готовностью предложил Вениамин.
Я тут за тебя поторгую, а ты на мое место в Ареал обогащаться. Быстро заработаешь капитал, связи в уголовном мире, в силовых структурах и зуд. Спасибо, нас и здесь неплохо кормят, заулыбался Палыч. Не были мы ни на каких Таити и не претендуем. Я уж как-нибудь без зависимости попытаюсь пережить, а остального мне и без того хватает. Он кивнул на кузов КамАЗа, из которого выпрыгивали люди Вениамина. Сколько? 20 тонн. Перекупщик потянулся рукой в кабину автомобиля, извлек оттуда теплую куртку и торопливо натянул ее на себя. Еле доперли. Грузовик совсем старый, едет через раз. «Могу заказать новый», — предложил Палыч. «Могу даже американца привезти, если хочешь. У него мощи побольше будет. Сможешь еще одну бочку на прицепе таскать». «Потом», — махнул рукой Вениамин. «Денег пока нет, надо с долгами рассчитаться. Я ради этого бизнеса разве что душу дьяволу не заложил за кредит. Остальное все в дело ушло. Да и за лицензию ежемесячно платить надо, а там ставки не маленькие». «Я слышал, они опять выросли». Палыч махнул рукой стоящей неподалеку группе рабочих в спецовках РАО, и завели пару погрузчиков и принялись выгружать из кузова прибывшего КамАЗа 200-литровые бочки с экзотической нефтью. «Выросли», — зло сплюнул Вениамин. «Бригады собрали общий сходняк и решили, что добыча Икса серьезно возросла, и поэтому перекупщикам пора платить больше. С чего бы она возросла? Народ еле-еле плетется, тащит нефть чуть ли не стаканами. Меньше бы беспредельничали, тогда другой разговор. А то сами отметают у сталкеров Икс, а потом с нас деньги требуют». «Бардак», — посочувствовал перекупщику Палыч. «Ладно, пошли в магазин. Сделку оформим». «Аня!» — тот обернулся к молодой женщине, руководившей его людьми, подающими из кузова бочки на поддон грузовика. «Проследи за разгрузкой, хорошо? Я на сделку». Та согласно кивнула в ответ и показала ему два вытянутых пальца одной руки, мол, 2 штуки, помнишь? Перекупщик торопливо закивал в ответ. «Да, я помню. Обязательно возьму, если будет в наличии». Он посмотрел на Палыча. «Пошли. Кстати, у тебя есть щетки на 10-киловаттный альтернатор? Мне нужно 2 комплекта». «Щетки на электрогенератор? Трехфазник? Найдем». Палыч покосился на женщину и негромко спросил. «Это ее ты у кого-то из лидеров вольных отбил? Мне перед Новым годом эту историю, наверное, каждый перекуп рассказывал. Ни один не пропустил». «Брехня все это», — решительно заявил Вениамин. «Она сама от него ко мне ушла. Добровольно». «Клиентов, небось, потерял?» Палыч открыл дверь в магазин, пропуская собеседника внутрь. «Обошлось», — ответил перекуп. «Геворкян, конечно, обиделся и моими услугами не пользуется, но невелика потеря. С вольными всегда проще. Единой бригады у них нет, живут поселениями и кучкуются только если наехал на них кто. Им даже за лицензию не всем платить надо. Только Подкове и Глобусу, эти отмороженные на всю голову, чуть что, за пушки хватаются мигом. С ними даже уголовники считаются, хотя только по мелочам. По крупнику ни тот, ни другой не потянут. Народу у них слишком мало. Остальные вольные, за ними идут только если тема касается всех». Мужчины прошли в помещение приемного пункта, заставленное прилавками и витринами с образцами товара. Несколько сотрудников, сидящих за офисными столами, увидев вошедших, принялись торопливо выключать обогреватели и сохранять данные, выведенные на мониторы рабочих компьютеров. Молодая девушка, помощница Палыча, отработанным движением выдернула из розетки вилку электрического чайника. «Что брать будешь, Веня?» Палыч уселся за свой стол и жестом предложил гостю занять место напротив. «Кроме генераторов. У нас вчера были новые поступления, ознакомься с прайсом». Его помощница подала перекупу папку-скоросшиватель с десятком распечатанных листов. «Или желаешь в валюте?» Наличными или на счет в банке Ареал?» «Мне до счета в банке еще пахать и пахать», — пожаловался Вениамин. «Все средства в оборот уходят, на еду не всегда хватает».
Налом возьму 200 тысяч грина, чтобы было чем со сталкером рассчитываться. Остальное товаром. Вода, продукты, консервы, одежда. Вот список. Он протянул помощнице Палыча сложенный в четверо лист бумаги, исписанный от руки, и углубился в изучение прайс-листа. Латники нужны по паре на каждый размер. УЗК у меня еще есть. Что, мембраны опять подорожали? Тогда лучше преграды давай. ВАК-25 прыгающую возьму. Дыроколы СП-6 возьму. Дыроколы 7,62 на 54 тоже. Тросов альпинистских и карабинов надо. Сталкеры часто спрашивают, по заброшенным нефтяным танкам лазать. Поясов страховочных штук 10 для изучения спроса. Веревки обычные метров 800. УИПы новые есть? Через неделю будут, разобрали все, развел руками Палыч. Зато предыдущих моделей навалом. Отдам с хорошей скидкой. У нас сейчас по ним действует очень выгодное предложение. Нет, старых у меня полно, покачал головой Перекуп. Все новые требуют, чтоб с памятью и навигатором, который аномалии запоминает. За них сейчас можно неплохую цену получить, особенно если к Днепром съездить. К неприсоединившимся? Это же не твой район, Веня. Палыч с интересом посмотрел на собеседника. Поедешь коллегам поляну топтать. Не боишься конфронтации? Уж не потому столько боеприпасов берешь. Так ты еще и медикаментов возьми, пригодятся. Не, медикаменты не нужны, отказался тот. Какая еще конфронтация, Палыч? Днепры ничьи. А то ты не знаешь. Их еще найти надо. Прячется так, что днем с огнем не сыщешь. Но съездить стоит. И мне через всю зеленую таскать себе дороже. Сдадут мне с удовольствием. Надо только в те места добраться, а там сами придут. Они ведь тоже жрать хотят. Вот ради них и затариваюсь. Но края там глухие. Можно и на зомбаков нарваться, и на отморозков каких, что сами по себе, на беспределе. И на лицензии наши плевать хотели. Дополнительную охрану придется нанимать. Он вновь задумался, листая распечатки прайс-листа, и одной рукой потер затылок, болезненно кривясь. «Зуд усиливается», — участливо посмотрел на него Палыч. «Может, по 50?» «Терпимо», — отмахнулся Перекуп. «Не, петь не буду. Времени мало, я сегодня ненадолго. Не дай бог бухло не успеет из меня выветриться. Не хочу рисковать, мне еще 50 километров». Громкий треск оборвал его на полуслове, и оба мужчины бросили мимолетные взгляды на густо дымящийся монитор на одном из офисных столов, вокруг которого уже хлопотал кто-то из сотрудников приемного пункта. Двое других торопливо открывали аптечку, спеша помочь сидящей за столом женщине, зашедшейся в надрывном кашле. Никак не отреагировав на все это, собеседники вернулись к разговору. 50 километров обратно пилить, да еще с грузом, закончил Вениамин. Только зомбаков не хватало. Тут бы до блиндажа спокойно доехать, да разгрузиться без проблем. Доедешь? Почему нет? Уверенно заявил Палыч. Перекупа по понятиям грабит западло. Кто же режет куриц, несущих золотые яйца? Так-то оно так, согласился Вениамин. Но в последнее время отморозков прибавилось. Бригады закручивают гайки жестко, подминая под себя все банды. Что сами по себе. Те, кто не согласен, валят. Так что бесхозным беспредельщикам сейчас туго приходится. Вот они и лютуют. Короче, сейчас для меня время – деньги. Я на время поездки охрану удвоил, а у наемников почасовые ставки. Чем быстрее закончу, тем меньше бабла потеряю. Дверь в магазин отворилась, и на пороге показалась женщина Перекупа с ведомостью в руке. «Веня, мы все слили», — сообщила она, подходя к нему. «Но эти уроды», — она кивнула на дверь, — «насчитали нам на 20 литров меньше». «Это бред. Я сама проверяла товар перед отъездом». Она протянула ему ведомость, и Перекуп пробежал глазами по вписанным в графы цифрам.
12,98 тонны? Он возмущенно уставился на Палыча. Да это беспредел! С каких пор ты стал обсчитывать честных людей, Палыч? У нас электроника все считает, возмущенно отверг обвинение тот. От меня там ничего не зависит вообще, все точно до миллилитра. Это у вас ошибка где-то, автоматика не ошибается. А ты программистов вызови, пусть они твою автоматику проверят, заявила женщина и язвительно усмехнулась. А то мало ли что, вдруг полтергейст от нас, несчастных, повлиял на работу счетчиков. Мне еще в прошлый раз подозрительно стало, когда Венечка вернулся от тебя. Так что сегодня у меня каждая канистра учтена, что сливали перед выездом к тебе. Лично бочки проверяла, а цистерну на 200 грамм больше залили, чтобы без потерь при переливе было. Веня, он нас обсчитывает. Мы больше к нему не поедем. В Робчу будем их сдавать или в Озерный. В Дутово тоже можно, все равно через тот район ездить приходится, за охраной от наемников. Ну, устроили бурю из-за ерунды, примирительно заявил Палыч, поднимая вверх пухлые руки. Я вызову сисадминов, сегодня же все проверим. В следующий раз приедете, сделаем перерасчет, если вы правы. Не приедем, не унималась вредная баба. Мы к тебе человека пришлем за деньгами. А X будем сдавать туда, где сделки без обмана проводят. Я тебе последний раз повторяю, у меня все учтено. Я специально к этой поездке готовилась. Не первый раз слышу, что у тебя счетчики ошибаются, понял? Или плати как положено прямо сейчас, или нас у себя больше не увидишь. Я еще кого-нибудь из перекупов от тебя отважу, обещаю. Будешь потом начальству докладывать, почему у тебя темпы закупок упали. «Да как же я выплачу сверхпринятого?» Палыч выглядел не на шутку обеспокоенным. «Это же казенные деньги. Показания счетчика идут в бухгалтерскую отчетность, ее ФСБ проверяет». «А ты вызови сисадминов. Сегодня же все проверь и сделай перерасчет», — передразнила его женщина. «Это твои проблемы. Будешь платить или нет?» «Да это шантаж», — запротестовал Палыч. «Так дела не делаются. Как я могу без основания деньги отдать? Из своего кармана, что ли? Вениамин, он перевел взгляд на Перекупа. Кто из вас вообще главный? Что за колхоз? Говорю же, максимальную сумму выплат определяет электроника. А скидки ты тогда как даешь? Довольно оскалился Перекуп. Правильно Аня говорит, я с ней согласен. Возвращай бабло, иначе заявление ФСБ на тебя напишу. Да идите куда хотите, взвыл Палыч. Я могу только перерасчет сделать, если программисты найдут ошибку, а скидочный товар идет по отдельной номенклатуре. Хочешь, я тебе на недостающую сумму старых УИПов дам? Оформлю их по скидке, это можно сделать хоть сейчас. Ладно, давай, согласился Вениамин, хоть какой-то товар. А то заявишь через неделю, что никаких ошибок не было, и доказывай потом, что государство обмануло честного человека. Возьму старыми УИПами, хотя я даже понятия не имею, куда буду девать этот хлам в таком количестве. Через 20 минут конфликт был полностью улажен, и еще спустя 3 часа грузовик Перекупа, набитый товаром, потянул наполненную водой бочку в сторону ареала. Палыч проводил взглядом удаляющуюся машину и направился в магазин. Звонок мобильного застал его в дверях. Он посмотрел на определитель номера и немедленно вернулся на улицу, убеждаясь, что его никто не слышит. «Здравия желаю, товарищ майор», — без тени иронии произнес в трубку Палыч. «От меня только что уехал перекупщик под клички Кусок, он же Вениамин Зырянский. После прошедшего выброса он первый. Основной поток ожидаю завтрашнего дня». «Мне уже доложили», — ответил голос в трубке. «Запись вашего разговора сейчас обрабатывают специалисты. Список его покупок нам переслали?» «Немедленно, как положено», — подтвердил Палыч. «От себя могу добавить, что Кусок тоже не стал брать медикаменты. Это уже 6-й перекуп, что от них отказывается. За прошедший месяц я не продал ни одного наименования. Странно это. Может, кто-то наладил нелегальный канал по поставкам лекарств в ареал?» «Разберемся», — коротко бросил собеседник. «Еще что-то подозрительное заметил?» «Да вроде бы ничего больше», — немного подумав, ответил Палыч. «Остальное, как всегда». «Понятно», — подытожил голос трубки. «Ты вот что, Палыч,
наш маленький бизнес пока что поставь на паузу. Придется подождать, пока программисты решат проблему. Запись твоего разговора я подчистить не смогу. Проверку провести придется, но счетчики будут проверять мои люди. Замнем вопрос, но на ближайшие 2 выброса никакой активности. Понял? Понял, невесело подтвердил толстяк. Это все баба его. Да и Кусок еще новичок в нашем деле, не понимает всех нюансов. Это он сейчас выпендривается, а как захочет эксклюзивными услугами воспользоваться, быстро станет сговорчивым. Когда станет, тогда и посмотрим, оборвал его голос. Пока надо принять меры. Все, давай. В трубке зазвучали гудки, и Палыч убрал телефон в карман. Вот же чертова сучка! Устроила такой скандал на ровном месте. Опытные перекупы всегда делают вид, что не замечают потери 1 литра икса из каждой 1000. В конце концов, что для них недостача одной канистры на фоне 20 тонн? Жалкая $1000. Они прекрасно понимают, что выигрывают в другом. Кое-кто может посодействовать им в неких делах, требующих поддержки блюстителей порядка. Хочешь войти в серьезный бизнес? Начни с мелочей, пройди проверку на лояльность. И Кусок ее только что провалил. Ничего, потом он сам прибежит просить об этом. Вот тогда его баба по-настоящему удивится выставленному ценнику. Палыч пренебрежительно сплюнул в подтаявший сугроб и вернулся в магазин. Надо готовиться к предстоящему ажиотажу. Завтра первый день нелетной погоды, и на приемном пункте будет не протолкнуться от зависимых. Перекупщики, сталкеры, бандиты, сотни людей потянутся из ареала сдавать скупленные, добытые или отобранные у других X. Необходимо проверить огнетушители и исправность аварийных автоматов в электрораспределительных щитках. Без полтергейстов не обходилось еще ни разу, хотя тут, у самого ареала, они не бывают совсем уж опасными. Глава 2. Старый КамАЗ, ревя разбитым глушителем, дошел до блокпоста у выезда из Конаш-Йоля и остановился. Народ полез из груженного кузова на землю, и Анна протянула Вениамину жетон с выбитым на нем номером. «Веня, заберешь мой автомат, хорошо?» – попросила она, жеманно поправляя короткую норковую шубку, надетую поверх джинсового костюма. «Там холодно, не хочу застудиться, как тогда». «Да, конечно, дорогая», – Перекуп включил стояночный тормоз, покинул кабину и пошел вслед за остальными в здание дежурки блокпоста. Несущие охрану приемных пунктов РАО части внутренних войск имели приказ не пропускать вооруженных людей, и потому для всех, кто выходил из ареала с грузом Икса, на блокпостах были организованы оружейные комнаты временного хранения. По этой причине перекупщики обычно оставляли основную часть своей охраны неподалеку от блокпостов, предпочитая не терять времени на сдачу, выдачу оружия большим количеством людей. К тому же наемники редко соглашались на подобные манипуляции, да и внутри приемных пунктов покупателям не угрожало ничто, кроме облеченных властью лиц, а с этими посетителями магазинов отношения старались не портить. В итоге в дни наиболее активной торговли недалеко от блокпостов можно было увидеть до 3-4 хорошо вооруженных отрядов, оснащенных грузовиками и квадроциклами, дожидающихся своих клиентов-торговцев. Охрану приемных пунктов такое соседство постоянно нервировало, и на усиление огневых точек с ближайших баз внутренних войск подтягивалась боевая техника и усиливалось вертолетное патрулирование нейтральной полосы. Однако в этот раз перекупщика за блокпостом никто не ждал. Кусок дождался, пока его люди получат оружие и займут место в забитом товаром кузове, после чего повел КамАЗ по хлюпающей тающим снегом гравийной дороге, упирающейся в ареал. 3 километра ровной, очищенной от деревьев и крупной растительности местности миновали спокойно, и вскоре впереди показалась зеленая зона. Издали, в определении ее границы можно было ошибиться. Снежный покров сменялся ковром из белого мха, уходящего вдаль к молодой поросли, покрытого желтыми потеками ельника, постепенно захватывающего пустующие земли. Но вряд ли кто-то мог не узнать сам ареал, не имеющий иных температур, кроме летних. Вот только попав в это вечное лето, хоть однажды останешься в нем навсегда, и патруль внутренних войск на 2 БТР и 1 БМП, остановившийся у места входа дороги в ареал, прекрасно об этом знал. Военные старались держаться от кромки зеленой зоны подальше, одновременно пытаясь не приближаться к зловещему месту
и вести наблюдение за 2 десятками вооруженных до зубов людей в камуфляжах, разбивших нечто вроде лагеря внутри ареала. Их квадроциклы были составлены в подобие оборонительных сооружений, за которыми разместились часовые, периодически отстреливающие снующие в кустах мутировавшее зверье, если кто-то из тварей подбирался к лагерю слишком близко. Звук выстрелов был не в силах покинуть пределы ареала, из-за чего зрелище выглядело еще более зловещим, словно немая театральная постановка некоего маньяка-режиссера. КамАЗ перекупщика неторопливо прополз мимо провожающих его опасливо настороженными взглядами военных и пересек незримый барьер. Сверлящий болью мозг зуд исчез, и несущие болезненный отпечаток лица сидящих в грузовике людей расслабились и просветлели, несмотря на грохот выстрелов, сменивший недавнюю тишину. Кусок остановил машину и вылез из кабины. Пока он обсуждал что-то с лидером дожидавшейся его охраны, Анна открыла дверь и поманила к себе невысокого худого человека в мешковатом камуфляже с глубоко натянутым на голову капюшоном. «Залезай!» Она подвинулась на сиденье, освобождая место для гостя. «Автоматом не зацепись!» Худой человек неуклюже поправил висящий на груди АКС-74У, забрался в кабину и захлопнул за собой дверь. Убедившись, что расхлябанный замок надежно закрылся, человек снял капюшон и оказался молодой девушкой с копной густых светло-русых волос, сплетенных в косу, заправленную за шиворот. Девушка удобнее устроилась на сиденье и спросила: «Как все прошло? Тебе удалось отправить конверт?» Она с надеждой посмотрела на Анну. «Да», — довольно заявила та. «Танюха, расслабься, я же говорила, что все будет хорошо. Его, конечно, ФСБ проверит, но там уже ничего такого нет. Девушка пишет маме, что находится в полном порядке и так далее. Рао такие письма переправляет с удовольствием. Вот увидишь, дойдет без проблем. А там все по плану будет. Мама твоя с этим письмом к Абрамову приедет, тут он про тебя и узнает. И устроит здесь всем этим козлам такое, что небо совчинку покажется». «Хотелось бы», — грустно улыбнулась Татьяна. «Не знаю, насколько конкретно распространяется влияние Абрамова, но надеюсь, что хотя бы до Прокопенко он добраться сможет». Она вздохнула и, улыбнувшись, перевела разговор на другую тему. «Как твоя сделка, бизнес-леди?» «Этот жирный пельмень Палыч опять хотел нас надуть», — возмущенно заявила Анна. «Ха! Не тут-то было. Я тем местом, на котором сижу, чувствовала, что он попытается это сделать. Поэтому и считала сама этот долбанный Икс чуть ли не по стакану. У меня все записано. Он еще и упирался до последнего, пузырь надутый. Рассказывал сказку про ошибку автоматики, втюхивал нам старые УИПы вместо денег. Представляешь, этот слизняк Веня согласился и взял это барахло. Вот тряпка. Не дал мне дожать пельменя. Мол, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ничего, я ему устрою, как только наедине останемся. Получит у меня бизнесмен недоделанный. Ну, может, он прав, предположила Татьяна. Хоть какой-то товар, а так бы месяц отписками занимались, и еще неизвестно, чем бы все закончилось. Рао может и отказать в претензии. И что дальше? Куда потом пойдешь? Тут все им принадлежит. А разные вывески — это лишь ширма. «Да отдал бы он деньги, никуда бы не делся», — продолжала возмущаться Анна. «Я тебе говорю, ни при чем тут Рао. Это личная афера Палыча. 100% он так подворовывает. Там по копейке, здесь по копейке. В общем, с миру по нитке, нищим рубашка. На нейтралке честных нет. Кто сталкеров обсчитывает, кто кабаки держит, кто златовласку от уголовников на большую землю таскает. А то и похуже. Сама-то ты как здесь оказалась? Небось, прокопенковские шестерки официальный пропуск тебе не выписывали?» «Это точно», — Татьяна зло поморщилась. «Я пока в том подвале сидела, имела возможность понять, что торговля женщинами у них поставлена на поток, и Прокопенко к этому относится самым непосредственным образом. Раз уж я тут навсегда, хочется хотя бы других от этого скота уберечь. Маму только жаль, сердце у нее слабое. Переживаю я насчет этого письма, Аня. Может, не надо было посылать на ее имя? Отправили бы девчонкам из сборной». «Ага, так бы оно и дошло». Она скептически наморщила нос.
ФСБшники его быстро в костер определят. Какая-то девица из Ареала пишет подругам аж в Москву, а подруги эти при первой же проверке оказываются знаменитыми чемпионками мира и Европы, крутящими шашни с депутатами, часто бывающими за границей. Сама как думаешь, это ни у кого подозрения не вызовет? А так все спокойно. Письмо от лохушки маме в провинциальный городок. Шансы есть. Ты права, вздохнула Татьяна, в который раз соглашаясь с подругой. В Москву писать бесполезно. Прокопенко наверняка позаботился об этом сразу же, как только узнал о моем побеге. Но я все равно за маму переживаю. Мы еще письмо так составили, словно я тут счастливее всех. Так надежнее. Анна постучала пальцем по исцарапанному пластику кабины. У цензоров будет меньше поводов для беспокойства, а мама твоя сразу все поймет и разыщет Абрамова. Водительская дверь распахнулась, и на подножку влез Кусок. Он уселся за баранку и заявил. «Все, трогаемся в обратный путь. Танюха, ты как, без палева?» У патруля на бронетранспортерах камеры стоят, они все пишут, что только видят. До сих пор не свалили, все на нас пялятся. «Я капюшон не снимала», — ответила Володина. «И в Ареал вернулась, как только они появились. Так что ничего там видно не будет. Могут записывать, сколько влезет». «Зачем выходила-то?» — Анна посмотрела на подругу. «Надеялась, что зуда не будет?» «Надеялась», — честно призналась Татьяна. «Я каждый раз на это надеюсь, когда у границы Ареала оказываюсь. Понимаю, что глупо, но ничего не могу с собой поделать». «Это у каждого было», — негромко произнес Кусок, трогая вслед за парой квадроциклов с охранниками. «Я только через полгода привык, а многие до сих пор проверять ходят. Для них кабаки и делают. Нам бы такой замутить. Очень денежная тема, но тут без подвязок ФСБ никак». Они с Анной заспорили, обсуждая плюсы и минусы кабака, и Татьяна замолчала, задумавшись о своем. С Анной ее свела цепь трагических случайностей, сделавших их подругами по несчастью. В день столь неожиданного побега из бандитского подвала Татьяна пыталась уйти от Сосногорска как можно дальше, двигаясь по УИПу в сторону сателлита. Она помнила предупреждение узницы о погоне на квадроциклах и понимала, что подручные Прокопенко наверняка первым делом будут поджидать ее у входа в город, но в тот момент выбирать не приходилось. Сначала необходимо спастись от уголовников. Думать о том, что делать дальше, она будет потом. Бандиты хватились ее быстро. Татьяна шла медленно, не сводя глаз с УИПа и лихорадочно вспоминая ту презентацию, ради которой в Москве изучала этот прибор, и каждая встреченная аномалия вызывала у нее острое чувство ужаса. Смертельно опасные участки местности на вид ничем не отличались от окружающего лесного пейзажа, и девушка обходила их, делая огромные крюки, тщательно убеждаясь в том, что УИП не подает ни малейшего сигнала тревоги. В итоге она успела отойти от развалин Сосногорска едва на 3 километра, когда позади послышался рев моторов приближающихся квадроциклов. Татьяна панически заметалась, пытаясь найти убежище, но спрятаться было негде, и она предприняла первое, что пришло в голову – влезла на ближайшее дерево. От страха Татьяна даже не подумала о том, что дерево не самое надежное, вокруг хватало деревьев и повыше, и покрупнее, да и до самой нижней ветки от земли было чуть ли не 3 метра. Она рванулась к ней, словно в разбег на чемпионате Европы, и спустя пару секунд уже карабкалась внутрь древесной кроны по усыпанным желтой сыпью ветвям, оказавшимся неприятно мягкими и болезненными. Забравшись в тронутую голубыми прожилками листву, Татьяна замерла. Оставалось лишь надеяться на то, что непрочные ветви выдержат, а преследователи окажутся невнимательными. Погоня показалась почти сразу. Несколько квадроциклов двигались на небольшой скорости, петляя среди деревьев, и ведущие их уголовники внимательно всматривались в УИПы. Судя по их поведению, местность они знали хорошо, но, насколько помнила Володина, местоположение аномалии после выброса может измениться, вот почему водители осторожничали. Если бы не закончившийся сегодня выброс, они поймали бы ее сразу, но теперь им рисковать явно не хотелось. Взгляды сидящих на пассажирских сиденьях бандитов нервно обшаривали лес в поисках беглянки, и преследователи держали оружие наготове, ожидая возможных атак возбужденного зверя. Один из них поднял глаза вверх, осматривая деревья,
и у Татьяны похолодело внутри от страха. Но уголовник скользнул взглядом по нескольким крупным деревьям и на ее дерево внимания не обратил. Квадроциклы ушли дальше, но она просидела на дереве еще полчаса, не решая спуститься вниз. Наконец она слезла на земь и продолжила путь, тщательно сверяясь с УИПом. Через 20 минут шум моторов послышался спереди, и Татьяне вновь пришлось укрыться на ближайшем дереве. На этот раз квадроциклы двигались быстрее, водители возвращались по своим следам, и она едва успела затаиться посреди жиденькой кроны. К счастью, вверх никто не посмотрел. Но ее радость оказалась преждевременной. То ли в том районе было много аномалий, то ли ей просто не везло, но дальнейший путь показался Татьяне одним сплошным пиканьем УИПа. Стоило отойти на несколько метров в сторону, чтобы обойти аномалию, как прибор усиливал зуммер, сообщая об обнаружении другой. Рисковать, проходя между ними, Татьяна не решалась, помня из рабочей методички фонда неравнодушных о том, что есть какие-то аномалии, насмерть бьющие током с большого расстояния. Чтобы не погибнуть по глупости, она старалась обходить незримую смерть слева или справа только в тех местах, где УИП не подавал сигналов вообще. За 3 часа ей не удалось пройти 10 километров, после чего со стороны Сосногорска вновь появилась погоня. Снова пришлось в считанные секунды влезать на дерево, и Татьяна даже успела подумать, что вряд ли когда-нибудь могла себе представить, что будет рада своей спортивной подготовке настолько сильно. Сидящие на квадроциклах уголовники со злобной нервозностью бросали вокруг полные ненависти взгляды, и на этот раз она не решилась слезть до тех пор, пока преследователи не вернулись обратно. Лишь после этого Татьяна покинула спасительное дерево, но далеко уйти ей не удалось. Она прошла 1,5 километра и, обходя очередное пустое и ровное место, при приближении к которому УИП издал тревожный писк, заметила возле кустов поодаль какое-то животное размером с дворнягу крупных размеров. Клыкастая тварь с 4-суставчатыми лапами, заканчивающимися мощными манипуляторами-трезубцами, смотрела на нее немигающим взглядом жутких, лишенных зрачков желтых глаз. Тут же из кустов бесшумно появилась еще одна и остановилась рядом. Потом вторая, третья. Мутантов становилось все больше, и Татьяна инстинктивно отшагнула назад. Стая мгновенно рванулась к ней, с места набирая высокую скорость. Девушка бросилась бежать изо всех сил, стараясь спастись, но тревожный сигнал УИПа заставил ее изменить направление. Зуммер зазвучал вновь уже через 10 шагов. Мутанты были все рядом, и похлестываемая ужасом Татьяна в который раз оказалась на дереве. Зверье, яростно рыча, высоко подпрыгивало, пытаясь дотянуться до нее клыками, и девушка забралась настолько высоко, насколько позволяла толщина непрочных ветвей. Поняв, что добычу достать не удастся, мутанты уходить не стали. Стая взяла дерево в кольцо, улеглась в желтовато-синюю траву, и до самого вечера ни одна тварь не сдвинулась с места. Время от времени то один, то другой монстр бросал на жертву ленивый взгляд лишенных зрачков глаз, словно желая сообщить, мол, рано или поздно сама слезешь. Или свалишься вниз, когда обессилишь. Спасло ее появление Анны. 10 вооруженных людей показали среди деревьев, и караулящая добычу стая скрылась в лесу. Анна была среди спасителей. Она и заметила обессилевшую от нервного напряжения Татьяну. Ей помогли спуститься и отвели в довольно крупное поселение. Как оказалось, принадлежало оно вольным. Сама она на тот момент являлась женщиной одного из лидеров. За несколько дней до этого ее 9-летняя дочь вышла из землянки поиграть на улице со сверстниками и пропала. Как потом выяснилось, дети затеяли игру в прятки, вроде бы прятаться договаривались в центре лагеря, но найти девочку так и не удалось. Отряды добровольцев искали ее почти неделю, отходя от лагеря все дальше. Потом один из них зашел на территорию общака, произошла перестрелка, были погибшие, и сожитель Анны приказал свернуть поиски. Сама Анна прекращать искать не собиралась. Наняла нескольких сталкеров и, сильно рискуя, дошла с ними почти до Сосногорска, где и наткнулась на Татьяну. Но разыскать дочь она так и не смогла. Деньги закончились, ее отряд разошелся, и Анна глубоко переживала трагедию, 2 недели почти не покидая своей землянки. Татьяна как могла старалась поддерживать свою спасительницу, так они и сдружились.
на почве личного горя и проблем. Быстро стало ясно, что таковые у Татьяны только начинались. Спустя 2 недели Анну вызвали на сходку старших, с которой без того убитая горем молодая женщина вернулась еще мрачнее. Она молча кивнула возившейся у костра с готовкой Татьяне на землянку и вошла внутрь, не дожидаясь подруги. «Танюха, надо поговорить», — заявила Анна. Едва Володина спустилась вниз. «У тебя серьезные проблемы, наверное. Зависит от того, как ты на все это смотришь». «Смотрю на что?» — не поняла Татьяна. «Ты о том, что меня ищут шестерки Прокопенко?» «Я о том, что в ареале одна баба на 12 мужиков», — невесело усмехнулась Анна. «Не поняла». Володина озадаченно нахмурилась. «Аня, нельзя ли как-нибудь попроще?» «Куда уж проще», — фыркнула та. «Тебя в нашем поселке уже делят вовсю. Претендентов на твое чемпионское тело хоть отбавляй. Короче, тебе предложено определиться, с кем жить будешь». «Вот оно счастье», — вздохнула Татьяна. «Само пришло, когда не ждали. А если я не хочу ни с кем жить? Если меня сейчас немного не до того, тогда как...» «Это тебе небольшая земля», — хмуро произнесла Анна. «Тут бесхозных баб не бывает. Такую роскошь женщины могут себе позволить только в сателлите, а тебе туда путь заказан. Впрочем, там они тоже недолго в одиночестве пребывают. Там в гордых и неприступных играют, чтобы пристроиться повыгоднее. Потому туда женщины и стремятся. Все-таки сателлит в ареале единственное подобие цивилизации. Поэтому там прям как у вас в Москве, куда провинциалки отовсюду за олигархами едут». «Да уж, в сателлите у меня один олигарх уже есть. Спасибо», — скривилась Володина. «И в Москву я приехала спортом заниматься, когда в сборную пробилась. Меня гимнастика интересовала, а не мужчины». Она невесело вздохнула. «Ань, куда отсюда можно переселиться? Мне новые проблемы не нужны, у меня их и так хватает». «Переселиться?» Она снисходительно фыркнула. «Много куда. Только ничего не изменится, везде будет одно и то же. Женщин не хватает не только в нашем поселке, а тебе уже половина окрестных поселений в курсе. Геворкян сказал, что сегодня утром приходили общаковские. Они уже знают, что ты у нас. Требуют твоей выдачи, иначе, мол, война. Это, конечно, лажа. Из-за одной бабы никто воевать не станет. Да и у Геворкяна сейчас союз с Подковой. А у того боевиков хватает. К тому же прав на тебя у общаковских никаких нет. Кто докажет, что ты им принадлежишь? Если судить по понятиям, по местным, так если баба ушла, то пиши пропала. Стеречь надо было лучше. Только ведь дело не в этом. Одинокая женщина среди кучи голодных мужиков – это сильный и совсем не нужен никому из лидеров раздражитель. И не у всех лидеров есть женщины, опять же. В общем, все решили воспользоваться удобным предлогом. Я правильно поняла, уточнила Володина. Мне выставили ультиматум, дали время на размышления или сразу назначили мужа. Как это у вас делается? Я хоть до леса добежать успею? До леса? Подняла брови Анна. Успеешь. Там-то тебя общаковские отловят. Или еще кто-нибудь. В ареале любая женщина – товар выгодный, а красивая – это вообще очень вкусная цена будет. Тут на тебе ценник не висит только в 2 случаях. Либо ты в сателлите, но там с этим своя кухня, либо ты официально при мужике. Отметать жену – это уже серьезный косяк, западло, если по фене. Вот за это войну развязать можно запросто, и много кто к ней захочет присоединиться ради наживы. Потому Геворкян с остальными предлагает тебе с мужиком определиться. Так и тебе, и всем остальным спокойнее будет, и общаковским крыть нечем станет. «Что будет, если я откажусь?» Татьяна посмотрела в глаза собеседницы. «На цепь посадят». «Нет, конечно», — округлила глаза Анна. «Мы же вольные, у нас обязаловки нет, каждый поселок живет так, как хочет. Тебя просто попросят уйти, чтобы не нагнетать атмосферу. Кто-нибудь даже проводит тебя до другого поселка, если захочешь. В котором очень быстро я услышу все то же самое, так?» Татьяна вздохнула и прошла в дальний угол землянки, где лежал ее спальный мешок.
Сколько у меня есть времени? Она принялась собирать свои нехитрые пожитки. Ань, помоги в последний раз. Достань мне оружие какое-нибудь. Страшно с пустыми руками в лесу жить. Я потом деньги верну, когда смогу. «Одна ты в лесу долго не проживешь», — отмахнулась Анна. «Не поймают бандиты, так зверь ее сожрет, или под выброс попадешь по неопытности. У меня есть идея получше. Я знала, что ты откажешься, иначе зачем тебе от Прокопенко бегать? Он — вариант повкуснее любого из местных авторитетов. А в общем, я собираюсь от Геворкяна уходить. Вдвоем отсюда и свалим. Но уйти надо с умом, так что мне будет нужна твоя помощь. Конечно, я помогу, если объяснишь, что в моих силах». Татьяна бросила на нее недоуменный взгляд. «Я ведь тут ни в чем не разбираюсь. Ань, а почему ты хочешь от него уйти? Он вроде хорошо к тебе относится». «Потому что он козел», — зло перебила ее собеседница. «У меня дочка пропала, а этот урод запретил ее искать. Всего несколько дней потратил для галочки и денег на поиски не дал. Я все, что было, потратила на сталкеров. Наплевать ему на нее было. Если бы продолжали поиски, могли бы найти. Пусть катится к черту, сволочь». «Если ты его бросишь, он выгонит тебя из поселка», — предположила Татьяна, предпочитая не бередить Анне еще не зажившую рану. Все сталкеры, принимавшие участие в поисках, в один голос заявляли, что у маленького ребенка нет шансов пережить выброс, и потому после него искать не имело смысла. Она вспомнила стаю мутантов, терпеливо ждущую под деревом, и подумала, что и без выбросов у 9-летней малышки шансов было немного. И куда только смотрели поселковые боевики. Ведь подступы к поселку охраняются. «Выгонит из поселка? Меня?» — задохнулась от возмущения Анна. «Надорвется. Это я сама отсюда уйду. Не хочу менять шило на мыло. Не желаю видеть его косые взгляды и дружков его тоже. И вообще надоело мне от мужиков зависеть. Да пошли они все, кобели вонючие». Она в сердцах выругалась, после чего замолчала и взяла себя в руки, успокаиваясь. Володина молча смотрела на нее, ожидая продолжения. Успокоить убитую горем мать, потерявшую ребенка, ей было нечем. Анна еще хорошо держалась, надо отдать ей должное. «Короче, если по поселкам кочевать, везде одно и то же будет», — продолжила Анна спокойным тоном. «Если хотим самостоятельности, надо начинать свой бизнес. Когда у тебя есть деньги, многие проблемы решаются гораздо проще. Особенно если ты со всеми дружишь и никому не принадлежишь». «А это возможно?» — удивилась Володина. «Ареал же поделен между группировками, ты сама мне рассказывала. Какие районы вольным сталкерам и старателям лучше не заходить, если не хочешь попасть в плен каким-нибудь общаковским, городским или еще куда?» «Рассказывала», — подтвердила та. «Но есть люди, которым везде можно. Это перекупы. Торговцы, скупающие X полцены у любого, кто захочет продать. Для этого перекупы отстегивают всем бригадам изрядную кучу бабла. Это называется заплатить за лицензию. Но дело все равно выгодное, так как становится возможным ездить по всей зеленой зоне и торговать. Среди себя перекупы, конечно, пытаются делить территории, но это уже их личные проблемы. Бригады в их дела не лезут, так как получают долю с каждого перекупа. «В чем же смысл кому-то продавать нефть в полцены?» — не поняла Татьяна. «Ведь вокруг ареала в нейтральных территориях РАУ развернула целую сеть приемных пунктов, где за нее дают общемировую рыночную цену. А ты сперва подойди до этих приемных пунктов через всю зеленую, навьюченная канистрами, или впрягшаяся в бочку с иксом», — усмехнулась Анна. «Тут за каждым вторым кустом найдется столько желающих облегчить твою ношу, что им даже в очередь придется становиться. Добыть икс гораздо проще, чем продать. Тут-то и появляется перекуп. Он забирает у тебя нефть в полцены. Хоть у самой границы с желтой, ты получаешь свои деньги, а геморрой с иксом — это уже его проблемы. Ради этого перекупы покупают нефтевозы, грузовики, цистерны, нанимают сильную охрану и так далее. Сейчас, кстати, на охрану самые выгодные цены у наемников. Но у них оплата почасовая, если неграмотно время рассчитать, можно сильно попасть на деньги. Зато есть плюс. Боевики наемников, что шерстят зеленую зону в поисках сталкеров или старателей с добычей, всегда бесплатно приходят на выручку караванам, которые охраняются своими.
«И ты хочешь стать перекупом», — догадалась Володина. «И таким способом получить самостоятельность и независимость?» «Нет уж, спасибо. Сама я перекупом быть не хочу», — едва ли не злобно фыркнула собеседница. «Догадываешься, какую доплату к моей лицензии придумают эти быдловатые кобели? Одна такая умная уже была с полгода назад. В результате еле-еле до сателлита добраться успела. Повезло. Тут законы похлеще зоновских. Все смешалось в одну большую вонючую дерьмовую кашу». «Тогда в чем же план?» Татьяна прекратила сборы и уселась на спальный мешок. «Собираешься организовывать партнерство с кем-нибудь из мужчин? Равноправное управление или как?» «Да пусть будет самым главным и единственным», — махнула рукой Анна. «Так даже проще. Для всех он будет перекупом, а на самом деле заправлять всем буду я». «Думаешь, кто-то согласится на такие условия?» — усомнилась Татьяна. «Это при здешних-то первобытных порядках? Или ты планируешь его очаровать и на себе женить?» «Планирую», — подтвердила та. «Есть в реале один мужичонка. Я давно с ним знакома, все на меня поглядывает недвусмысленно. Он недавно перекупом стал, всего месяц назад лицензию купил. Только не пошли в него дела, старожилам новичок не нужен, другие перекупы отжимают его отовсюду, средств оборотных ему не хватает, все ушло на лицензию, транспорт и прочие приготовления. Загибается у куска бизнес, одним словом. Ему бы сейчас крупную партию Икса получить, да не выходит никак. Если не повезет в ближайшие дни, то в следующем месяце за лицензию платить будет нечем. Думаешь, если женить на себе этого перекупщика, его дела сразу в гору пойдут?» — улыбнулась Володина. «И станешь ты женой местного олигарха, которая по совместительству является серым кардиналом его бизнеса?» «Ну, это шаг номер 2, засмеялась Анна. «Женой и кардиналом я стану без проблем. Кусок мужик тряпошный, обычный подкаблучник, каких полно. Пару раз мозг ему вынесу и станет шелковым. Такие лохи, как он, даже любят, чтобы их бабы унижали и трепали нервы. Они все стерпят. И кусок никуда не денется, будет делать все, что скажу». Она хитро подмигнула Татьяне. «Иначе скандал и облом вместо сама знаешь чего». «Таких слизняков хватает, это верно», — согласилась Володина. «Иногда у меня складывается впечатление, что в Москве так вообще только такие бесхребетные, и других нет». Она пожала плечами. «Не понимаю, зачем нужен мужик, который является таковым исключительно по гендерному признаку? Рядом с ним я чувствую себя Ильей Муромцем, которому предстоит спасать полудохлого и впечатлительного карлика, перехожего от злого соловья-разбойника. А потом еще коней на скаку останавливать и в горящие избы лазать. Я никак не могу дать сама себе однозначного ответа на вопрос, кто же в конце концов из нас то самое хрупкое и нежное существо, которое классики называли женщиной». «Ну и зря», — не согласилась с ней Анна. «Такие мужики нам нужны. Очень даже удобная кормушка. Можно отыграться на нем за грехи всех предыдущих, да еще и не денется никуда, слизняк. А если не было предыдущих и незачем на ком-то отыгрываться, тогда как?» — пожала плечами Володина. «Если мне вообще не интересны слабые мужчины с женоподобным характером». «Что?» — Анна округлила глаза. «Танюха, у тебя что, вообще мужиков не было?» «То-то ты в жизни совсем не разбираешься». «Не, погоди, что, совсем-совсем не было? Это с твоей-то внешностью?» «Врешь, никогда не поверю». «Меня спорт интересовал в те годы», — хмуро буркнула Татьяна. «А потом и вовсе не до того было. Чуть на инвалидном кресле не оказалось, да и характер у меня сложный. Не схожусь я с ними. Девчонки говорят, запросы слишком нереальные. В общем, какое это имеет значение?» «Да никакого», — иронично заявила Анна. «Если не считать, что ты стоишь 1,5 миллиона баксов. Именно за столько 3 месяца назад Обчаковские продали девственницу одному из бугров у наемников. Это дело в ареале в большой цене. Какой-то урод когда-то пустил слух, якобы девственница может родить нормального ребенка. Сама знаешь, что у зависимых рождается». Она секунду помолчала, погрустнев, после чего закончила. «Так что ты никому не говори такое больше никогда, а то никакие перекупы не помогут. Столько отморозков, желающих быстро заработать, в один миг появится, что нескольких часов на свободе не проживешь, скуда ни прячься.
В лесу и то мутировавшее зверье найдет и само тебя продаст. Я учту. Спасибо, вздохнула Татьяна. Похоже, вся ее жизнь состоит из проблем, и к этому стоит начинать привыкать. А в чем состоит шаг номер 1? О, она загадочно прищурилась. Это самая важная часть плана. Надо показать куску, кому он всем обязан. Нужно дать ему то, в чем он нуждается. Крупную закупку, которая спасет его, то есть мой бизнес. «И как ты собираешься это организовывать?» — подняла брови Татьяна. «Нацедить 100 тысяч канистр по-быстрому? На нефтяных пятнах, как мы с тобой позавчера. Часов 15 просидели, пока канистры набрались. Не пройдет и 50 лет, как мы станем богаты». «То бедное пятно было», — отмахнулась собеседница. «Чего ты хотела? Оно же рядом с поселком. Зато безопасно. Если собираешься их цедить по-серьезному, надо далеко уходить. Там пятна побогаче. На некоторых можно даже бур с насосом ставить и бочку наполнять. Но это все не то. Нам надо заполучить сразу реально много нефти. Тонн 10 хотя бы, а лучше 20. «Где же ты их возьмешь?» — усомнилась Володина. «Если бы это было так просто, тут все миллионерами давно были бы. Только что-то не похоже ваше поселение на Рублевку». «Есть у меня одна мысль», — внимательно посмотрела на нее Анна. «Но мне потребуется твоя помощь. Дело рисковое как раз для тебя. Ты по деревьям лазаешь бодро, так что справишься». Вот как удивилась Татьяна. Звучит настораживающе, и мне уже страшно. Что надо делать? В одном месте, в паре километров от желтой зоны, есть заброшенный нефтяной промысел. Анна подошла ближе и перешла на шепот. Раньше, до зависимости, это было почти вплотную к поясу. Там добывали Икс и по трубам прогоняли его через зеленую зону для улучшения экстраординарных качеств. После катаклизма, когда ареал резко вырос, нефтепромысел превратился в усеянный аномалиями лагерь зомби. Там человек 200 на тот момент находилось. В общем, долгое время не то что туда, в окрестности те никто не ходил. Как-то раз встретила я одного знакомого сталкера, так он рассказывал, что вроде какая-то банда из отморозков ничейных пыталась тот промысел захватить и с зомбаками сцепилась. Полдня стрельба стояла, а потом из желтой вышел фронтовик. Короче, с тех пор там пусто. Из бандюков тех не выжил почти никто. И зомби ушли те, которые уцелели. И стоит там нефтяной танк совершенно бесхозный, а в нем Икса Том 50. И никто его не сливает. «Почему?» — Татьяна вопросительно склонила голову. «Так сильно этого фронтовика боятся? Я что-то слышала про эту аномалию. Она на собаку вроде похожа, на большую, так?» «Фронтовик — это самая опасная аномалия ареала», — без тени насмешки сообщила Анна. «Страшной зыби. Может убить человека на расстоянии в километр, если заметит. Издали выглядит как солдат в форме красноармейца времен Великой Отечественной, при котором всегда находится собака. Огромная черная тварь размерами с носорога или даже крупнее. Сталкеры до сих пор спорят, одна это аномалия или две. Ведь вблизи ее никто не видел, а те, кто видел, уже ни о чем не расскажут. Есть мнение, что фронтовика притягивает перестрелка, если в ней участвует больше 30 человек. А в зеленую зону он выходит редко и далеко забредать не любит. Но тот нефтепромысел не так уж далеко от желтой находится. Но главная проблема не в этом. Все равно там сейчас воевать особо не с кем. А в чем же? Володина щелчком сбила подбирающуюся к ней синьку, медленно ползущую по спальному мешку. Если я правильно поняла, то либо про нефтепромысел никто не знает, либо туда нельзя попасть из-за аномалий, иначе нефть откачали бы еще на второй день после того, как оттуда все ушли. «Ты правильно понимаешь», — удовлетворенно отметила Анна. «Известно про него много кому, он ведь лет 10 в том месте стоит. А вот попасть туда до сих пор никто так и не смог. То есть на территорию самого промысла попасть можно, а вот подойти к танку с нефтью нельзя. Вокруг него раньше был отдельный забор с колючкой, на котором теперь паутины больше, чем одна нить на миллиметр. Студень в каждой ямке, куда ж без него. А на месте рухнувших ворот сидит немалых размеров грава.
Мало того, что забор 4-метровый, так еще и за ним сюрпризов хватает. Где-то плешь, где-то мясорубка, с другой стороны соленоид сидит очень крупный. Запросто до любой стены добивает. В 5 метрах над землей туча ходит, едва ли не вечно зеленая. И помимо этого там всякой другой дряни хватает. Словом, не пройти никак. Сперва находились оптимисты, пытались пробраться к танку. Так все там и остались. «И что я могу сделать в таком случае?» Володина непонимающе нахмурилась. «Летать я не умею. Перепрыгнуть эту твою тучу тоже не смогу, даже если очень хорошо разбегусь. Там в одном месте есть дерево поваленное. Мне тот сталкер рассказывал», — объяснила Анна. «У меня даже фотоснимки есть. С 2 сторон могу показать». Оно рухнуло прямо на забор, и верхушкой лежит на крыше нефтяного танка. Очень удобно получилось, словно лестница через забор, точно к верхнему люку. Я думаю, дерево кто-то специально повалил, хотел добраться до Икса. Если по его стволу пройти, то можно сразу на крышу той емкости попасть. «Так чего же он сам не прошел?» — хмыкнула Татьяна. «Там что, дерево узкое или угол крутой?» «И дерево узкое, и угол крутой», — невесело вздохнула Анна. «И паутина в кроне». Он обойти ее пытался, упокой Господи его грешную душу, но сделать это можно только по боковой ветви, а она тонкая слишком, прогибается сильно под весом тела. Короче, сорвался он в нее прямо в студень. Полчаса лежал и выл, пока весь не размяк. Так его тряпье там и осталось до сих пор. «Ты меня сейчас разыгрываешь?» «Таким мрачным способом?» — предположила Володина. «Это такой черный юмор, да? Мол, там все умирают, пора и тебе по этому дереву полазать. Не проще ли дойти по дереву, сколько получится, а там веревку с крюком забросить, зацепиться как-нибудь и залезть без экстремальных эксцессов?» «Думаешь, никто не пробовал?» — фыркнула Анна. «Не за что там цепляться. Гладкий он, танк этот, словно лысина Геворкяна. Все выступающие части отвалились в момент катаклизма или потом, кто его знает. Только по дереву можно до крыши дойти. И то надо момент правильный выбрать, чтобы туча летала с другой стороны танка. Она ниже его крыши где-то на метр. И еще что-нибудь крупное нужно за забор швырнуть, чтобы соленоид в него разрядился. Только это очень ненадолго. Короче, секунд 10 есть на то, чтобы залезть, не больше. А там еще по гнущейся ветке пройти надо, на самом верху. То есть, если я потеряю равновесие, то упаду в студень. Если не смогу быстро пробежать по тонкой ветке, то попаду в паутину или опять же упаду в студень. А если не успею уложиться во время, меня убьет соленоид», — подытожила Татьяна. «Я ничего не упустила?» «Да никуда ты не упадешь», — укоризненно заявила Анна. «Ты же мастер спорта международного класса. Там всего 3 метра идти по той ветке. Она прогибается, это правда, но ты же весишь едва 50 килограмм. Ближе к основанию она прогибается слабо, а там допрыгнешь. Ты же допрыгнешь, да? Тебе же это запросто». 3 метра? С места? У Володиной расширились глаза от такого заявления. «Издеваешься? Я же не штангист. Как отталкиваться, стоя на узкой ветке? Там бы просто на месте удержаться». «Разве ты не можешь разбежаться прямо по дереву?» — с надеждой посмотрела на нее Анна. «Ну вы же носитесь там по гимнастическим бревнам, сальто всякие крутите на 10 метров через весь ковер. Я Олимпиаду по телевизору смотрела. Ваши девчонки там сигают, дай бог». «На бревне работаю в спортивной гимнастике, а я занимаюсь художественной», — возразила Татьяна. «Это не одно и то же. И гимнастический ковер — это не поваленное дерево». «Танюха, пожалуйста, хотя бы просто посмотри на снимки», — буквально взмолилась Анна. «Нам с тобой очень нужна эта нефть, иначе всю жизнь будем по норам от всех прятаться, словно зверье, пока не поймают и не продадут кому-нибудь. А тут такой шанс подвернулся. Кусок нам обязан будет, отказать не сможет, а там я его в оборот возьму. Так что будем жить как хотим. Я уже договорилась с ним насчет машины. Он даст для этого похода свой КАМАЗ с прицепной цистерной, транспортом мы обеспечены. Сталкеров и старателей я соберу. Желающие найдутся, если узнать, что дело верно, и рисковать не придется. И время есть подходящее. Скоро Новый год.
Прямо 1 января ночью и двинем. Половина бандюков будет по своим борделям зависать, другие на нейтралку в кабаки рванут, напиваться в честь праздника. Кто-то из сталкеров, конечно, по зонам ходить будет, но конкурентов точно не встретим. Под утро будем уже в нефтепромысла. Ты паутину на том дереве сама видеть будешь, а больше там ничего опасного нет. Это наш шанс, и твой, и мой. Конечно, что-то может быть опасного, вздохнула Татьяна. По сравнению с ласковыми объятиями Прокопенко и других отморозков, падение в аномалию – это мелочь. Она хоть убивает мгновенно. Ладно, показывай фотографии. А как быть с ультиматумом твоего Геворкяна? До Нового года еще неделя. Я скажу, что ты взяла время подумать и определишься, с кем жить после праздников. Ты же в Ареале совсем недавно, никого не знаешь, пока еще в шоке от всего случившегося и тому подобное. Так что потерпят, никуда не денутся, махнула рукой Анна. Как только у нас будет этот Икс, пусть проваливают к чертовой бабушке. Наша фирма в их услугах более не нуждается. Глава 3. Неоновый КамАЗ медленно двигался по петляющему через чахлый лес ночному проселку, таща за собой пустую автоцистерну. 5 вооруженных человек в разномастных камуфляжах сидели в кузове, распределившись среди подрагивающих 200-литровых бочек, заполнявших почти все пространство. Порожние емкости были составлены друг на друга и опасно подпрыгивали на ухабах, норовя свалиться на людей, и сталкерам приходилось постоянно поправлять расползающиеся бочки. Следом за КамАЗом шел совсем старый ЗИЛ, в раздолбанном кузове которого находились еще 4 и какое-то видавшее виды оборудование. За очередным поворотом водитель головной машины резко нажал на тормоз, и грузовик остановился, едва не спровоцировав в кузове бочечный Армагеддон. Сидящие среди бочек люди с тихими ругательствами потирали ушибы и поправляли чуть не разлетевшийся по лесу второй ярус емкостей. «Еще одна новая аномалия», — Анна посмотрела на водителя. «Ты хоть их в память УИПа заносишь, нам еще обратно ехать». «Тот УИП старый, без памяти», — недовольно скривился водитель. «Его как в бампер встроили лет 10 назад, так и не меняли до сих пор. Кусок новый покупать не хочет, говорит, денег пока лишних нет. Я запомню, что где, у меня память хорошая. Пока будете X качать, нанесу на карту. Ладно, сидите здесь, мы с мужиками пойдем разберемся». Он вышел из машины. «А почему вы не хотите забить их в навигатор?» – поинтересовалась Татьяна. Они с Аней сидели в кабине рядом с водителем на правах организаторов похода. «Тут же должна быть навигация. Я помню, на эту тему РАО в Москве устраивала целую презентацию». «Навигация аномалий в реальном времени доступна только сотрудникам РАО», – фыркнула Анна. «Без авторизации до спутника не достучишься или откуда там идет сигнал. Все, что можно сделать, это определить свое местоположение, и на том спасибо. Но общая карта аномалий есть только у РАО, а они дальше сателлита из своих секторов не выводят и в такой глуши данные не собирают. Хотя вокруг себя местность проверяют исправно, после каждого выброса. Все, кто не примкнул к сателлиту, могут надеяться только на свои силы. Сталкеры, конечно, заносят в личные GPS то, что обнаружат, но связи с какой-нибудь глобальной сетью у УИПов нет, поэтому каждый надеется только на себя и с другими не делится. Да и толка от этой дележки было бы мало. После катаклизма с каждым выбросом места расположения аномалий меняются сотнями. Хотя сейчас отметить точное расположение аномалий на дороге я бы не отказалась. Ладно, у кого-нибудь из наших обязательно есть GPS, люди подобрались опытные. Это у меня УИП старый, без памяти. Был у меня раньше хороший GPS, да продать пришлось, когда дочку искала». Анна замолчала, болезненно закрыв глаза, но тут же спохватилась и указала на ее левую руку. «Слушай, Танюха, у тебя же УИП последней модели», — она коснулась новенького прибора на Татьянином предплечье. «Давай тебе в память забьем всю эту гадость, что на дороге попадается. Назад поедем, спокойнее будет. Все-таки в кабине сидим. Если та рухлядь, что на бампере установлена, откажет, первыми вляпаемся. Я тут на бумажке записывала на всякий случай. Можно с картой сверить, у водилы есть».
Она сняла пришпиленную скрепкой к солнцезащитному козырьку бумажную карту. Пока сталкеры возились с определением границ, усевшейся на дороге аномалии, они занесли в память УИПа все, что попалось ранее, и Татьяна с удовлетворением отметила, что использование УИПа уже не вызывает у нее затруднений. А за прошедшее с момента побега время она научилась разбираться в показаниях прибора и поняла, что, пожалуй, именно ее неопытность и позволила ей тогда скрыться от погони. Бандиты знали, что у нее есть УИП, но не учли, что она с трудом понимала его сигналы. Когда погоня проходила мимо нее, не особо внимательно разглядывая окрестности и деревья, они делали это не по безалаберности, а просто потому, что никто из них не думал, что, имея УИП, можно убегать так медленно и нелепо. Наверняка они примерно рассчитали, куда она должна была дойти к тому моменту, там и вели тщательные поиски. Преследователям попросту не пришло в голову, что Татьяна будет обходить каждую аномалию до тех пор, пока тревожный сигнал УИПа не стихнет полностью, ведь зуммер подается заранее, и на дисплее возникает пиктограмма аномалии, ее ориентировочное название, направление на ее и удаление в метрах с точностью плюс-минус 10 сантиметров. И зачастую удаление это составляет от 3 до 5 метров, а иногда и больше, в зависимости от типа и силы аномалии. Вот только если ты прибор этот видела один раз, да и то мельком, то все это обилие цифр, значков и стрелочек для тебя темный лес. А Прокопенко, когда велел своим шестеркам ее стеречь, наверняка сказал, чтобы следили внимательнее, ведь она работала в неравнодушных и имеет теоретическую подготовку по ареалу. Тюремщики просто переоценили ее возможности. «Чего ты смеешься?» — Анна с подозрением покосилась на скользнувшую по ее губам улыбку. «Это я о своем», — хихикнула Татьяна. «Иногда быть блондинкой очень даже полезно». «Да уж точно не здесь», — молодая женщина истолковала ее слова по-своему. «Лишний раз гормоны кипятить всем подряд. Они тут и без того дикие. Как только к куску переберемся, сразу же покрасим тебя в какой-нибудь противный цвет, чтобы отсвечивало поменьше. И вообще, для натуральной блондинки у тебя волос как-то слишком много. Подберем тебе комок помешковатее с капюшоном. Будешь их в шишку собирать и всегда в капюшоне ходить». Она задумчиво оглядела ее лицо. «Пару бородавок тебе приклеить, что ли, потолще. Потом попробую сшить». «Вообще-то я не имела в виду, но если так будет лучше, то давай», – пожала плечами Володина. «Только сначала хотелось бы живой из этого нефтепромысла вернуться». «Типун тебе», – возмутилась Анна. «Все будет хорошо, мы же все продумали. Ты тренировалась». Дверь в кабину открылась, и появился водитель. Он скользнул взглядом по разложенной карте и сообщил, тыкая пальцем в изображение дороги. «Тут сидит сито. От бампера до него 2,5 метра. Кто-то в него уже вляпался, там тряпье кровавое лежит. Аномалия большая, почти 4,8 метров в поперечине. УИПы дают все 5. Короче, дорогу перекрыло полностью, поэтому изгибу не пойдем, срежем вот тут». Он чиркнул грязным ногтем по карте. «Там чисто, мы проверили, но кочки мелкой полно. Так что потрясет. Застрять не застрядем, но бочки бы не растерять». Он медленно сдал назад на несколько метров и выкрутил руль до упора вправо, съезжая с поросшего травой проселка. Свет фар скользнул по зеленым стеблям, осыпанным желтой пылью, и грузовик затрясся по бездорожью. Татьяна, одной рукой хватившись за поручень, подставила УИП Ани. Та свободной рукой вводила в прибор отметку аномалии, и девушка вновь задумалась о предстоящем рискованном предприятии. Она готовилась к нему 5 дней. Фотографии поваленной сосны оказались невысокого качества, сделаны они были в сумерках и без вспышки. Как объяснила Аня, фотографировавший местность сталкер в тот день был один и опасался привлечь к себе внимание слишком большого количества зверья или кого похуже. Но даже в таком качестве сразу стало ясно, что дерево совсем не толстое. У основания его диаметр был сантиметров 20, а вот ближе к верхушке сужался до 10. Ветви ее кроны и вовсе наводили на мысли о неизбежной гибели. Сосна лежала, рухнув на забор, и верхушка не доставала до края крыши нефтяного танка что-то около метра, но именно там, согласно данным Ани, крона была залеплена паутиной.
Боковая ветка, по которой теоретически можно было пройти, а практически это уже стоило жизни автору плана, на вид оказалась и вовсе чуть толще большого пальца. Как там брать разбег? И на что при этом наступать? Да еще и само дерево находится под углом градусов 40, не меньше. Чтобы хоть как-то повысить свои шансы, они нашли неподалеку от поселения подходящее дерево, и Аня уговорила кого-то срубить его так, чтобы оно упало на соседние деревья под нужным углом. Получилось, прямо сказать, не очень похоже, но это было лучше, чем ничего. Оставшееся время Татьяна тренировалась на нем брать разбег, отрабатывала прыжки и пыталась продумать варианты непредвиденного развития событий. Это вселило в нее некоторую уверенность, но все равно было страшно, и чем дольше их небольшая колонна двигалась через заполненную аномалиями тайгу, тем сильнее натягивались нервы. К развалинам нефтепромысла добрались к 4 утра. Старая, полностью съеденная ареалом дорога, когда-то положенная сюда дорожной службой РАО, в десятки метров от разрушенных до состояния руин оборонительных сооружений, внезапно появилась вновь, ровной и чистой, поблескивая в свете фар новеньким асфальтом. Не доезжая до него нескольких метров, водитель остановил грузовик. «Все, дальше только на тот свет». Он машинально перекрестился. Асфальт совсем новый, а УИП молчит. Желтая зона близко, радиус действия приборов падает, не достает отсюда. «Справа через развалины можно пройти пешком», — сообщила Анна. «Машина не проедет, зато ногами до самого дерева дойдем». Тропа была широкая, месяц назад на ней квадроцикл умещался. Как выяснилось, с тех пор тропа немного сузилась, и аномалий вокруг прибавилось, но в целом проход все еще существовал. Кто-то из сталкеров, ежесекундно сверяясь с УИПом, повел за собой остальных через развалины нефтепромысла, и на одетую в спортивный костюм Татьяну набросили брезентовую плащ-палатку. «Пух», — коротко объяснил сталкер в ответ на ее немой вопрос, кивая на облако желтых хлопьев, неторопливо плывущее по руинам против ветра. «Кожу разъест за пару секунд. Закутайся». Конечно же, этим самым пухом ее и накрыло, как иначе. Половина их команды, двигающейся по тропе друг за другом, в колонну по одному, спокойно миновала опасный участок руин, но когда Татьяна поравнялась с грудой строительных обломков, облаку пуха надоело ползти против ветра, и на нее вместе с очередным порывом словно ринулась желтая метель. Девушка едва успела присесть, сжимаясь в комок, и накрыться с головой. Позади кто-то коротко вскрикнул от боли и злобно выругался. Послышалась какая-то возня и глухой голос Ани. «Танюха, сиди так и не высовывайся!» Похоже, она сама была укрыта брезентом. «Ждем, когда пух пролетит. Дыши медленнее, брезент воздух не пропускает. Не задохнись там!» К счастью, да нельзя, старая плащ-палатка имела множество маленьких дыр. Для пуха крохотные отверстия оказались слишком малы, зато позволяли дышать. И 40 минут, проведенных в скрюченном ожидании, не нанесли никакого вреда ее здоровью, чего не скажешь о храбрости. Несколько раз Татьяне казалось, что все разбежались кто куда, бросив ее сидеть в самом центре желтого пуха под куском дырявого брезента, под который уже заползают токсичные хлопья. Чтобы не поддаваться панике, она пыталась разговаривать с Аней. Понимание того, что ты не одна, вляпалась в эту гадость, успокаивало нервы хотя бы частично. «Ань, как люди будут на себе нефть таскать через эту дрянь?» Татьяна постаралась, чтобы ее голос звучал твердо. «С носилками на плечах, под брезент быстро не запрыгнешь». «У мужиков преграды есть», — глухо ответила та. «Наденут, если что. А вообще надо посмотреть, хватит ли у помпы мощности прокачать Икс из танка до цистерны. У нас шланга целая бухта, там 200 метров почти. Может, и не придется ничего таскать». Наконец, кто-то не сильно похлопал ее по спине и разрешил подняться. Татьяна встала на ноги и с опаской выглянула из-под брезента. Облако желтого пуха лениво уплывало вдаль метрах в 30 левее, и возглавлявший колонну сталкер махнул ей рукой, мол, быстрее. Она торопливо зашагала за идущими впереди, оглядываясь на Аню. Та показала большой палец, сообщая, что с ней все в порядке, и скосила глаза в бок, указывая на идущего позади себя человека. У того на щеке белела свежая повязка, заклеенная лейкопластырем. Похоже, старателю на щеку попал пух.
но он обработал рану сам себе, пока пережидал облако под толстым широким плащом. Татьяна отвернулась и ускорила шаг, давая себе указание позаботиться о том, чтобы заполучить полноценное снаряжение, если ей удастся выбраться живой из-за этого нефтепромысла. А то у нее даже аптечки нет. Всего до брата УИП и спортивный костюм с кроссовками, изрядно износившимися за прошедший месяц. Аня права, им нужны деньги. Деньги, деньги, деньги. Татьяна грустно вздохнула. Везде одно и то же. А ей с самого детства хотелось жить в каком-нибудь сказочном мире, где финансовой стороны, если не вообще не существует, то пусть хотя бы она будет одним из самых несерьезных вопросов. Как говорила Юлька, такой нелепый взгляд на мир только подстегивает ее тоску по потерянному большому спорту. В общем-то, Юлька была права. В сборной деньгами занимались специальные люди, Татьяну это почти не касалось. До тех пор, пока она давала результат, ей удавалось жить в своем собственном нелепом мире. Теперь же все иначе. «Вот он, танк с Иксом!» — раздался рядом голос Ани, и Татьяна оторвала взгляд от спины идущего перед ней человека, отвлекаясь от своих мыслей. Вышли прямо к поваленному дереву. Черт! Что за фигня? Я не поняла. Туча, что ли, верхушку закрывает? Туча вон, с другой стороны, ткнул рукой сталкер. Обломана верхушка. Здесь кто-то был. И пытался воспользоваться нашим способом. Походу, ствол у крона не выдержал веса и обломился. Вон и тряпье ихнее у танка валяется, в плеши. Это... что за приспособа у него с собой была? Говоривший напряг зрение, вглядываясь в утренний полумрак, и Татьяна проследила его взгляд. Нефтяной танк был точно таким же, как на фото, только еще более новеньким и блестящим. Его идеально ровные стены резко контрастировали с до нельзя ржавой крышей, покрытой вмятинами и забитыми желтой пылью длинными глубокими царапинами. Зацепиться там, на крыше, действительно было не за что. Похоже, мощный взрыв, или что там пришло из эпицентра в день катаклизма, начисто сбрил с танка все выступающие элементы, оставив металлическую поверхность абсолютно лысой. Толстое решетчатое заграждение, окружающее нефтяной танк, было под стать самой емкости. Забор будто закончили монтировать минут 10-15 назад, и создавалось ощущение, что в воздухе даже остался запах свежей краски. При этом натянутая поверх забора колючая проволока проржавела насквозь, полопалась и во многих местах висела пучками бурых обрывков. В утренних сумерках хорошо виднелись тонкие серебристые нити, густо окутывающие 4-метровый забор, словно кокон какого-нибудь огромного паука. Поваленная сосна, навалившаяся на ограждение, была обломана у верхушки и теперь не доставала до крыши нефтяного танка метров 5. Сама древесная верхушка валялась за забором, под стенками танка, словно растаявшая наполовину. Неподалеку от нее, на абсолютно чистом на вид участке, поросшей короткой травой земли, лежала пара бесформенных кучек заскорузлого от запекшейся крови тряпья. Чуть ближе виднелись обломки чего-то сильно обугленного и деревянного, напоминающего изломанную самодельную лестницу с окрепленными на концах противовесами. «Короче, ясно», — скривился сталкер. «Они замутили лестницу, хотели пройти по сосне до того места, где дерево еще держит, и оттуда перебросить ее на крышу, типа трап провесить. Походу, не знали они про соленоид, или надеялись успеть. Только за 10 секунд хрен успеешь лестницу втащить, уравновесить, да еще и на крышу снизу вверх затолкать. Почуял он их и шибанул по самая земля тебе пухом. Аж верхушку снесло. 3 их, кажись, было. Одного соленоидом изжарило в пепель. Вон сосна обуглилась там, где он сидел. Остальные в плешь свалились вместе с кроной. «Сизый, смотри сюда!» Кто-то из сталкеров отошел к дальним кустам и возился там с чем-то плохо заметным. «Тут квадроцикл их спрятали, с бочкой на прицепе». Он потянул за кусок травы, оказавшейся маскировочной сетью, и стащил завесу с кустарника. Под ней обнаружился потрепанный квадроцикл с самодельной бочкой, установленной на колесное шасси. Сталкер обошел кустарник и присел на корточки, разглядывая что-то на земле. «С ними был еще один», — сообщил он. 2 квадроцикла тут стояли. На одном из них
Он отвалил после того, как кореша вляпались. Раз добро замаскировал, значит, вернуться собирался. Я бы тоже квадрик не бросил. Это бабки. Давно они тут были, насторожился Сизы, и глаза его забегали по окружающим руинам. Пару выбросов точно прошло, ответил сталкер. Странно, что до сих пор не вернулся. Может, вляпался где, с перепугу, или в плен попал на обратном пути. Сизы, надо охрану выставить. Анна подошла к сталкеру, руководившему передвижениями их команды. Мотопомпу будет далеко слышно, вдруг услышит кто. А чё ее просто так выставлять? Сизый вернулся к Татьяне и поинтересовался. Дерево-то обломилось. Ты скаканешь с него до крыши? А то, может, мы зря время теряем. Так мы можем срубить еще одно. Анна изо всех сил пыталась скрыть нервозность, но было сложно понять, что она старается предотвратить бегство сталкеров, потерявших перспективы. Прикрепим его к стволу этого, там, где соленоид не достает. Сократим расстояние. Одни уже сократили, усмехнулся Сиза, не глядя на Анну. Я туда не полезу, выяснять зону действия соленоида на собственной шкуре. Ты сказала, что дело верное, а получается фуфло. Икс добыть я смогу и попроще. Так что, Алина Кабаева, будешь прыгать или валим отсюда? Тань, Аня растерянно переводила взгляд с обломанной верхушки сосны на Сизова и Володину. У тебя же получалось в лесу на 5 метров. Тут не больше. Заткнись, коротко посоветовал ей Сизый и продолжил буравить взглядом Татьяну. Что-то в его взгляде очень напоминало ей выражение глаз пьяного Прокопенко, похотливо тянущегося к ней и давящей на уши атмосфере модного ночного клуба, столь любимого Юлькой. И зачем она тогда вообще туда пошла? Впрочем, какой смысл теперь страдать над этим? А ведь этот Сизый будет только рад, если она не прыгнет. Он ведь один из претендентов на нее. Впрочем, если она погибнет, он тоже не расстроится. Конкурентов у него много, и всех их ее мнение интересует меньше всего. Тот-то он назвал ее Кабаевой. Неприкрытая издевка. Как только ему удалось запомнить фамилию талантливой гимнастки, прямо интеллектуал. Татьяна подумала, что как раз Кабаева бы прыгать не стала, ей все это глубоко до лампочки. А вот у Володиной, похоже, других шансов совсем не густо. «Я сама проверю, где у соленоида граница», — вдруг заявила Анна. «За полчаса справлюсь. Дайте только УИП нормальный, мой совсем старый». «Не надо», — остановила ее Татьяна. «Я попробую. Немного разогреюсь и прыгну». «Танюха, ты сможешь», — немедленно воскликнула Анна. «У тебя получалось на тренировке». «Не то ты пробуешь и не на то прыгаешь», — скривившись, пробурчал Сизый. «Еще не хватало молодую бабу в аномалии сложить. Нахрен тебе это надо? Денег так сильно захотелось. Мужика выбери и будет тебе бабло. Сколько ты хочешь? У меня в банке Ареал пол-лимона зеленых лежит». «Отвали, Сизый!» — злобно зашипела на него Анна. «Ты понятия знаешь. Вот определится она, тогда и будете выяснять, кому повезло, кому нет. А сейчас не мешай, ей прыгать надо». «Попрыгунчики, вашу мать!» Сизый тихо выругался, но в сторону все-таки отошел. К нему присоединилась пара сталкеров, и они негромко заговорили, бросая на женщин недовольные взгляды. Стало ясно, что идея с обреченным на смерть прыжком не нравится никому из них. «Тань!» — Анна подошла к разминающей голеностопные суставы Володиной вплотную и зашептала. «Надо прыгать быстрее. Подозрительно как-то они перешептываются. Если решат, что у тебя шансов нет, мало ли, что им в голову взбредет. И если ты вляпаешься, они ведь ни нефти, ни денег не получат. А ты сама по себе уже деньги, и свидетелей нет, если меня убрать». Словно в подтверждение ее слов, Сизый с двумя сталкерами решительно двинулся к ним. «Слышь, Кабаева, кончай разминку», — заявил он. «Не будешь ты прыгать. Мы твоей жизнью рисковать не можем. Уж очень ценный ты элемент нашего светлого общества». «Сизый, отвали!» Анна резко выпрямилась, разворачиваясь к приближающимся сталкерам. «Заткнись!» Тот даже не посмотрел в ее сторону, скользя по изгибам фигуры, разогревающейся Володиной липким взглядом. «Отвали, падла!» Анна сунула руку за пазуху и неожиданно извлекла оттуда пистолет. «Отвали!» — сказала. «Не то получишь пулю в брюхо!» Она прицелилась сталкеру в живот. «У нас договор. Она прыгнет, а там разберемся».
«Ах ты, сука!» Сиза замер на месте и грязно выругался. «Ладно, ствол мы уважим. Но если она вляпается, ты, овца, полетишь следом. Это я тебе лично организую, так что молись». Он развернулся, собираясь уйти, но пистолет в руках Анны дернулся, направляя ствол выше. «Стой на месте, урод!» – потребовала она. «Я пулю в спину от тебя или твоих корешей раньше времени получать не собираюсь. Тут все постоим и подождем». Позади Татьяны раздалось щелканье оружейного металла, и она увидела остальных людей Сизова. Они стояли у нее за спиной с автоматами в руках и целились в Ванину спину. «Пушку опусти, шалава», — потребовал один из них, — «а то продырявлю». «Сейчас», — окрысилась та, — «уже бегу, спотыкаюсь на ходу». «Давай, пальни. Сизова я точно успею пристрелить». «И Танюха вам живой не дастся, она не такая. Что будете Геворкяну рассказывать? Что мы с ней вдвоем в аномалии сложились?» Он-то разрешения на этот походец не давал, бабло-то мы с Сизом договорились пополам поделить, а Геворкян с долей обламывается. «А ты за нас не переживай», — сплюнул автоматчик, — «мы найдем чего сказать. Опускай пушку или заставлю прямо сейчас. Мне на Сизова плевать, я его второй день знаю». «Так, уважаемые господа», — Татьяна со вздохом выпрямилась, разгибая ноги, — «похоже, все гадости мира и впрямь прочно обосновали свою жизнь. Если теперь так будет всегда, то надолго ее не хватит. А раз так, то вопрос прыгать или не прыгать становится аналогом шекспировской риторики. Сначала я попробую допрыгнуть до этой ржавой крыши, а потом вы сможете перестрелять друг друга, если вам это настолько необходимо». Она обошла застывших друг напротив друга вооруженных людей и направилась к поваленному дереву, поглядывая на УИП. Не хватало еще вляпаться в аномалию перед самым прыжком. «А ну стой!» — окликнули ее в спину. «Куда пошла? Решила гордо подохнуть?» «Пусть прыгает», — неожиданно разрешил Сизый. «Если вдруг допрыгнет, бабло будет хорошее». «Да не допрыгнет она», — заявили ему. «Только сложится беспонтово. Вообще без бабок останемся. Давай лучше продадим ее, скажем, что вляпалась». «Эту продадим, если что», — Сизый кивнул на Анну. «Продавать надо в крайнем случае, а то мир тесен, кто-нибудь может ее и узнать. Короче, пусть прыгает». Он презрительно усмехнулся, глядя на Анну. «Договор есть договор. Мы же за свои слова отвечаем». «Братва, как тёлка на дерево лезть начнет, бросьте соленоиду приманку, чтобы разрядился. Сколько он перезаряжается?» «Этот? За 10 секунд», — огрызнулась Анна. «Я же говорила еще в поселке». Сталкеры завозились, таща что-то к забору и переругиваясь между собой о чем-то еще. Но Татьяна уже не обращала внимания на их действия и не слышала перебранки. Она подошла к основанию рухнувшей сосны и остановилась, чувствуя, как внутри разрастается холодный комочек щемящего душу страха. Просто взять и прыгнуть с разбега на 5 метров вперед для мастера спорта международного класса по гимнастике не составило бы серьезной проблемы. Но сейчас разбег придется брать по тонкому древесному стволу, направленному вверх под углом градусов в 40, и прыжок должен быть не просто горизонтальным полетом дистанцией в 5 метров. Между точкой отрыва и точкой касания почти 1,5 метра разницы, зато при условии, что тонкий ствол дерева ближе к верхушке не начнет прогибаться. Таких прыжков ей совершать никогда не приходилось, да и вряд ли так прыгали даже девчонки из легкоатлетической сборной. А ведь она была знакома с некоторыми из них. В голове вспыхнуло старое воспоминание о давнишнем разговоре, и Татьяна ступила на древесный ствол. Если не прыгать сейчас, потом станет совсем страшно. Она зашагала вверх по стволу, быстро подбирая баланс движения по узкой наклонной поверхности, и разговоры внизу за ее спиной смолкли. Сделав несколько коротких шагов, Татьяна рванулась в разбег, не давая страху возможности захлестнуть ее целиком. Древесный ствол опасно заиграл под ногами, надпочечники мгновенно выбросили в кровь адреналин, обжигая тело изнутри вспышкой ледяного пламени, и девушка в считанные мгновения взлетела к подрагивающей верхушке обломанного ствола.
Спортивный рефлекс профессионала высокого уровня безошибочно сопоставил толчок ног с поступательным колебанием дерева, используя его словно гибкий трамплин, и Татьяна взлетела в воздух, уходя в сальто. Где-то в глубине сознания, целиком вложившегося в прыжок, мелькнула отстраненная мысль, что приземляться надо на голени, иначе не хватит высоты, и она сложила ноги в нужное положение. В следующий миг бешено вращающийся перед глазами мир сменился летящим навстречу ржавым покрытием крыши нефтяного танка, и голени с размаху вбила в ржавый металл. Острая боль проткнула тело, словно гигантской раскаленной спицей, и Татьяна надсадно захрипела, закусывая губу и заставляя себя терпеть и не шевелиться. Она застыла подобно изваянию, словно на финальной ноте истекающего на международных соревнованиях музыкального сопровождения, и изо всех сил старалась не чувствовать хотя бы половины мучений, вгрызшихся в позвоночник и разбитые в кровь ноги. «Ни хрена себе!» — заявил кто-то внизу, и голос его глухим гулом прорвался через бьющий в ушах набат кровяного давления. «Я уж думал, все, пинцет тёлки. Надо же, удержалась!» «Охренеть!» — согласились с ним. «Слышь, чувиха, ты только не дергайся! Тебе туча ползет!» Темные круги перед глазами начали пропадать, и Татьяна увидела, что приземлилась на самый край крыши нефтяного танка, и ее стопы висят над пустотой. Не долети она еще 10 сантиметров, и удержаться на краю было бы невозможно. Метром ниже, откуда-то слева, вдоль новенького и идеально ровного борта танка медленно плыло нечто, напоминающее зеленую грозовую тучу. «Танюха, замри!» Сквозь затихающий гул в ушах послышался Анин голос. «У тебя ноги торчат! Если шевельнешься, туча ударит! Не двигайся вообще!» Сколько времени пришлось просидеть неподвижно, пока ей не разрешили двигаться, она не поняла. Поглотившее тело боль проходила медленно, и Татьяне не сразу удалось отползти от края и встать на ноги. Она, пошатываясь, сделала пару шагов и остановилась, удерживая равновесие. Разбитые ноги слушались плохо, но переломов не было, остальное терпеть не впервые. Но вот больной позвоночник отзывался резью на каждый шаг, и стало ясно, что она получила рецидив старой травмы. Сейчас главное устоять на ногах, ничего еще не закончилось. «Тань, ты как?» — Анна махнула ей рукой снизу. «Рассвело сильно, танк издалека видно». «Я в порядке», — выдохнула Володина, вытирая катящуюся по подбородку от прокушенной губы струйку крови. Она огляделась. «Здесь не за что веревку укрепить. Даже на крыше люка не осталось ни уключен, ни поручней. Я не знаю, как его открыть». «Откроем», — пообещал Сизый. От его агрессии не осталось и следа. «Лови веревку». «Привяжем к ней лестницу, как планировали. Затянешь ее на крышу и подержишь, пока мы залезать будем». Один из сталкеров достал из рюкзака сверток и быстро собрал из обнаружившихся в нем частей небольшой арбалет. К заряженному в него арбалетному болту подвязали веревку и выстрелили в направлении Татьяны. Первый раз стрелок не рассчитал влияние разматывающейся веревки на полет стрелы. Болт ударился в стену танка чуть ниже крыши, упал на землю и тут же превратился в мелкую кашицу. Второй раз стрелу пустили выше. Она упала на ржавую поверхность и поползла к краю под тяжестью веревки. Татьяне удалось подхватить ее у самого края. Некоторое время пришлось ждать, когда сталкеры соберут из привезенных с собой звеньев 10-метровую лестницу. Затем укрепляли сосну и затаскивали лестницу на нее. Потом дожидалась, пока уйдет зашедшая на очередной круг туча. В конце концов Татьяне велели тянуть, и она впряглась в ставшую тяжелой веревку, усилием воли сдерживая стоны от сопровождающей каждое движение боли, отдающейся в позвоночник. Двое сталкеров, оседлавших сосну, на безопасном удалении от соленоида направляли подачу лестницы, удерживая длинную конструкцию от опрокидывания. Несмотря на боль, ей удалось затащить часть лестницы на крышу нефтяного танка, и сталкеры закрепили на сосне ее нижнюю половину. «Слышь, Татьяна!» Сизый осторожно вскарабкался на поваленную сосну и на 4 конечностях приблизился к началу лестницы. «Ты это, держи ее крепче. Я сейчас залезу к тебе, и все будет окей. Дальше мы сами разберемся». Теперь его голос звучал чуть ли не дружески. «Только не урони!» Он кивнул одному из своих людей. «Бросай!»
Стоящий под забором сталкер швырнул через ограждение набитый травой мешок. Тот пролетел пару метров. В следующую секунду над землей ослепительно полыхнул кривой и длинный разряд молний, мешок разорвало на лету, и вниз посыпались дымящиеся обугленные ошметки. Сиза немедленно полез по образовавшемуся навесному мосту, напряженно косясь то на огибающую нефтяной танк тучу, то на примотанное к сосне основание лестницы, то на Татьяну, с трудом удерживающую ее верхнюю часть. «Держи, держи!» – бормотал он, замирая от страха, на каждой перекладине покачивающейся лестницы. «Ща все будет окей. Все будет. Ты, главное, держи крепче». «Сизый, шевели седалищем», – посоветовали ему снизу. 3 секунды осталось. Услышав предупреждение, сталкер энергично заработал руками и ногами, из-за чего чуть было не вырвал лестницу из рук Татьяны. Едва он оказался на крыше, ее ноги подломились, и девушка неловко опустилась на ржавый металл. Танюха, ты чего?» Сиза подхватил выскальзывающую из рук Володиной лестницу. «Спину больно», — выдохнула Татьяна, стараясь принять горизонтальное положение, чтобы успокоить боль. «Травма старая вылезла, прыжок вышел болезненным. Я отдохну немного». «Сизый!» — раздался негодующий голос Анны. «Что с ней? Ты что с ней сделал, скотина?» «Да ни хрена я не делал», — злобно огрызнулся он в ответ. «Ударилась она, пока прыгала, больно ей. Не ори на меня, ща оклемается и спустится. Давайте, валите за шлангом». Сиза обернулся к Татьяне и добавил. «Ты как очухаешься, срезай и иди в машину. Посиди в кабине, отдохни, мы тут дальше сами справимся. Ща инструмент поднимем, люк вскроем, заведем шланг, рубим помпу. Только успевай бочки подгонять». Он взялся за лестницу обеими руками. Где-то снизу раздался резкий хлопок мощного электрического разряда, в воздухе вновь запахло озоном, и вскоре на ржавую крышу взобрался сталкер с рюкзаком. Вновь прибывший скинул поклажу, оказавшуюся различным слесарным инструментом, и оба мужчины принялись взламывать люк, прикипевший ржавчиной к металлическому комингсу основания. К тому моменту, когда терзающая позвоночник боль утихла, и Татьяна смогла встать на ноги, они уже затащили на крышу танка шланг и осторожно опустили его внутрь вскрытого люка. Володина сделала несколько шагов, прислушиваясь к позвоночнику. Идти она может, боль терпима. Сейчас бы отлежаться пару дней. «Тань, стой! Под соленоид попадешь!» – предостерегла ее Анна. «Сейчас мешок кинем». Соленоид разрядили, и девушка быстрым шагом легко спустилась по лестнице на поваленное дерево. А еще через секунду она уже была на земле и остановилась, болезненно шевеля плечами. «Что с тобой?» Анна подскочила к ней, обшаривая с ног до головы полным тревоги взглядом. «Ноги болят. Давай, помогу». «Ты прямо на колени приземлилась, как только не сломала ничего. Я когда увидела, как ты кувырком летишь, и тебе высоты не хватает, думала, что ногами ударишься о край крыши и вниз свалишься. А ты на колени приземлилась, да еще на самый край, сантиметр в сантиметр. Я даже в кино такого не видела. Ты же не так прыгала, когда у поселка тренировалась». Случайно вспомнила, как девчонки-прыгуньи когда-то давно рассказывали, что во второй половине прошлого века спортивный мир искал оптимальную траекторию для прыжков в длину с разбега, слабо улыбнулась Татьяна. Оказалось, что самой эффективной является сальто вперед. Но от этой траектории быстро отказались ввиду ее высокой травматичности. Она сделала шаг и невольно поморщилась. И правильно сделали. «Давай руку, у тебя штанины в крови, ты ноги разбила сильно». Анна подхватила ее за локоть. «Пошли в машину. Мы свое дело сделали, пусть они вкалывают». «Вон какие, все сразу стали добрые, прямо лучшие друзья. Еще бы, 50 тонн икса на халяву заполучили». «Я лучше сама», — покачала головой Володина. «Не тяни так, пожалуйста, у меня позвоночник травмирован, и этот прыжок вызвал обострение травмы. Я дойду до машины, только в кабину залезь помоги, хорошо? Сможешь меня подсадить?» «Тебя?» — прыснула Анна. «Да запросто, 40 килограммов я как-нибудь подтолкну». 52, поправила ее Татьяна. В спортивном костюме и обуви 53. «Ага,
А если учесть, как ты ешь? Так по вечерам бывает даже 54, подначила ее Анна. Нет, комок тебе точно мешком нужен. Ничего, скоро мы приоденемся, кусок теперь мой. Хоть об этом еще не знает. Танюха, ты молодец. Главное, чтобы эти придурки шевелились, а то мотопомпа сейчас заревет так, что на полареала слышно будет. Хорошо, что мы время выбрали правильно. Новый год и желтая зона рядом. Сюда никто не сунется. Кстати, с Новым годом тебя еще раз. Мы с тобой сегодня, как Дед Мороз со Снегурочкой, сами себе подарки принесли. Спасибо, устало хмыкнула девушка. Ань, почему соленоид молнией мешок с травой бьет, а лестницу с дерева на крышу нет? Володина, морщась от боли, разливающейся из позвоночника до самых пяток, шла следом за подругой и с опаской разглядывала развалины нефтепромысла в поисках желтого пуха. Теперь плащ-палатки у нее не было, в случае опасности спрятаться негде. К счастью, облаков ядовитых хлопьев поблизости не наблюдалось, ветер стих, вокруг стояла тишина. «Из неживого он только движущиеся объекты атакует», ответила та, бросая взгляд на УИП. «Живых жарит всех подряд, но Синьку почему-то не бьет. Может, маленькая она слишком для него, толком никто не знает, а этот соленоид вообще редкость. Он перезаряжается долго, почти 11 секунд. Обычно им хватает 1-2. Наверное, это из-за тучи. Она над ним проходит и силу у него отбирает, поэтому и зеленая постоянно. Обычно тучи меняют свои фазы и остаются в них по несколько часов. Если она черная, то безопасная. «Ты давно сталкерством занимаешься?» – поинтересовалась Татьяна. Ее УИП издал тихий неторопливый писк, реагируя на чистый ровный с виду участок земли, находившийся в 3 шагах левее их маршрута, среди искрошившихся железобетонных развалин, и девушка невольно ускорила шаг, догоняя Анну. Разбитые ноги и травмированный позвоночник немедленно заныли сильнее. «Я этим вообще не занимаюсь», — в ее голосе мелькнули злые нотки. «Это мне тот сталкер рассказал, от которого я про это место узнала. Я до катаклизма в Сыктывкаре жила, в драматическом театре играла». Женщина тоскливо вздохнула. «В тот день с дочкой к подруге в Сосногорск приехала. Угораздило же». Она замолчала, успокаиваясь, и продолжила будничным тоном. «Теперь каждый зависимый, немного сталкер. От этого никуда не денешься, скоро и ты научишься». Они вышли из развалин нефтепромысла к грузовикам, у которых дежурили 2 человека. Анна обменялась с ними несколькими фразами, после чего затолкала Татьяну в камазовскую кабину. «Ложись поперек сиденья и спи», — велела она. «Я пока за рулем посижу, все равно весь день ждать. Уместишься?» «Я всегда считала, что гимнастки маленькие, а ты что-то высоковато. Головой к двери ложись, ноги сюда к рычагам засовывай. Грузовик старый, спального места нет, зато пассажирское сиденье широкое, почти диван. Лежать не очень удобно, но лучше, чем сидя спать. Я 172 ростом. Обычно девочки у нас чуть ниже», — согласилась Володина. «Но есть и повыше. Рост более критичен для спортивной гимнастики. У нас в этом отношении демократично, так что постараюсь уместиться как-нибудь». Спустя пару минут ей удалось более-менее устроиться на сиденье, и боль в позвоночнике начала стихать. Полчаса они с Аней болтали о прошлой жизни, ставшей теперь далекой и недоступной, словно сон, что запомнился ярко, но с каждым часом тает в памяти, делая воспоминания все более призрачными. Потом вдали заревел движок мотопомпы, и Анна оставила Татьяну одну, сославшись на необходимость проследить, чтобы их бочки наполнили без обмана. Молодая женщина ушла, и Володина закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Этот прыжок дался ей слишком тяжело, как бы чего не вышло с позвоночником. Она усилием воли запретила себе вспоминать все те жуткие прогнозы, что давали ей медики 2,5 года назад. Сейчас паниковать нельзя, и надо держаться, будто у нее ничего не болит. Демонстрировать свою слабость в таком обществе опасно. Проснулась она от звука хлопающей двери. Татьяна открыла глаза и увидела сидящего за рулем Сизова. Он возился с ключом зажигания, искоса бросая на нее плотоядные взгляды, но враждебно настроен не был.
«Ты спи, все путем», — сообщил сталкер, заметив, что Володина проснулась. «Нам еще долго заливаться. Чья машину развернуть цистерной назад, чтобы потом груженые не ворочить?» «Как спина?» — участливо уточнил он. «Анька сказала, ты позвоночник отбила, когда прыгала». «Все уже прошло», — Татьяна напряглась, ожидая недоброго развития событий. «Кто Аньку за язык тянул? Я нормально себя чувствую». Она поспешила убрать ноги подальше от рычагов. «Лежи, отдыхай, ты мне не мешаешь», — успокоил ее Сизый. «Не бойся, никто тебя не тронет. Ну, погорячились немного, бывает. Жизнь у нас такая, тяжелая, нервишки сдают иногда. Короче, замяли тему. Прыгаешь ты круто, базара нет. Джеки Чаны отдыхают». Он завел КамАЗ и принялся крутить баранку, выставляя машину в нужное положение. «Танюха, как самочувствие?» В открытом окне показалась Анина голова. Похоже, женщина запрыгнула на подножку кабины машины и теперь ждала, пока грузовик закончит сдавать назад. «Нормально», — ответила Татьяна, бросая взгляд на свой УИП. «Уже 12? Мне казалось, что я только глаза закрыла. Ань, ты под колеса оттуда не свалишься?» «Не свалюсь, не в первый раз», — заверила ее подруга. «Ты спи, нам еще цистерну наполнять». Она перевела взгляд на Сизова. «Развернулся? Так давай вали отсюда, нефиг ее глазами раздевать». Сизов в ответ недовольно буркнул нечто невразумительное, заглушил грузовик и вышел из кабины, нарочито громко хлопнув дверью. Анна улыбнулась Татьяне. «Видишь, какой сговорчивый стал? Вот что деньги с людьми делают. Ладно, спи дальше. Пойду продолжу рулить бизнесом». Она коротко прыснула и спрыгнула с подножки. Глава 4. Погрузку закончили только к 6 часам вечера. Люди Сизова под завязку наполнили нефтью все, что только можно было наполнить, включая найденную бочку погибших сталкеров. Их квадроцикл Сиза решил забрать себе в качестве приза, из-за чего почти полчаса стояла ругань. Каждый требовал себе долю от находки. Едва они могли договориться, конфликт вспыхнул с новой силой уже по другому поводу. Все емкости были заполнены, но внутри нефтяного танка Икса оставалось едва ли не больше, чем удалось откачать, и кто-то должен был остаться здесь для охраны добычи. Оставаться никто не хотел, справедливо опасаясь крайне неясных перспектив. «Помпу и шланги сворачивать не будем, оставим так», — вещал Сизый. «Доедем до нейтралки, сдадим Икс в приемный пункт и вернемся. Утром уже здесь будем. Нужно оставить здесь 4 для охраны, одиночек отпинывать. Толпы сюда не придут, все на праздниках гасятся». «Так сам и оставайся», — возмущался кто-то, — «раз бояться нечего. А я Икс поеду сдавать». «Не кипиши, твою долю сохраню честно». «Чем это мое слово хуже твоего?» «Это моя тема», — взъярился Сизый. «Если б не я, тебя бы тут не было, за тобой долг забыл?» «Долг я тебе уже вернул», — не сдавался его оппонент, тыкая рукой в груженный бочками в 2 яруса кузов КамАЗа. «И тема эта не твоя, а бабы Геворкяновской. И грузовик с цистерной она подогнала, так что к ней претензий нет, пускай на приемный пункт едет вместе с гимнасткой. Остальные все равны, хрена с 2 я здесь останусь и отпущу тебя с моим баблом. До нейтралки еще доехать надо. Давайте жребий тянуть, все, и ты тоже, Сизый». «Это еще с какого хрена?» – начал было Сизый, но автоматная очередь заглушила его слова. Сталкеры запоздало схватились за оружие, но быстро поняли, что сопротивление бесполезно. Из-за покрытых желтой сыпью кустов вышли не меньше 2 десятков вооруженных бандитов, державших их на прицеле. Пара квадроциклов для маскировки, увешанных пучками травы и ветками кустарника, появились из леса и уперлись в кабину КамАЗа, закрывая ему дорогу. «Чё за беспредел?» – завопил Сизый, бегая взглядом по приближающимся бандитам. «Это наша тема! Мы на промысле, валите отсюда, куда шли!» «А вот сейчас мы с братвой и качнем на тему беспредела», – злорадно заулыбался один из появившихся, тыча автоматом в бочку погибших сталкеров. «Это моя приспособа и квадрик мой. Я эту тему начал долбить еще 2 выброса назад. А ну-ка обоснуй, почему ты скрысил мои вещи и запустил хайло в мою нефть?» «Ты фуфло, не гони», — усмехнулся Сизый. «Приспособы эти тут брошенными стояли, мы в кустах их нашли. Значит, наши. И Икс из этого танка никто не добывал,
Он с самого катаклизма запечатанным стоит, люк приржавел к основанию. Я сам его вскрывал, ни хрена ты тут не качал. Ах ты, сука, вспылил злобой бандит, направляя на Сизова автомат. У меня близкие вляпались, когда на эту крышу лезли. Я за помощью ходил, братана покоцаного клепили, вывозил. Я на 2 квадриках одной жопой сидеть не умею, потому и оставил приспособы здесь и сетью накрыл маскировочной. Или ты скажешь, что сетки не было, падла? А вон то в кузове, что такое? «Была сеть, базара нет», — отбивался сталкер. «Забирай приспособы, раз твои. Я тебе даже бочку отдам, полную, в качестве компенсации. А остальное наше. Вы танк вскрыть не смогли, это ваши проблемы. Мы добычу по понятиям взяли, что за дела? Убирайте стволы, мля». «По понятиям крысить западло», — вступил в разговор еще один бандит, явно не собираясь отказываться от столь лакомой добычи. «И за это мы с тебя спросим. Ты с кем работаешь, фуфел?» «Ты за базаром следи». Сизов воспылал праведным гневом, но довольный вопль оборвал его на полусловие. «Опаньки!» 4 бандитов, слезших с квадроциклов, вытаскивали из кабины КамАЗа упирающийся Володину. «Да тут у них еще одна баба! Слышь, Сека, это та красючка, которую Рашпиль ищет. Это она в подвале сидела, век воли не видать. Так вот, кто у нас бабу выкрал и близкого нашего на перо посадил!» Неподдельно изумился бандит. «Вот это в натуре беспредел!» Он кивнул своим подручным. «Братва, в браслеты их! Если кто дернется, пырните в брюхо! Бросим зверью на хавку! Все барахло отметаем за беспредел! Всех в кузов и везем к Рашпилю, это его Качалова!» Бандиты набросились на сталкеров, ударами прикладов сбили их с ног и некоторое время пинали в клубах грязно-желтой пыли. Вырывающиеся Татьяну ударили в печень, и острая боль заставила ее осесть на землю. Кто-то залепил ей рот скотчем, им же ей связали руки и потащили к грузовикам. «В кабину ее», — заявил Сека. «Пока ехать будем, я с ней побазарю, раскалю, кто шныря завалил». Володину затолкали в КамАЗ, за рулем которого уже сидел кто-то из уголовников, и бросили в ноги пассажирскому сиденью. Вскоре в кабину влез Сека, уселся на сиденье и поставил ноги прямо на связанную Володину. Девушка попыталась оттолкнуть от себя заляпанный грязью ботинок, но получила удар жесткой подошвой по ребрам и поняла, что дергаться не имеет смысла. Позвоночник болел и без бандитских пинков. Тяжело груженный КамАЗ натужно взревел двигателем и затрясся на кочках, выползая на заброшенный поселок. Судя по звуку моторов, пара квадроциклов обогнала грузовик и теперь шла впереди. Едва тряска прекратилась, Сека схватил Татьяну за лицо и резким движением сорвал закрывающий рот скотч. Прокушенную губу обожгло болью, и девушка почувствовала во рту соленый привкус крови. «Слышь, мразюка!» Уголовник не сильно ткнул ее носом мощного ботинка. «Колись, кто шныря завалил, который тебя в подвале пас!» «Не знаю», — огрызнулась Татьяна. «Я лица не видела. Когда в окно вылезла, он был уже мертв». «Свистишь, сука!» Сека ударил ее ногой. «Я тебе ща память восстановлю». Уголовник принялся бить ее ботинком, стараясь попадать то по ребрам, то по почкам. «Ну как, помогает?» Володина сжалась в комок, пытаясь закрыться от ударов, но это ей удавалось слабо, и боль в позвоночнике вновь начала обостряться. Наконец Сека посчитал, что для первого раза достаточно, и продолжил допрос. «Кто шныря насадил, шалава?» Он наступил ей на ребра и принялся давить, постепенно усиливая нажим. «Колись, пока я добрый, а то прям сейчас на круг отдам!» «Сказала же, не знаю!» — сквозь стиснутые зубы от боли выдохнула девушка. «Не видела я, кто это был. Окно в подвале слишком высоко. Когда залезла, не было уже никого. До этого через решетку ко мне лез какой-то грязный тип с повязкой на одном глазу». «Чё?» — зарычал Сека. «Одноглазый? Да это близкий мой, я с ним в срок мотал. Он черной масти, беспределом никогда пачкаться не станет. Свистишь, сука? Интриги разводить пытаешься?» Он силой ударил ее каблуком в лицо. Татьяна дернулась, пытаясь закрыть голову ноющими от ударов руками, но успела лишь зажмуриться. Удар пришелся в скулу, и девушка почувствовала, как глаз начал медленно заплывать опухлостью.
Она сжалась, ожидая продолжения избиения, но в ту же секунду где-то снаружи загремела беспорядочная стрельба, и грузовик содрогнулся, резко останавливаясь. Сверху полетело стеклянное крошево, и Сека разразился матами. Володина открыла глаза, по-прежнему прикрываясь связанными скотчем руками. КамАЗ заглох и не двигался. Сидящий в водительском кресле уголовник лежал, навалившись на руль лицом вниз, спинка сиденья за его спиной была прострелена и вымазана свежей кровью. Сека распластался по сиденью пассажирского кресла и тянулся к водительской двери, пытаясь оставаться невидимым через лобовое стекло. Ему удалось открыть дверь, и уголовник вытолкал труп из кабины. Сека рванулся на его место, запрыгивая за руль, и вцепился в ключ зажигания, свободной рукой потянувшись к открытой двери. Двигатель взревел, запускаясь, но захлопнуть дверь уголовник не успел. Лобовое стекло вновь брызнуло битым крошевом, в грудь бандита ударили пули, и Сека сполз по разодранной спинке окровавленного сиденья. «Суки!» – прохрипел он, пуская изо рта кровавые пузыри. «Не возьмете, падлы, всех! Замочу!» Его рука потянулась к карману, с трудом вытащил оттуда металлическую флягу. Умирающий уголовник медленно открутил закрывающую ее крышечку и вывалился из кабины наружу. Стрельба, звучащая повсюду вперемешку с руганью, сместилась куда-то назад, и Татьяна принялась зубами срывать связывающие руки скотч. Внезапно ее дверь распахнулась, и девушка замерла, затаив дыхание. Что-то металлическое больно ткнуло ее в спину, и хриплый голос произнес: «Тут один труп. Женский». Едва дверь захлопнулась, она продолжила разгрызать путы. Освободив руки, Татьяна осторожно выглянула в пробитое пулями окно, стремясь понять, что происходит. Повсюду лежали тела уголовников, среди которых ходили несколько человек, ничуть не внушающие ни малейшего спокойствия внешности, и добивали раненых. Очень скоро, теперь уже они захотят прибрать к рукам грузовики с добычей, и кабину осмотрят гораздо более внимательно. Надо что-то делать. Но что? Поговорить с ними вряд ли хорошая идея. Бежать и попытаться пробраться к поселению Геворкяна? Так, для этого сперва необходимо выбраться из кабины незамеченной. «Вау!» — раздалось со стороны водительской двери. «Да у нас тут дама, ну надо же!» Татьяна резко обернулась, незаметно заводя руку за спину и нащупывая дверную ручку. Возле так и оставшейся наполовину открытой водительской двери стоял крупный небритый человек в ОМОНовском камуфляже с автоматом в руках, увешанный военным снаряжением. На его лице играла самодовольная улыбка, не предвещающая ничего хорошего. «Мадемуазель», — картинно заявил он, — «не ожидал встретить в этой глуши такого очаровательного сталкера». Боевик распахнул дверь. «И кто только посмел ударить женщину? Подонки! Почему бы вам не осчастливить нас своим эффектным появлением на улице? Прошу на выход». «Она со мной». Рядом с боевиком возник Сиза с разбитым лицом, испачканным разводами наскоро оттертой крови. «Это моя женщина, мы живем вместе. Таня, оставайся там». «Это правда?» — с ироничной ухмылкой осведомился боевик, глядя на Володину. «Почему бы не проверить? Мадам, поцелуйте-ка своего возлюбленного, пылко и страстно». Он посторонился, освобождая сталкеру путь, и тут же быстрым движением взял Сизова на прицел. «И пусть он поддержит вас за что-нибудь интимное, не через одежду. Так доказательства будут более весомыми». Сиза немедленно заявил, что это легко. Полез в кабину и потянулся к девушке. Володина машинально отпрянула, уклоняясь от его рук. «Что за бред?» — Татьяна возмущенно поморщилась, но тут же убрала недовольную гримасу, инстинктивно расслабляя лицо. Опухшая скула болезненно ныла при каждом сокращении мимических мышц. «Я ни с кем не живу. Или вы забыли наш договор?» «Дура!» — зло прошипел Сизый. На его физиономии возникло выражение а-ля «все пропало». «Ну, отчего же?» — театрально запротестовал боевик. «По-моему, она очень даже не глупая девушка. Смелая и красивая, и даже фонарь под глазом ее совсем не портит. А главное, свободная. Мадемуазель, еще раз прошу на выход. Для меня будет огромной честью задать вам несколько вопросов. Сизый, вылазь и пошел в сторону. Или получишь пулю». «Это беспредел», — запротестовал сталкер с опаской, вылезая из машины.
Она в моей команде, она сталкер. Я заплатил за контракт, он распространяется и на нее. А вот сейчас и разберемся, распространяется или нет, жестко заявил боевик. Почему она одета в какую-то рвань вместо комка? Чтобы не ушла далеко? Почему ее били? Может, она такой же сталкер, как только что была твоей бабой? Про вторую женщину в своей команде ты ничего не говорил. Вводишь в заблуждение сотрудников при исполнении? Контракт нарушаешь, а, Сизый? Да ты чего? Сталкер аж побледнел, но боевик резким взмахом руки прервал его. Ты чувствуешь? Он тревожно нахмурился, втягивая носом воздух. Или меня глючит? Да ну нафиг, оторопело протянул Сизый, торопливо задышав. Неужто водяра? Откуда? Боевик пошарил взглядом вокруг и движением ноги перевернул лежащее у кабины тело Секи. «Мля!» – завопил сталкер, глядя на обнаружившуюся под трупом флягу, лежащую на мокрой земле. «Это бухло! Надо валить отсюда, быстро!» Он полез за руль, но боевик схватил его за шиворот и рывком отшвырнул на земь. Автоматный ствол уперся сталкер в лоб, и Сизый замер, благоразумно решив не дергаться. «Грузовик поведет мой человек». Боевик вперил в сталкера злобный взгляд. «Она поедет с нами и сама решит, с кем ей остаться. Ты садишься во вторую машину. Все, что ты добыл, твое. Нефтепромысел мы забираем». Где-то совсем рядом загрохотали автоматные очереди, раздался истошный крик «Зомби!» и вокруг засвистели пули. Боевик рванулся куда-то назад, хватаясь за рацию, и исчез из вида. Сизый, оглядываясь на Володину, побежал за ним. Замок пассажирской двери щелкнул, открываясь, и Татьяна вцепилась в дверную ручку, не давая двери распахнуться. «Танюха, пусти!» — раздался из-за двери громкий шепот Анны. «Это я! Быстрее!» Девушка толкнула дверь и увидела пригнувшуюся подругу, прижавшуюся к колесу. Едва дверь открылась, Анна запрыгнула в кабину. На руках ее камуфляжа виднелись остатки скотча. «Зомбаки напали!» — в ужасе выдохнула она. «Их полно, лес кишит! Надо сваливать отсюда, пока живы, они пленных не захватывают! Ты грузовик водить умеешь?» «Нет», — испуганно ответила Татьяна. «Аня, давай бегом, если в бочке попадет пуля, от нас мокрого места не останется». «От зомби я не убегу!» Анна забилась вниз кабины, вжимая голову в плечи на каждую близкую очередь. «Я так быстро бегать не умею, догонят сразу же, надо уезжать!» В этот момент со стороны водительской двери появился вооруженный человек в добротном охотничьем снаряжении. Он на бегу повесил на шею короткоствольный автомат и запрыгнул в кабину, садясь за руль. Водитель захлопнул дверь, велел женщинам держаться крепче и схватился за рычаг коробки передач, но тут водительская дверь снова распахнулась. Боевик мгновенно подхватил автомат и едва не расстрелял в упор появившегося у подножки Сизова. «Карту возьми!» Сталкер протягивал водителю скомканную в торопях карту местности. «Тут свежие аномалии нанесены, на дороге сидят. Иначе вляпаешься на скорости, тут УИП старый». Водитель отпустил автомат и потянулся за картой. И в этот момент Сизый выдернул из-за спины вторую руку, сжимающую пистолет. Он силой уткнул ствол в бок водителю и несколько раз выстрелил. Глухие звуки пистолетных выстрелов потонули в гремящей вокруг пальбе, и сталкер вытянул из кабины мертвое тело. Сизый запрыгнул на его место, захлопнул дверь и надавил на газ. Старый КамАЗ вздрогнул, сдергивая с места тяжелую цистерну, и пошел вперед, медленно набирая скорость. «Сизый, что за фигня происходит?» Забившаяся между дверью и Татьяной Анна вытянула шею, стараясь разглядеть в зеркало бокового вида, что творится позади, но несколько пуль тут же разбили его вдребезги. «Откуда здесь общаковские наемники и зомби? Ты же говорил, это тихое место!» «Не знаю», — сталкер отчаянно крутил руль, пытаясь держать под контролем перегруженный грузовик. «Не ходил сюда никто с тех пор, как фронтовика видели, а зомбаков Сека вызвал. Он, сука, когда подыхал, успел флягу с водярой открыть. Вот они и пришли, кто же знал? Ща главное свалить отсюда живыми. Как оторвемся, свернем в укромное место и переждем. Я знаю одно, тема надежная. Там трава уже мутировала, по следам не найдут.
Татьяна сделала вид, что отвернулась к окну и едва слышно прошептала Анне на ухо. «Это он боевиков нанял. Я слышала, как он с их главным разговаривал. Он им какой-то контракт оплатил. Они еще ругались, что про меня в нем ничего не сказано». Брови Анны метнулись на лоб, и она, спрятавшись за Татьяной, сунула руку в карман и незаметно вытащила оттуда пистолет. Дождавшись, когда грохочущая стрельба осталась далеко позади, она окликнула сидящего за рулем сталкера. «Сизый, а зачем в каком-то там укромном месте прятаться?» — спросила Анна. «Наемники не лохи, вдруг все-таки найдут. Ты не один укромные места знаешь. Давай лучше сразу на нейтралку, в ближайший приемный пункт». «Не доедем», — заявил тот. «Это уже 70 километров. Уже темнеет, ночью быстро не поедешь. Наемники догонят или по дороге перехватит кто-нибудь. Лучше отсидеть ночь без палева, с утра доедем». «А я думаю, что как раз сейчас быстрее доберемся», — возражала Анна. «Студень и паутину уже видно, и ночью нас искать труднее. Зато с утра здесь будут бродить все, кто только слышал стрельбу. Поехали на нейтралку». «Нет, лажа это», — отмахнулся Сизый. «Наемники первым делом туда попрут. Щемить нас у нейтралки. Куда мы еще можем свалить? Только в приемный пункт. Кто угодно так подумает. Нельзя туда. Не доедем, замочат всех. Лучше ночь переждать, пусть задолбаются искать». «Слышь, Сизый, почему ты думаешь, что никто не догадается нас искать у нейтралки с утра?» Анна бросила на Татьяну внимательный взгляд. «Уж не потому ли, что ты сам заранее наемников нанял? Таня все слышала. Хотел нас всех кинуть, да на тот свет отправить, да? Забрать весь их себе, заодно с грузовиками и с Танюхой? Только зомбаки помешали. Вот ты и поешь нам про укромное место. Там-то нас твои наемники и найдут. А куда двум бабам ночью деваться?» «Че за хрень ты несешь?» Сизый задохнулся от негодования. «Какой контракт? Не было такого. Ябщиковские мозги встряхнули, пока месили. По-любому она бредит. Какое еще кидалово?» «У меня есть предложение получше». Анна быстрым движением направила на сталкера пистолет и взвела курок. «Мы едем к Перекупу и сдаем все ему. Ты получаешь половину обещанного и валишь на все 4 стороны». «Да пошла ты, сука, охреневшая!» Сизый развернулся к ней с перекошенной злобой физиономией, и Анна выстрелила. Пуля ударила в и без того расстрелянное лобовое стекло. Сталкер панически дернулся, отшатываясь назад, и ударил по тормозам. Кабину тряхнуло, но Анна удержала прицел. «Ты что делаешь, мразевка тупая?» — заорал Сизый, испуганно прижимаясь к двери. «Убери ствол!» «Езжай к Перекупу», — потребовала Анна, — «или замочу. Мне тебя жаль не будет, учти». «Ну давай, пуляй! Водить-то умеешь», — усмехнулся сталкер. «И куда ты без меня денешься?» Он заглушил двигатель и вытащил ключ из замка зажигания. «Хрен ты получишь, а не бабки!» «Сизый, последний раз предлагаю, езжай к Перекупу», — зло процедила Анна. «Мне терять нечего. Как только к нам кто-нибудь приблизится, я тебя пристрелю. А там будь что будет. Икс у нас, конечно, отберут, но вдруг повезет. Пристроимся к кому-нибудь у тех же наемников. Мы девушки свободные, а вот тебе будет уже все равно, мертвому бабло не пригодится. Так что соображай быстрее, Сизый. А Перекуп у меня знакомый есть, кусок его погремушка не обидит». «Я такого не знаю», — попытался отвертеться сталкер. «Ехать неизвестно куда, по ночи, с погоней, на хвосте — это бред. Через полчаса совсем темно станет, зверье крупное на охоту выйдет». «Зато я его хорошо знаю», — отрезала Анна, — «и дорогу покажу. Половину пути за полчаса проедем, там ехать так же, как сюда ехали. У нас даже свежие аномалии на дороге в УИП забиты». Она кивнула на Володину. «У Танюхи он последней модели. Не вляпаемся, не дрожи». «Ну?» — она прицелилась ему в голову. «Таня, забери у него ствол. В правом кармане лежит. Только медленно. Если дернется, я ему башку сразу продырявлю». Володина забрала у Сизова пистолет, и сталкер сдался. Он бессильно выругался, костеря их обеих последними словами, и завел грузовик. КамАЗ пошел по заросшему проселку, натужно ревя мотором, и всю оставшуюся дорогу Анна не убирала направленного на Сизова пистолета.
Через полчаса действительно стемнело, и все вокруг погрузилось в полнейший мрак, густо расцвеченный россыпями студня. Скользящий по желтоватой траве свет фар иногда выхватывал из темноты демонические желтые глаза зверей, лишенные зрачков, но зловещие мутанты мгновенно растворялись в ночи, словно бесплотные тени. Татьяна смотрела на дрожащие языки призрачного синего огня, светящиеся в углублениях дороги, проносящихся между колес грузовика, и с тоской думала, что все это не страшный сон. Проснуться в кровати своей маленькой съемной квартирки ей уже никогда не доведется. До перекупщика добрались через час. Охрана куска не сразу открыла ворота, подозревая подвох, и несколько боевиков долго осматривали грузовик. Наконец их запустили внутрь трехметровой решетчатой изгороди, густо опутанной ягозой, и сообщили перекупщику, что угрозы нет. КамАЗ с цистерной загнали в старый ангар, который явно не раз разбирали-собирали и перепродавали из рук в руки, и кусок предложил Сизому забрать полагающуюся ему оплату. Перекупщик даже пообещал выделить ему утром сопровождение, чтобы тот смог без риска добраться до поселка. Но сталкер брать деньги не стал, заявил, что верит куску на слово и вернется за своей долей позже, после чего взял в счет оплаты автомат и ушел, не пожелав остаться на ночь. Сам перекупщик не скрывал охватившего его оптимизма, и Анна хитро подмигивала Татьяне, мол, все теперь будет путем, я же говорила. С того дня Анна официально жила с куском. Быстро прибрав его к рукам целиком и полностью, а у Татьяны появилась собственная землянка. Увидев свою нехитрую жилплощадь в первый раз, Володина философски пожала плечами. Пусть небольшая, зато своя. Москва осталась где-то очень далеко, в глубоком и недоступном прошлом. Здесь, в ареале, своя реальность. И чем скорее ты это поймешь, тем больше у тебя шансов выжить. Глава 5. Где-то сбоку раздалось злобное рычание, бросающееся в атаку стая мутантов. Дробно застучали автоматы охраны, что-то завизжало от боли и ярости. Идущие впереди КамАЗ и квадроциклы боевиков сбросили скорость, и их пассажиры вскинули оружие, осыпая свинцом выскакивающих из кустов тварей. Потоки пуль срезали ветки, разбрасывали листья и рвали измазанную желтой сыпью древесную кору, быстро отбивая у зверья желание сражаться. Несколько покрытых то ли шерстью, то ли чешуей, то ли шерстью с хитином клыкастых шакалов, отчаянно визжа рванулись обратно в кусты, оставляя за собой на желтушной траве кровавые пятна, и стая повернула назад. Рация в кармане куска коротко зашипела, сообщая о том, что нападение отбито, и Татьяна тихо вздохнула. Нелетная погода начинается только завтра, и повышенная агрессивность и без того кровожадных мутантов сохранится на всю ночь. Обычно тонко чувствующие степень опасности дикие твари первые 2 дня после выброса бросаются на все, что попадается им на пути, и до утра охрана будет стоять на постах в двойном количестве. Кусок выкрутил руль, и КамАЗ принял влево, вслед за квадроциклом охраны, огибая отмеченную вешками аномалию, сидящую на правой стороне дороги. УИП на предплечье Татьяны неторопливо издал серию негромких сигналов, сообщая об обнаружении неблизкой опасности. Девушка бросила взгляд на небольшой экран прибора. На дороге сидит центрифуга. Или рулетка. За прошедшие месяцы Володина усвоила УИП достаточно неплохо, но отличить центрифугу от рулетки приборы были бессильны. Как говорил Кусок, тут может помочь только гильза. Но как раз бросок твердого предмета в любую из этих аномалий чреват для метателя проблемами, и однажды Татьяна имела возможность в этом убедиться. После очередного выброса около магазина образовалась аномалия. Прямо внутри огражденной территории, возле ангара, в котором складировалась скупаемая нефть. Охрана обнаружила ее сразу и, как водится, обнесла вешками. На следующий день Татьяна направлялась из своей землянки в склад, где обычно помогала Анне возиться с учетом товара, и стала свидетельницей страшного зрелища. 2 боевиков швыряли в аномалию гильзы и уворачивались от них, вылетающих обратно с серьезной скоростью. Сначала Володина решила, что охрана дурачится, но, вспомнив слова Анны, что Кусок заключает контракты на безопасность только с наемниками, а там все в той или иной степени профессионалы, задала вопрос, в чем смысл столь странного времяпрепровождения.
Реакция хорошо отрабатывается, объяснил ей один из охранников. Центрифуга возвращает брошенную гильзу обратно, без промаха и на очень большой скорости. Раз в 10 увеличивает, что ли. Если не успеешь увернуться, огребешь. Лишняя тренировка не помешает. Мутанты из кустов иногда с такой скоростью выскакивают, что думать уже некогда. Если рефлекса нет, то будешь отдирать от себя тварь в рукопашку. Он протянул ей гильзу. На, попробуй, сама поймешь. Хотя погоди. Он сунул руку в карман и извлек оттуда гильзу поменьше. Лучше пистолетную, она легче. Татьяна взяла гильзу и, подражая боевикам, бросила ее в огражденное вешками пустое пространство, отшвыривая латунный цилиндрик от груди и заранее готовясь отшагнуть в сторону. Но брошенная гильза рванулась назад настолько быстро, что увернуться от столкновения она все-таки не успела. Не хватило каких-то миллиметров. Гильза больно ударила ее в руку, и Володина с коротким вдохом схватилась за ушибленное место. «Ты поначалу послабее кидай», — посоветовал ей боевик, не скрывая злорадного веселья. Похоже, эта шутка была дежурной и из разряда тех, которым подвергают каждого новичка. «Тут отработка нужна, а у тебя пока что навыка нет». После этого случая Володина взяла за правило ежедневно тратить минут 40 на тренировки с броском и уклонением. Она оказалась неплохим дополнением к собственным спортивным нагрузкам, которые ей пришлось сильно урезать из-за непроходящих болей в позвоночнике. После того памятного прыжка на окруженном аномалиями нефтепромысле, получившая рецидив травма зажила лишь частично. Ходить Татьяна могла свободно, бег почти не вызывал боли, но даже малейшие прыжки доставляли спине весьма мучительные ощущения. А о серьезных упражнениях на гибкость позвоночника вообще пришлось забыть. Так что появление центрифуги оказалось даже кстати, хотя после первых тренировок на уклонение синяки держались почти неделю. «Ань, если письмо дойдет и мама разыщет Абрамова...» Володина обернулась к подруге, увлеченно обсуждающей с куском туманной перспективы создания собственного кабака. «Мы как-то сможем организовать нам встречу? Если он приедет в Сателлит, вряд ли я смогу туда пройти». «В Сателлит тебе нельзя», — решительно заявила Анна. «Ты до него даже не дойдешь. Схватят тебя на подходе, как только окажешься на территории РАО. Тебя вообще светиться нельзя. Они все пишут. Даже на приемных пунктах камеры на каждом шагу висят. Встречаться надо на нейтралке, где-нибудь, где опасности поменьше». Она посмотрела на Перекупа. «Венечка, что мы можем сделать?» «Если мутить со встречей, то на северо-западе». Кусок почесал мясистую мочку носа. «Там нейтралка пустая, в смысле объектов РАО на ней нет. Богатые месторождения Икса там отсутствуют, поэтому те края особо не интересны ни бригадам, ни сателлитовским. В основном в том районе Днепра обитают, это самые глухие места. Но там нейтралку вертушки шерстят постоянно, расстреливают всех подряд без предупреждения, с контрабандой борются. Там даже приемных пунктов нет. Но намыслить чего-нибудь можно, я думаю. 2-3 человека налегке пройти смогут, тут главное не тащить с собой ничего». «Как же не присоединившиеся там живут?» Татьяна вспомнила, как впервые оказалась на нефтяном пятне, когда они с Анной пытались добыть немного денег на жизнь. Пятно было настолько бедным, что на наполнение одной канистры потребовались сутки. «Где берут воду и продукты?» «У Перекупов», — довольно осклабился Кусок. «Вот я как раз туда и собираюсь послезавтра. Пора налаживать торговые связи. Не про всего бояться, постоянно щемятся. Но если привыкнут и начнут доверять, то будут тебе постоянно добычу сдавать. Там в промышленных масштабах ничего нет, но если терпение выше крыши, то можно много чем разжиться. В тех местах и песок золотой имеется, и самородки попадаются, и алмазы люди находят. Иногда оксид титана сдают, кто-то там умудрился наладить его добычу из какой-то особой глины кустарным способом. Не иначе повезло научную лабу в желтой зоне найти со всякими припасами или еще как. Но на титане там не поднимешься, выхлоп у них смешной. За титаном проще к месторождению ходить, что недалеко от Яреги. Там руды полно. Его катаклизмом накрыло в самый разгар работ. Но возиться с рудой невыгодно, ее килограмм сейчас к литру воды 10 к 1 идет. Туда обычно новички ходят, чтобы хоть как-то заработать. Собираются толпой, чтобы шансов было больше.
Аномалий на месторождении немного, но там зверья живет навалом. И мимо Яреги идти опасно, туда постоянно разные отморозки за иксом ходят. Вечно стрельба стоит. Хотя руду у лохов обычно не отметают. Возиться с ней никому не хочется, бабла с нее гроши. Эх, было бы бабок побольше, заказали б Днепром синьку, мечтательно заявил Кусок. Вот это серьезный навар. Ага, иронично усмехнулась Анна. Как закажешь, не забудь завещание на меня написать. А то когда тебя сожрут со всеми потрохами, как я докажу, что все теперь мое? Заранее всех предупреди. Не каркай, накличешь, обиженно огрызнулся Кусок. Сказал же, если бы бабло было на большую охрану. Я не полный дебил, на самом себе эксперименты ставить. Синька настолько опасна, удивилась Володина, она же совсем маленькая. Ну, кусается больно, и ранка долго заживает. Но можно надеть преграду или мембрану. Ты же говорил, что она резинопластик не прогрызет. Так и есть, кивнул Кусок. Только грызть тебя будет не Синька, а все подряд. Если Синькой набить мешок тяжелее, чем на 50 килограммов, он начинает притягивать к себе окрестное зверье. А если собрать несколько мешков, мутанты бросаются со всех сторон толпами. Чтобы отбиться, нужна куча охраны, вооруженной до зубов. А это деньги. Деньги, фыркнула Анна. А когда на такое жуткое стрелялово зомбаки придут, ты им тоже заплатишь? А если фронтовик появится? К наемникам полгода назад Унг вышел. 10 человек Богу душу отдали за секунду. Сами виноваты, не согласился Перекуп. Зверье раненое не добили вовремя, вот Унг и пришел. До вечера могли бы всех прикончить, а они не стали патрули за линию окопов высылать. Так и правильно, возразила Анна, им надо было Синьку поскорее отправить на нейтралку. В любой момент мутанты могли напасть снова. Я бы тоже из окопов ни за что не вылезла. Из окопов? Недоверчиво улыбнулась Володина. У них там что, война со зверьми за Синьку? Зря смеешься, фыркнула Анна. Добыча Синьки – это монополия наемников. Кроме них на такое никто не отваживается. Они у себя целые плантации замутили, несколько гектаров. Там пленные под охраной работают. Специальными пылесосами Синьку собирают. Потом ее на склад отвозят, там этой гадости тонны накапливается. И зверье постоянно на склад бросается, словно бешеное. Наемники там все окопами изрыли, доты понастроили, минометы и гранатометы всякие. Как мутанты не набросятся, все заканчивается жуткой кровавой мясорубкой. И если после этого раненых тварей не добить, то могут и зомби прийти, и мутанты еще нападут. Один раз даже Унг появился, еле отогнали минометами. У наемников там вечно полно убитых. Хорошо еще, что плантации недалеко от нейтралки расположены. Так бы точно фронтовик пришел. А ему всякие мины-гранаты, словно пыль. И что, все это того стоит? Володина вспомнила, что знает о Синьке. Это маленькое кровососущее насекомое шло в переработку и использовалось в военной промышленности. Из нее что-то там делают в оборонке, кажется. Что-то там. Кусок иронично поджал губы. Драколы, латники, броню для танков, снаряды для пушек, какое-то покрытие для МКС. Да все. Огромные бабки, круче только X. Да и то, наверное, только потому, что его добыть легче. «Ну, наконец-то, приехали!» Он кивнул на показавшийся впереди забор, опутанный ягозой, из-за которого виднелась пара вышек с пулеметчиками наготове. Грузовик с цистерной на прицепе прошел в открывающиеся ворота и сразу же заполз в ангар, занимающий 2/3 огороженной территории. Кусок заглушил двигатель, и Татьяна вылезла из кабины. Сейчас начнутся обычные складские хлопоты. Разгрузка кузова, размещение товара, розлив воды по емкостям, предназначенным для разных целей. Надо бы попросить кого-нибудь из охраны, чтобы помогли донести канистру до ее землянки. Тащить 20 килограмм в одной руке все еще больно. Хотя нет, лучше взять небольшую тележку и докатить на ней. Не стоит давать охране поводов для раздумий. Бизнес Куска хорош тем, что ее тут почти никто не видит. Покупатели принимает Вениамин или Аня, если Кусок в отъезде. Все сделки происходят без Володиной, в офисе. Так они называют открытый в земле блиндаж. Она же возится на складе с помощником Куска, старым дедом, которому давно за 60, потерявшим ногу еще при самом первом периметре ареала. Дед работал так себе.
Зато обходился недорого и хорошо управлялся с вечно ломающимся погрузчиком. Вот и весь персонал. Помимо них, на территории магазина есть 12 охранников, которых Кусок нанимает по контракту у наемников. Для них Татьяна является травмированной на голову тёлкой со странностями, в связи с чем приходится вести себя соответственно, демонстрируя ограниченную дееспособность и развитую на этой почве нелюдимость. Ради достоверности образа Аня нашла для нее пару мешковато сидящих камуфляжей с капюшоном и приклеила таки на лицо 2 крупные волосатые бородавки. Для поездок Кусок нанимал еще 2 десятка боевиков, но с этими она не общалась вообще, и чаще всего ее принимали за дебиловатого подростка. Так что в магазине Перекупа можно было жить спокойно и даже комфортно. Шансы на то, что ее не узнают уголовники, достаточно высоки. Бандитские группировки редко пользовались услугами перекупщиков. У них имелось достаточно сил и средств, чтобы иметь собственных торговцев или довести до нейтральной полосы какой угодно караван. Конечно, рано или поздно что-то могло произойти, и при такой спокойной жизни, но вечно скрываться она не собиралась. Надо вывести на чистую воду Прокопенко, вот тогда и посмотрим, что делать дальше. Но сначала необходимо дать знать о себе Абрамову, он наверняка сможет сделать многое. Сама она против одного из самых влиятельных заправил Ареала бороться не сможет. И Татьяна возлагала большие надежды на отправленное сегодня утром Анной письмо. До сих пор никакие попытки связаться с Москвой успехом не увенчались. Аня ради нее несколько раз съездила в сателлит, но ни интернет-кафе, ни заказная почта, ни телефонная связь ей не помогли. Послания пропадали, сайты не открывались, на звонки отвечал автоответчик, заявляя, что данного абонента не существует. Вариантов они перепробовали много. Когда она закончила работу, на улице уже смеркалось. Татьяна поставила пару канистр с водой на небольшую двухколесную тележку и поморщилась. Позвоночник опять отреагировал болезненно. Она вздохнула и потянула тележку за собой, выходя из ангара. В вечернем сумраке территория магазина выглядела словно серебряная клетка с синей подсветкой. Тянущиеся по решеткам забора нити паутины, поблескивающие среди витков ягозы и призрачно дрожащие языки студня, залегавшего в небольших углублениях вокруг опорных столбов там, где со временем просела почва, охраняли магазин лучше любого ограждения и колючей проволоки. Красиво и смертельно опасно. Дотрагиваться до забора станет только самоубийца. С каждым выбросом его решетка становится все более новенькой, словно ее регулярно окрашивают. Недаром вся территория магазина тщательно утрамбована, ведь если появится ямка, вскоре в нее ляжет студень. Кусок даже мотор, распахивающий створы ворот, соединил с кнопкой тревоги. Как только охрана замечала выброс, они подавали сигналы, ворота автоматически распахивались, оставляя 10-метровую брешь. На такое расстояние паутина протянуться не могла, иначе в магазин и вовсе было без подкопа не попасть. Володина прошла 20 метров до своей землянки и открыла дверь под навес. Со стороны входы в жилые помещения напоминали ей газетные киоски. Чтобы при первом же выбросе вход в землянку не залило студнем, над ним ставили небольшой домик, зайдя в который человек спускался ниже уровня земли, туда, где располагался вход в само жилище. Чтобы не рухнуть в темноте со ступенек, над лестницей имелся небольшой масляный фонарь, и Татьяна потянулась к карману за зажигалкой. Тащить тележку с канистрами по ступеням было больно, но в конце концов она добралась до входной двери. Повозившись с замком, она затащила воду в землянку и заперлась на мощный засов. Ну, вот я и дома. Девушка зажгла несколько работающих на иксе светильников и обвела взглядом помещение. Выложенный бревнами квадрат размерами 4 на 4 метра с небольшой дверью в углу, ведущей в 2-метровый тупик, вот и все хоромы. Ее жилище располагалось дальше всех от ангара, и подземный ход, соединяющий склад с офисом и жилыми землянками остальных, к нему рыть не стали. Начали было, но прорыли пару метров и прекратили. У Куска закончились деньги на строительство, а рыть предстояло далеко. Зато это помещение действительно отдельное, и в гости к тебе незваным никто не нагрянет, и добежать до него от ангара за 26 секунд можно дважды. И вход хорошо виден с пулеметной вышки, и под луч прожектора ночью попадает. Сплошные плюсы.
Аня рассказывала, что у богатых перекупов, работающих давно и имеющих обширную постоянную клиентуру, подвалы бетонные, с цивильной отделкой и электричеством, но подобное строительство стоит огромных денег. Если таковые имеются, то тебе к нефтяникам. Это они умудряются строить внутри ареала небольшие подземные помещения в промежутках между выбросами. Татьяна отстегнула ремень, стягивающий установленный на тележку канистры, и взялась за одну из них, привычно готовясь к вспышке боли в позвоночнике. За 2 месяца травма так и не зажила. Здоровье в обмен на независимость? Она тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Тяжелые думы потом, а сейчас банный день. Глава 6. Медведь повел пулеметным стволом чуть ниже, меняя прицел, и печенек выплюнул длинную очередь. Поток свинца срезал несколько чахлых кустов и завяз в мишенях, прибитых к синюшно-желтым стволам наполовину мутировавших деревьев. «Есть попадание», — сообщил Шорох, разглядывая в бинокль цепочку мишеней, имитирующих группу пехоты противника. «Этих всех зацепило, но левофланговые 300-е, там пробоины ниже пояса, пули по ногам легли. Давай еще раз, по моей команде». Майор плотнее прижал пулемет, добиваясь полного слияния с оружием. Вести из печенега интуитивную стрельбу стоя непросто, даже для 130-килограммового здоровяка. Тут необходимо уметь чувствовать оружие в момент ведения огня и точно знать, куда ляжет очередь. Такой навык отрабатывается бесконечными, кропотливыми тренировками. Грамотный пулеметчик – это редкость. Реже которой разве что виртуоз-гранатометчик, способный вести снайперскую стрельбу из РПГ на больших дистанциях. А просто палить в белый свет, как в копеечку, бестолково сжигая патроны, может каждый гражданский чайник, насмотревшийся боевиков. Там, в кино, все стреляют не глядя и всегда попадают. Медведь коротко усмехнулся. В какой-то мере киношники играют на стороне боевых профессионалов, ведь насмотревшихся кинобоевиков-отморозков на боевых операциях уничтожать легче. Они ведь не просто не умеют стрелять. Они вдобавок к этому свято уверены, что все делают правильно, и что поразить беспорядочной автоматной очередью от бедра всех, кого видят их светлые очи, элементарно просто. «Огонь!» — рявкнул Шорох, не отрываясь от бинокля. Медведь плавно и очень быстро выжал спуск, пулемет содрогнулся, выпуская первые пули, и майор увеличил давление тела на стреляющее оружие, компенсируя отдачу. Чем дольше работал печенек, тем сильнее приходилось на нем повисать, делая поправку на смещение системы стрелок оружия, чтобы исключить неконтролируемый увод ствола вправо. Длинная очередь перечеркнула стоящие на 200-метровом удалении мишени, и боец прекратил огонь. «Есть попадание!» Шорох опустил бинокль и показал ему большой палец. «Чисто отработал. Всех перечеркнула на уровне грудная клетка живот, как предыдущих, на 50-метровом рубеже. Теперь давай на 300 метров. Цель – пулеметный расчет в кустах. Видишь?» «Ты его специально так запрятал, да?» – поинтересовался здоровяк. «Чтобы я с трудом заметил только часть 2-го номера. Мстишь за вчерашнюю шоколадку. Сказал же, я не знал, что она твоя». «А чья еще?» – неподдельно удивился Шорох. «Думаешь, я не помню, что ты шоколад не ешь? Давай, готовься к стрельбе. И вообще, можно подумать, бандюки в тебя с открытого места стрелять будут. Это я еще сильно мишень раскрыл. Там плешь рядом, по-другому было не установить». «К бою готов», – трагически выдохнул медведь. «То-то ты сегодня так хорошо отстрелялся. Признавайся, ты представлял на месте мишени меня с твоей шоколадкой в руках». «Огонь», – заявил Шорох, игнорируя фразу майора, и вновь поднес к глазам бинокль. 2 месяца назад у Осопа наконец-то шли руки до серьезных раскопок на складах своей прежней базы. На расчистку доступа ко всем хранилищам ушло почти 3 недели, но результат того стоил. Помимо мембран, латников и оружия, отряд получил экспериментальные эмки и огромный запас патронов, копившийся на Осоповском складе РАФ едва ли не с момента его основания. Эмки тут же забрали ученые на доработку и несколько недель колдовали над ними, улучшая все подряд с помощью своих чудес, добытых из Икса, посредством воздействия вакуумников.
Пока научная группа занималась модернизацией снаряжения, Медведь провел инвентаризацию склада боеприпасов и в дальнем хранилище обнаружил несколько десятков тысяч патронов, не являющихся изделием «Дырокол», что состояли на вооружении ОСОПа еще до запуска «Дыроколов» в серию. С того дня ОСОП начал проводить учебные стрельбы с целью поддержания профессиональных навыков на высоком уровне. «Мысль хорошая, но ничего не выйдет», — заявил тогда Айболит, впервые услышав идею Медведя организовать стрельбище. «Звуки длительной стрельбы спровоцируют атаку мутантов, а там и зомби подтянутся. Они нам такую тренировку устроят, что мало не покажется». «Пожалуй, я все же попробую», — не согласился с санинструктором Медведь. «Есть мнение, что зверье в атаку не полезет. Отойду от базы в развалины на 200 метров и постреляю немного. А вы меня с крыши прикроете в случае чего. Если все будет хорошо, поищем место для стрельбища». Отговорить его так и не смогли, и в итоге Шорох пошел с ним для страховки. Остальные заняли круговую оборону на крыше базы. Майор выбрал позицию, нашел подходящий по размерам обломок бетонного перекрытия, торчащий из груды руин, и почти час вел по нему огонь из разных положений, то короткими, то длинными очередями. К всеобщему удивлению, мутанты на него нападать не стали. «Ты как узнал, что зверье на тебя не бросится?» — накинулся на него Айболит, едва Медведь с Шорохом вернулись к базе. «Почему сразу не сказал?» «Точно я не знал». Майор принялся разбирать печенье для чистки. «Просто когда увидел этот клондайк из старых патронов, так сразу вспомнил Тумана в тире. Он ни дня без тренировки не проводил. Тут на память наше с ним давнишнее дежурство в лабе у Лаванды и пришло. Она как-то рассказывала ему, что все живое в ареале объединено в некое псиполе, мол, все туда свои эмоции и переживания транслируют, и мы в том числе. И мутанты нас ненавидят, потому что мы ненавидим их, и так далее. Вот мне и захотелось проверить. Если Лаванда была права, то, стреляя по мишеням, я ни у кого враждебной реакции вызвать не должен. Нужно лишь не фокусироваться на том, что готовишься для боев с живыми противниками. Так и получилось». «Это весьма ценное наблюдение», — встрепенулся внимательно слушавший объяснение Степанов. «Николай Иванович, упомянутая вами Лаванда — это кто-то из научных специалистов ГНИЦ?» «Она руководила полевой лабораторией в зеленой зоне», — ответил Медведь. «Доктор наук, сколько-то там раз кандидат, главный спец ГНИЦ по мутациям живых существ ареала. Зверье любила очень, и из лабы своей почти не вылезала». Он грустно вздохнул. «Скорее всего, где-нибудь там теперь и сидит в белом халатике». «В эпицентре она сидит», — уточнил Кварц. «Ушла туда, из ГНИЦ, вместе с рентгеном и туманом». «Так это она... янтарь тащила?» — удивился здоровяк. «Не знал. Как же сразу не опознали. Говорили, что сообщницу тумана идентифицировать не удалось. С ней произошли изменения», — пожал плечами контрразведчик. «Вероятно, это и послужило причиной первоначальных затруднений. Позже, когда личность усыновили, все уже было засекречено. В чем там конкретно дело было, я не знаю. К тому моменту меня уже отстранили». «Помолодела она». «Что же еще?» — хмыкнул Раз. «Если из эпицентра вышла, то с 30 до 20 запросто, а то и сильнее. И вот и не узнала ее сразу. С зомбаками так всегда. Идут сталкеры в желтую, встречают армию темного властелина и бегают по всей зоне от своих давнишних знакомых. И не поймешь толком, кто это был в нормальной жизни. Вроде похож, вот только на кого. То ли сосед это твой, то ли папаша его, а то и вовсе дед. Там все молодые и бодрые, не разберешь. Коля, ты уверен, что зомби тоже не проявят интереса к нашим учебным стрельбам?» — уточнил Айболит. «Они ведь не зверье, им на наше дружелюбие плевать». «Как можно тут быть в чем-то уверенным?» — вздохнул майор. «Это же ареал. Но с псиполем они однозначно связаны. Раз Лаванда говорила, что в нем участвуют все, значит все. Поэтому на враждебные эмоции они точно не придут. Мы же по мишеням долбить будем. А вот на звуки стрельбы, наверное, явятся, если услышат. Тут надо продумать вопрос безопасности.
Поглазеть на перестрелку могут захотеть не только они. «Сталкеры не пойдут, это 100%, — уверенно заявил Расс. В желтой массированная стрельба ничего хорошего не предвещает. Идти на нее смотреть себе дороже. Кто может толпой палить? Или бандюки, или и того хуже, зомбаки. И так и эдак тебя ждут только проблемы». «Значит, можно принимать меры смело», — подытушил Медведь. «Подыщем место для стрельбища и заминируем подходы к огневым рубежам. Зверье на мины не полезет, сталкеры стрельбы испугаются, а остальных не жалко. Тренироваться в любом случае надо, нас слишком мало, чтобы позволить себе падение квалификации. И старые боеприпасы нам подвернулись очень вовремя». С тех пор стрелковые тренировки велись регулярно, и Медведь заявил, что занятия обязательны для всех, за исключением научной группы, и поэтому загонял на стрельбище не только Раса с Водяным, но даже Кнопку, когда та появлялась на базе. Сама же научная группа изрядно удивила всех, заявив о своем намерении присоединиться к занятиям на третий день тренировок. В ответ на вопросительный взгляд майора профессор Николаева сообщила, что слишком хорошо помнит, при каких обстоятельствах произошла их встреча после возвращения ученых в Ареал, и поинтересовалась, где именно ей выдадут оружие. В итоге недовольным остался только Кварц, который наотрез отказался соглашаться с тем, чтобы стрельбище устраивалось недалеко от базы. Он настаивал, что постоянная интенсивная стрельба является сильнейшим демаскирующим фактором, несмотря на любые меры предосторожности, и был непоколебим в своем мнении. Закончилось все тем, что пришлось искать два стрельбища. Первое рядом с базой для ведения огня из бесшумного оружия, и второе в 6 километрах для работы пулеметчиков и гранатометчика, которым пришлось ходить туда-обратно больше всех. Пулеметная очередь выпотрошила сине-желтый пупырчатый куст, расшвыривая вокруг обрывки длинных узких листьев, и Шорох сообщил, что мишень, обозначающая пулеметный расчет противника, уничтожена. Медведь удовлетворенно хмыкнул и принялся перезаряжать печенек. «Теперь лежа, сошек, прицельно», — велел Шорох. «Мишени там же, где обычно. После выброса к ним уже не подойдешь, так что расстреливай, пока не развалятся». Не спортивная стрельба, конечно, но в бинокль видно, как щепа летит, если попадешь. На базу вернулись только к 3 часам. Пока возились с биологическим обеззараживанием мембран, появился Айболит с профессором Николаевой. Он был хмур и держал в руках лист бумаги с коротким рукописным текстом. «Что-то из оборудования сгорело?» Медведь кивнул на кривые строки документа. «Хуже», — без тени иронии ответил Айболит. «Кварц сейчас сгорит. От возмущения, когда узнает, о чем речь». «Я уже ощущаю кожей нечто ужасное», — вздохнул здоровяк. «Тогда пойдем сразу к нему, там и поговорим». Он посмотрел на стоящий на полу печенек и задумчиво произнес: «Может, я поторопился снять эмку?» Едва они вошли в кабинет контрразведчика, тот окинул их настороженным взглядом и безошибочно заявил: «То, что ваше предложение абсолютно неприемлемо, я уже понял». Кварц привычным движением пододвинул к себе блокнот и карандаш. «Осталось услышать, в чем оно заключается». Айболит переглянулся с Николаевой и мужественно решил принять удар на себя. «Нам нужна научная помощь», — твердо заявил он. «Втроем нам не справиться и за 10 лет. Стадия первичных открытий пройдена. Для дальнейшей эффективной работы необходимо проделать огромный объем рутинных действий. Для этого требуются люди, квалифицированные специалисты». Сан-инструктор сделал паузу, приготовившись услышать возмущенную отповедь Кварца, но тот безмолвствовал, внимательно глядя на посетителей с бесстрастным выражением лица. «Благодаря всеобщим усилиям, — продолжил Айболит, — мы собрали вторую вакуумную пару. У нас есть и осколки, и меты для работы с ней, но мы не успеваем обрабатывать результаты. Построение математических моделей требует времени и серьезных расчетов, подготовка и проведение опытов тоже требует времени и сил, не говоря уже о том, что мы ограничены в технических возможностях. Мы смогли научиться отбирать у ареала крохотный участок пространства, благодаря чему у нас есть вода. Но даже эта победа слишком несовершенна. Она стоит нам обмоток генератора, сгорающего при каждом выбросе.
Мы можем закупить 1000 обмоток, если такое вообще возможно, и менять их постоянно. Но это никак не приблизит нас к победе над Ареалом. Дальнейшая работа требует серьезных действий. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, необходимо собрать хотя бы небольшую сеть из вакуумных пар и провести с ней целый ряд экспериментов. Кроме того, обязательно стоит выяснить, как влияет на работу пары ее увеличение в размерах, разнос полюсов на значительные высоты. Есть и другие гипотезы. Уже ясно, что наиболее эффективные показатели пары дают при использовании редких и дорогостоящих метов. Они требуются постоянно, их всегда будет мало. А значит, имеет смысл проверить более простые меты на групповую совместимость. Но это нельзя делать на базе, риск слишком велик, все что угодно может произойти. Нужен испытательный стенд где-то в другом месте. И там тоже кто-то должен работать. В общем, мы предлагаем связаться с ЦИАП. Мы понимаем, что это риск, вступилась за санинструктора профессор Николаева. Но иного выхода нет, поэтому мы и пришли к вам, Кварц. Даже если наш отряд потратит еще полгода, и мы найдем еще одну лабораторию и соберем еще одну вакуумную пару, пусть даже большую, нас не хватит на все сразу. Она решительно встала и распахнула дверь. Идемте на крышу. Вам необходимо это увидеть. Никакие слова не смогут быть лучшим доказательством. На крыше уже собрались все обитатели базы. Люди столпились вокруг нового вакуумника, являющегося верхним полюсом второй пары, и восхищенно переговаривались друг с другом, разглядывая что-то, над чем колдовал Степанов. Медведь подошел ближе и удивленно замер. В воздухе, между опутанной проводами верхней пластиной вакуумника и бетонным полом, скорее угадывалось, чем виднелось некое пространство из более прозрачного воздуха. Оно представляло собой совсем небольшую вертикаль диаметром сантиметров 20 и высотой в метр. И сейчас внутри нее шел снег. Крупные белые хлопья появлялись из ниоткуда и медленно опускались на бетон, образовывая снежный покров, резко заканчивающийся за границами незримой вертикали. Образовавшийся сугробик уже имел в высоту десяток сантиметров. В полушаге от невидимой границы стоял распушивший чешуйки фантик и удивленно скрипел, не сводя лишенных зрачков желтых глаз от невиданного зрелища. Кто-то из бойцов аккуратно обошел мутировавшего кролика, осторожно засунул руку в призрачную вертикаль и подставил ладонь под падающие снежинки. «Холодно!» – счастливо улыбнулся он, глядя, как снежные хлопья медленно тают на теплой ладони. «Снег настоящий! А зуд внутри есть?» «К сожалению, есть», – огорченно развел руками Степанов. «Мы проверили это в первую очередь. Кроме того, чем выше над уровнем земной поверхности, тем меньше размер очищенного пространства. Причем результат падает практически в геометрической прогрессии. Первая вакуумная пара сфокусирована почти что в пол, и это позволяет нам добывать воду из скважины почти 150-метровой глубины. Здесь же мы с вами находимся всего лишь на втором этаже над поверхностью, но высота столба немногим больше метра, а диаметр и вовсе до обидного мал. Но это все равно доказывает, что отвоевать у ареала захваченные территории можно, как минимум желтую и зеленую зоны. Теперь вы понимаете, что нам нельзя отказываться от такого шанса. Профессор Николаева посмотрела на Кварца и скользнула взглядом по всем окружающим. Требуются широкомасштабные исследования. Нужны более крупные вакуумные двойки. Нужны объединения двоек в сети, нужны эксперименты. Что будет, если окружить достаточным количеством устройств некоторую часть пространства или смонтировать внутри огромной двойки дом? Может ли вакуумная пара при некой особенной конфигурации влиять на зуд? Чем можно заменить метаморфиты, постепенно растворяющиеся при каждом запуске пары? Как улучшить генераторы, сделав их менее громоздкими? Если проблема с количеством осколков и метаморфитов будет решена, можно ли окружить ими красную зону, и какой эффект это вызовет, и вызовет ли вообще? Сотни, тысячи вопросов, и 3 человека не в состоянии успеть ответить на все. До катаклизма изучением ареала занимался целый ГНИЦ, сотни научных сотрудников. Нам нужна помощь, если мы хотим исправить все хотя бы когда-нибудь.
ЦИАП не занимается изучением ареала, произнес Кварц. По крайней мере, разработка способов борьбы с ним не ведется. Их интересует только повышение эффективности добычи нефти и компонентов оборонной промышленности. Вы не хуже меня это знаете. А ваш вакуумный генератор там никого не заинтересовал. Наладить обмен информацией с Большой Землей мало реально. Вербовать в наши ряды научных специалистов смертельно опасно. Мы живы исключительно благодаря высокой степени конспирации. В ЦИАП есть несколько ученых-гниц, уцелевших в момент катаклизма, возразила Николаева. И в сателлите есть состоятельные иностранцы, фонд Blue Rose. Они должны заинтересоваться проектом, ведь это их шанс вернуться домой. Серьезных ученых из гнид в ЦИАП всего двое, покачал головой контрразведчик. Оба находились в отгулах в тот день. Еще порядка полусотни сотрудников были в отпусках вне Ухты. Почти все они ушли из РАО и слышать об ареале с тех пор не желают. К тому же среди них не оказалось никого из основных научных светил. Blue Rose полностью подконтролен совету директоров РАО и вряд ли захочет вступать с ними в открытую конфронтацию. Учитывая, что ваши неприятности в РАО начались еще до катаклизма, стоит ожидать любых вариантов развития событий. Кроме того, нельзя раскрывать наше главное преимущество – влияние осколков метеорита на работу электроники в желтой зоне. Иначе сюда устремится такая толпа, что нас перестреляют, прежде чем в ЦИАП поверят в ваше открытие. «Но мы должны хотя бы попытаться», – не сдавалась профессор. «Иначе для чего все это?» «Должны», – согласился Кварц. Он присел у цилиндрического сугробика, медленно растущего вверх, зачерпнул пригоршню снега и неторопливо принялся лепить снежок. «Вот только пытаться нужно грамотно. В нашей смерти заинтересовано слишком много высоких чинов. И даже если ареал подвергнется ремутации сам по себе, это никак не отменяет их преступлений. Им и об этом прекрасно известно. А в общем, тут надо все тщательно обдумать. Мне необходимо время». Глава 7. Если коротко, то первичный анализ показал, что для принятия решения у нас недостаточно информации. Кварц обвел взглядом собравшийся в помещении столовой спецотряд. ЦИАПом мы давно не интересовались, и нет ясности, что там сейчас происходит. Blue Rose нас вообще никогда не волновал, так что с ним все еще печальней. Продумывать настолько рискованную операцию наобум равносильно самоубийству. На данный момент четко представить себе можно только минусы. Первый. В случае ареста кого-либо из сотрудников нашей научной группы при попытке наставить ЦИАП на путь истины, люди Белова получат информацию о местонахождении нашей базы. Труда это для них не составит. Применят психотропные препараты или другие методы интенсивного допроса. Им не в новинку. В результате наше положение в целом намного не ухудшится. Вряд ли РАО полезет за нами в желтую зону. Пока мы сидим здесь, угроза от нас для них практически отсутствует. Конечно, они могут попытаться уничтожить нас чужими руками, но это не в новинку уже нам. Так или иначе, те неизвестные доброжелатели, что давно уже пытаются до нас добраться, в той или иной степени представляют, где находится наша база. Помимо конспирации, нас защищает желтая зона. Она отсюда никуда не денется. Но лишившись научной группой, мы, даже если сохраним добычу воды, теряем не только конспирацию и засвечиваем расой кнопку. У нас не будет самого главного шанса на то, чтобы это все когда-нибудь закончится. Вывод. Рисковать научной группой неприемлемо. Второй минус. Если в сателлите наладят добычу воды посредством вакуумных пар, мы остаемся без источника дохода. Придется опять таскать на себе X и воевать со всеми, кто рад мешать этому занятию. Если РАО займется изучением проблемы ареала и когда-нибудь все здесь вновь станет по-человечески, то лично я не против. Но тут есть одно «но». Пока в ареале нет ни еды, ни воды, люди вынуждены день и ночь добывать для РАО X, чтобы выжить.
Если у каждого второго появится собственная водная скважина, то влияние РАО сократится. Вопрос. Пойдут ли господа Белов и Лозинский на такой подвиг? Отдать людям воду бесплатно? Нам не помешало бы знать настроения, царящие в ЦИАП, на тему производства в ареале, воды и пищи. Третий минус. Если всем станет известно, как заставить в желтой зоне работать хотя бы УИП, долго мы не проживем. Даже если мы уйдем к самой границе красной, в покое нас не оставят. Все мы в розыске, и за всех нас назначена награда. Да и на хвост мы тут много кому наступили. Вечно скрываться вряд ли получится. Общий вывод. Прежде чем что-либо предпринять, необходимо провести сбор информации. Послезавтра выборы президента, время удобное. РАО устраивает избирательные участки в сателлите и на каждом приемном пункте нейтральной полосы. Широко объявлено о серьезных скидках в день выборов, разнообразном ассортименте и увеселительных мероприятиях. Словом, совет директоров стремится обеспечить ротацию населения перед телекамерами. Надо же демонстрировать миру, что ареал чувствует себя даже лучше, чем до аварии. Нам такое скопление народу на руку. Легче затеряться в толпе, и появление малознакомых людей никого не удивит. К тому же выборы – это 5-й день после выброса. Многие не захотят рисковать и останутся в сателлите ждать следующего. И это тоже никого не удивит. Поэтому завтра мы с Расом отправляемся по приемным пунктам и магазинам. Водяной к вечеру идет в сателлит и встречается с Кнопкой. Список вопросов и общие рекомендации я подготовил. После выброса собираемся на базе и приступаем к обобщению полученных данных. Остальные до выброса занимаются по своему плану. После выброса группам прикрытия необходимо быть в точках рандеву и встречать нас. В первый день зверье будет особенно бешеное. «Водяной!» – Кварц посмотрел на Влада. «Тебе в сателлите задерживаться нежелательно. За состоянием грима следи каждую минуту. Если сможешь, то лучше вернись на базу до выброса. Кнопке придется остаться там. Ей предстоит много работы». «Понятно», – вздохнул Водяной. «Вечные шпионские штучки, куча дел и никакой личной жизни». «Ему надо что-то иметь с собой для торговли», – Медведь кивнул Кварцу на Влада. «Чтобы не вызывать подозрений. Он же у нас по легенде старатель. Золото и алмазы ищет». «Не обязательно», – ответил контрразведчик. «Все знают, что непры боязливые и через ползоны добычу таскать не любят. А он где-то в районе Тимана обитает, это еще дальше, так что сдает все перекупом или на нейтралке. На выборы непром плевать, и идет он к своей женщине, а не для торговли. Пусть возьмет с собой немного денег, этого достаточно. А вот нам с Расом какой-нибудь товар на продажу не помешал бы. Пустыми руками по приемным пунктам ездить – это подозрительно. Хоть в одном-двух, но что-то надо продать обязательно». «Можно взять метов», – предложил Рас. «У нас есть лишний светлячок, пара филинов и примусов полно. И обязательно нужно икса взять с собой, литров 80 хотя бы, на квадрик погрузим. Мы же для всех сталкеры, значит, должны икс на приемный пункт сдавать. Там на него самая выгодная цена». «Нефти у нас лишней в наличии нет», – нахмурился Айболит. «Давно не собирали. Осталось только топливо для генератора и исходный материал для закладки в вакуумную пару. Могу выдать 2 канистры, не больше. Надо бы резервы пополнить». «Тогда можно синьки набрать», – мгновенно сориентировался Рас. «Не зря же мы с Валасом пылесос для ее добычи 10 километров волокли. Я же говорил, что пригодится». «Ага», – подтвердил Водяной. «Особенно, когда на следующий день оказалось, что их штук 30 валяется в развалинах склада в 200 метрах отсюда». «Ну, кто ж знал?» Раз взмахом руки отмел столь несерьезные претензии. «Зато наш совсем новенький в упаковке. Я прямо сейчас аккумуляторы на зарядку поставлю, утром можно будет пылесосить. За сектором службы безопасности есть ровное место, там синьки в траве кишит просто. За час 10-литровый короб насобираю. А если успею, то 2. С ними будет даже круче, они прозрачные, синьку не видно, народ ее боится. Так что связываться с нами мало кто захочет». «Неудивительно», — хмыкнул Кварц. «Сколько старателей из-за этой синьки зверье пожрало.
«Это от незнания», — уверенно заявил Раз. «Синька в больших количествах провоцирует атаки мутантов, об этом всем известно. Но никто толком не понимает, какое количество является критическим. Наемники ее по 50 килограмм упаковывают, но у них минометы на каждом шагу, зверье это чувствует. А вот неприки, те хитрые, они постоянно с синькой промышляют. По-мелкому, зато безопасно. Так они никогда за один раз больше 30 литров не собирают. Это не золотые горы, конечно, но жадность фраера губит». «Значит, решили», — подытожил Медведь. «Наши шпионы укомплектуют себя всем необходимым самостоятельно, а научная группа и без нас знает, чем заняться. В таком случае, завтра обеспечиваем разведке безопасный выход в Зеленую, а после идем за Иксом восстанавливать запасы». Народ разошелся спать, и Медведь поднялся на крышу проверить часового, несущего охрану базы. Байкала он нашел возле перископа наблюдения, внимательно вглядывающимся в вечерний мрак. Боец услышал приближающиеся шаги и, не оборачиваясь, поднял руку в жесте «Вижу цель». Двухметровый здоровяк пригнулся, убеждая, что гарантированно не коснется головой натянутой над обломками стен маскировочной сети, и осторожно подошел ближе. «Кто?» — почти беззвучно спросил майор, опускаясь на колено у перископа. Снайпер бесшумно отстранился от окуляров и подал знак «Смотри». Майор приник к оптическому прибору и вгляделся в зеленоватую мглу сгущающихся сумерек. В метрах в 500 среди многочисленных развалин, оставшихся от городка Рао, на открытом месте между двух разрушенных строений застыла одинокая человеческая фигура, облаченная в армейскую форму давно минувшей мировой войны. Руки солдата покоились на висящем на груди ППШ. Красноармеец не шевелился, и разобрать, в какую сторону направлен его неподвижный взор, на подобном расстоянии не удавалось. «Давно он тут?» – прошептал Медведь, не отрываясь от перископа. «Я засек его за несколько секунд до твоего появления», – едва слышно выдохнул Байкал. «Я осматривал это направление, когда он вышел из-за ближайших руин и остановился». Майор сделал вдох, собираясь задавать следующий вопрос, когда вдруг красноармеец повернул голову в сторону базы, и внезапно Медведь понял, что фронтовик смотрит на него в упор. В сознании вспыхнул пронзительный взгляд бесконечно голубых глаз, просвечивающий его насквозь, словно рентгеновское излучение. И майор инстинктивно отшатнулся от окуляров, будто от раскаленного металла. Тяжелый пронизывающий взгляд исчез, и Медведь торопливо вернулся к перископу, но на прежнем месте уже никого не было. Глава 8. «Что, правда? Прямо тут стоял?» Водяной увлеченно орудовал спецпылесосом, собирая кишащую в густом синюшном мху синьку. «Вот это да! Жаль, что я не мог посмотреть. А собака при нем была?» Раз, склонившийся над голым участком резиново-красной земли, бросил на него обреченный взгляд и лишь покачал головой. Молодой сталкер явно не разделял оптимизма своего друга. «Не видел», — хмуро ответил Медведь. «Весь спецотряд второй час внимательно, шаг за шагом изучал пространство, на котором вчера обнаружился фронтовик. И ни до того, ни после никто здесь не проходил даже поодиночке, не говоря уже о серьезных боях, обычно его привлекающих». «Никаких следов», — к майору подошел Айболит с каким-то прибором в руках. Он кивнул на Николаеву со Степановым, собирающих свое оборудование. «Мы тут все обшарили. Параграф, сито, мясорубка. А вон там молодая плешь. После выброса либо исчезнет, либо разрастется втрое. А в общем, обычная обстановка. Ничего выдающегося или особенного». «Отпечатков ног тоже нет», — выпрямился Раз. «Ни поломанных, ни замятых травяных стеблей, ни раздавленной синьки. Даже пыль на земле не тронута». «Если фронтовик здесь и был, — обобщил Айболит, — то привычных нам следов он не оставляет». «Мы не могли ошибиться оба сразу», — буркнул Медведь. «Байкал заметил его еще до того, как я поднялся на крышу. Было бы весьма кстати понимать, что привлекло его сюда. Я от всей души надеюсь, что не наша база. Иначе нам стоит срочно бежать отсюда, очень быстро и не оглядываясь». «Может, он просто мимо проходил?» — предположил Раз. «До катаклизма я пару раз видел его издалека. Идет себе, не торопясь, да идет. Он ведь никогда не торопится. Пойди разберись, по чью душу пришел или просто путешествует». «И часто он просто путешествовал на самых окраинах Желтой», — здоровяк бросил на сталкера сомневающийся взгляд.
Да еще в сторону зеленой. Нет, согласился Раз. Так далеко от красной зоны фронтовик заходит только если кому-то пришла повестка из военкомата на том свете. В этом он почище Унка. Тот, если приходит, значит кто-то обязательно умрет. А если приходит фронтовик, значит обязательно умрет много народу. И начнется это прямо сейчас. Я таких историй много слышал. Может, он на выстрелы пришел, предположил Степанов, из-за наших упражнений в стрельбе. Зверей мы не атакуем, но вдруг звуки выстрелов пугают их слишком сильно. В таком случае он должен был на стрельбище выйти, не согласился Медведь. У базы мы не шумим, да и тренировки мы проводим уже 2-й месяц. Нет, тут что-то другое. Фронтовик просто так к зеленой не подходит. Не любит он ее, и это просто замечательно. Фронтовик – это аномалия красной зоны, уточнила профессор Николаева, убирая в подсумок мембраны блокнот, густо исписанный свежими строками. Она выключила какой-то небольшой прибор, чем-то похожий на направленный микрофон, нацеленный ею на отмеченное вешками сито. «Болт говорит, что он в эпицентре живет», — ответил Раз. «Видел он его там несколько раз». «Весьма нетривиально», — задумалась профессор, собирая устройство в походное положение. «С одной стороны, эпицентр подвергся ядерному удару, но при этом данная аномалия, фронтовик, существовать не перестала. С другой стороны, никаких следов его существования мы обнаружить не смогли, но считать все это зрительной галлюцинацией невозможно, так как аномалию видело множество людей. Плюс ко всему, согласно вашим рассказам, фронтовик есть единственная аномалия, перемешающаяся через другие аномалии, причем выглядит он как человек, которого не берут пули. Не исключено, что данный феномен имеет под собой оптическую основу. Нечто вроде фотонного сгустка, обладающего свойствами визуализации, сходными, скажем упрощенно, с миражом. Но это не более чем примитивное описание. Несомненно, его истинное строение имеет сверхсложную природу. Крайне любопытно, как изменяются показатели вакуумной пары в непосредственной близости от него. «Оптические миражи не стреляют настоящими пулями», — покачал головой Медведь. «Да еще с дистанции в 1 километр, сходу, без промаха. Так что я предлагаю науке как-нибудь пережить эту трагедию. Эксплуатацию вакуумных пар без фронтовика. Кстати, сквозь аномалии ходит еще желтый пух. Правда, в зеленой зоне он этого делать не умеет, но в желтой уже запросто. Факт идентичности пуль оригинальным заводским образцам доказан?» — поинтересовался Степанов. «За то небольшое время, что мы являлись сотрудниками ЦИАП, никаких исследований аномалий желтой зоны не проводилось и проводиться не планировалось. Однако мне довелось читать краткую заметку об этом загадочном фронтовике. Ее составил по памяти кто-то из бывших младших научных сотрудников ГНИЦ. В ней он отзывался о существовании данного феномена крайне скептически, ссылаясь на ныне утерянную документацию ГНИЦ. «Интересно, что на этот счет думают в ЦИАП теперь», — усмехнулся майор. «После катаклизма фронтовик в зеленую зачастил. Количество трупов исчисляется десятками. 3 месяца назад наемники, согласно контракту с нефтяниками, отбивали у общаковских нефтепромысел в Каджироме. Бои шли 2 суток. Уголовников выбили с промысла, но они настолько сильно не хотели терять добычу, что перегруппировались и затеяли контрнаступление. Вот тут к Каджирому фронтовик и вышел. Прошел туда-сюда и вернулся в желтую. За час потери с обеих сторон превысили количество убитых и раненых за прошедшие 2 суток в 4 раза. Промысел остался за наемниками, но с тех пор они держат там почти треть своих сил и не жалеют единственного вертолета для патрулирования, гоняют его по 5 суток после каждого выброса. Так что думается мне, теперь фактов о пулях, которыми убивает фронтовик, в ЦИАП предостаточно. Вряд ли они захотели остаться в стороне от этого. Шансы столкнуться с фронтовиком теперь имеются у всех. «Как вы считаете, Николай Иванович?» Степанов с интересом посмотрел на Медведя. «Чем обусловлен столь бурный рост активности фронтовика после катаклизма? Возможен ли вариант, что ядерный удар вытеснил его с привычной территории обитания, и данная аномалия теперь вообще в эпицентре не присутствует?»
Область ее обитания стала ближе к зеленой зоне. Вот и результат. «Ну, Никита, задал ты вопрос», — развел руками здоровяк. «Что там в центре присутствует, а что нет, знают только зомби да мутанты. Единственный, кто может не только туда прогуляться, но еще и вернуться назад, это Болт. На его в ареале нет. Но фронтовик и раньше в зеленую выходил, хоть и крайне редко. При мне один раз такое было 3 года назад». «А какой он, этот фронтовик?» – полюбопытствовал Водяной. «Он прям точно как человек или только кажется таким издалека? Как он выглядит? Какое у него лицо?» «Кто его знает?» – хмыкнул Раз. «Я к нему ближе полукилометра никогда не оказывался. И то было очень страшно. Он, когда головой водит, неторопливо так окрестности рассматривает. Стало быть, ощущение такое, будто видит тебя даже за кустами. Пулю можно получить запросто. Он даже толстые деревья пробивает. Лучший вариант за камнем спрятаться или убежать, пока он тебя не заметил. Хорошо, что он не бегает и не летает. А ты говоришь, какое в него лицо. Я бы не хотел это выяснить. Из живых людей вблизи его никто не видел, потому что он из 1000 метров убить может». «Думается мне, кое-кто все же выжил», — задумчиво произнес Медведь. «Но особо делиться не хотел, и поэтому заявил, что не помнит ничего, и вообще все это было во сне». Раз понимающий посмотрел на Медведя и многозначительно промолчал. Он подошел к Водяному и посмотрел на накопительную емкость собирающего синьку аппарата. «Хватит», — определил молодой сталкер. «Теперь у нас 2 контейнера с синькой. 20 литров — это по нынешнему курсу с иксом почти 2 к 1, если на нейтралке сдавать. Надо собираться, чтобы время не терять. А то пока доберемся, пока нужные магазины найдем, пока договоримся и все такое. Синька товар скоропортящийся, в неволе больше суток не живет. Хотя неприки как-то умудряются ее подкармливать». «Тогда сворачиваемся», — кивнул майор и вышел в эфир. «Всем! Возвращаемся на базу». Глава 9. Телефон внутренней связи сделал мелодичную трель, и Прокопенко, отложив вилку, снял трубку. «Максим Анатольевич», – прозвучал голос референта, – «к вам майор Хантер. Пригласить?» «Приглашайте». Чиновник положил трубку и недовольно поморщился, отодвигая от себя тарелку. Выборы президента в разгаре. В стране аврал. Даже ареал поставили на уши. Рау гудит, как растревоженный улей. Забот не в проворот. Что такое понадобилось от него этому идиоту так не вовремя? Тут поесть некогда. Лозинский звонит каждый час. Сателлит забит явившемуся на распродажу быдлом, которое под предлогом скидок едва удается затащить на избирательные участки. Телевизионщики и режиссеры сбились с ног, выдавая родине радужные картины высокосознательного волеизъявления граждан России, проживающих на территории ареала. Не так-то просто из небритого, покрытого уголовными и прочими татуировками стада, одетого в грязное полувоенное снаряжение и шарящего вокруг туповатыми или вороватыми взглядами, сделать цивилизованное общество, способное украсить любой выпуск новостей. Он, Прокопенко, легко мог бы организовать 100% явку избирателей с любыми результатами голосований и сверхподлинной отчетностью, и без всего этого безумного хлопотного шоу. Но Лозинскому с Беловым требуются рейтинговые репортажи и красивые картинки на тему торжества демократии, вот и приходится вертеться как белка в колесе. А тут еще этот придурок, и наверняка с очередной глупостью, как обычно. Очень не вовремя. «Максим Анатольевич, у меня для вас информация государственной важности». Раздувающийся от сознания собственной важности, Хантер вошел в кабинет и небрежно развалился в гостевом кресле напротив Прокопенко. «Это абсолютно секретно». «Что случилось?» – обеспокоенно расширил глаза чиновник. Он был само внимание. «Выборы под угрозой срыва. Провокации. Вы обнаружили вброс бюллетеней, махинации на избирательных участках?» «Нет, там все ровно», – снисходительно успокоил его Хантер. «Мои люди следят за каждым шагом любого, кто пересекает оборонительные сооружения сателлита. У нас по 10 камер на любом из участков. Дело в другом. Генерал-лейтенант Белов поручился мне посвятить вас в детали важной операции, которую мы сейчас проводим.
Дело в том, что враги России через своих марионеток внутри страны пытаются получить доступ к стратегическим ресурсам ареала. Наймиты врага из слишком хорошо известного всем фонда «Неравнодушные» на деньги своих хозяев организовали производство сыворотки Кугельштайна. Наша агентура проверила их препарат. Качество слабое, разница с оригиналом как небо и земля. Операция стоит $2 миллиона, но дает лишь месяц свободы против 2 кугельштайновских, да еще и кулдаун у нее 60 дней. «Простите, майор Хантер», — Прокопенко непонимающе нахмурился, — «что у нее 60 дней?» «Кулдаун», — объяснил тот. «Ну типа перезарядка. Там термин научный, слишком запутанный, я его забыл. Короче, 2 месяца, потом ее колоть нельзя. После того, как зуд опять начнется. Это все, на что они способны. Достичь уровня Кугельштайна мозгов у них не хватило». Так вот, после катаклизма уши Хантера стали еще более оттопыренными и вкупе с наголо обритой головой теперь точно напоминали мутировавшего ареальского воробья. Эти предатели решили привлечь на свою сторону криминалитет ареала. Они обещают им возможность регулярного получения инъекций сыворотки, а те взамен будут на них работать. Это вербовка агентуры. Абрамов пытается скрыть это за ширмой благородства. Объявил на всю страну, что работа его фонда в очередной раз дала реальные результаты, в отличие от государственных программ. Типа пожертвования граждан и предприятий уходят не в карманы чиновников, как бюджетные деньги, а на облегчение страданий несчастных. И стоимость инъекции удалось снизить. Мол, пока ее будут колоть только тем, кто пройдет сверхсложные медицинские тесты, а тем временем фонд будет работать над совершенствованием препарата. И призвал всех внести ему деньги. И тысячи всяких латентных диссидентов начали их перечислять. Среди них, между прочим, большое количество ваших поставщиков, Максим Анатольевич. Я еще не всех проверил, но это дело техники. В общем, проанализировав эту информацию, я пришел к выводу о необходимости прекращения действий нескольких контрактов РАО с контрагентами. Вот список. Хантер протянул чиновнику гербовую папку с оттиском «Государственная тайна». Займитесь этим немедленно. Дальнейшие рекомендации получите от меня через несколько дней. Мы – стратегическая отрасль России. Мы не можем работать с врагами страны. Я буду добиваться ареста Абрамова и запрещения его фонда. Действительно, это крайне настораживающие сведения. Прокопенко отнесся к полученной информации со всей серьезностью. Похоже, враги России перешли всякие границы в своей вседозволенности и безнаказанности. Я внимательно изучу всю представленную вами информацию и восприму ее как руководство к действию. Вы же знаете, я никогда не сомневался в вашем высоком профессионализме. Спасибо, что посчитали возможным поставить меня в курс дела. Генерал-лейтенант Белов уже одобрил перечень ваших предложений. Я ему завтра позвоню по правительственной связи, важно изрек Хантер. Сегодня выборы, у него в Москве плотный график, не хочу отвлекать. У меня достаточно полномочий, чтобы решать вопросы самостоятельно. Для этого я и был назначен на занимаемую должность. Ни секунды в этом не сомневаюсь, преданно заявил чиновник. Более того, другого человека, способного эффективно выполнять ваши обязанности, просто не найти. Вы в одиночку раскрыли иностранного резидента Меркулова. Целая правительственная комиссия оказалась не в состоянии это сделать. У генерала Белова были все основания для назначения именно вас. Я могу помочь вам чем-нибудь еще, Хантер? Пока это все. Изучайте рекомендации, велел тот. Позже получите еще. Будет сделано, с готовностью заверил его Прокопенко, вставая и пожимая руку. Разрешите продолжить работу с избирательной кампанией? «Продолжайте», – разрешил Хантер и удалился, слегка растопыривая руки во время ходьбы, словно его тщедушное тело представляло собой груду мышц, каковая мешала ему опускать вдоль корпуса мощнейшей верхней конечности. Чиновник проводил его к выходу, затворил двери и вернулся за стол. Он снял телефонную трубку служебного аппарата, набрал внутренний номер, после чего пододвинул к себе полученную папку и извлек из нее лист гербовой бумаги. Абонент ответил не сразу, и Прокопенко успел изучить содержимое короткого документа и пробежать приложение к нему, состоящее из длинного списка. Услышав в трубке немолодой голос, Прокопенко поздоровался и вежливо произнес:
Ко мне только что заходил ваш юный начальник. Все произошло так, как вы говорили. Он принес мне документ. Рекомендует расторгнуть несколько десятков контрактов и обещал вскоре принести еще. В бумагах указано, что в отношении предателей Родины начато расследование. Он вчера прошел до конца какую-то компьютерную стрелялку, невозмутимо ответил ему голос, и сегодня приступил к работе. Мы уже заказали с Большой Земли несколько новинок. Завтра они будут здесь, так что вы сможете поступить с данным документом согласно инструкции. Хорошо. Прокопенко отложил папку и сунул бумагу Хантера в шредер. Относительно запланированного нами мероприятия без изменений? Все согласно плану, подтвердил голос. Вторая сторона подтвердила готовность присутствовать на встрече. Дата – 3-й день после ближайшего выброса. Место прежнее. Точное время я сообщу вам позже. Мы контролируем ситуацию. Прокопенко попрощался, положил трубку и продолжил обедать. Вся эта возня с выборами и подсчетами голосов утихнет только к утру, так что в кабинете придется не только обедать, но и ужинать, а возможно даже и завтракать. До закрытия избирательных участков сателлита ему предстоит обойти их еще не менее 2 раз, и надо появиться перед телекамерами хотя бы на нескольких приемных пунктах нейтральной полосы. Чиновник поморщился. Снова надо будет терпеть зуд, пусть даже совсем легкий. Находиться в нейтральной полосе он не любил. Лишний раз тыкаться носом в зависимость совершенно неинтересно. Уж лучше сателлит. Здесь он практически всесилен. И скоро его влияние будет распространяться на значительную часть ареала. Новый план Лозинского был, как всегда, гениален и уже давал первые результаты. Эти никому не нужные выборы только замедляют темп его реализации. Прокопенко приходится тратить время на всякую ерунду. А эти скидки, которыми мы завлекаем быдло на избирательные участки, это же вообще прямые убытки. Сейчас стадо за день скупит недельные объемы воды и пищи. Недополученная прибыль будет исчисляться 8-значными цифрами, он уже подсчитал. И для чего все это? Еды и воды в ареале не добыть. Толпа в любом случае скупила бы все по обычным ценам, привычными темпами. А явку избирателей все равно кто-нибудь да назовет сфальсифицированной. Что ни делай, даже если все имеющие право голоса придут на выборы, по мановению волшебной палочки в полном составе. Журналистам и оппозиции плевать на честность выборов, был бы повод поднять крик, иначе как еще этому стаду пиариться? Глава 10. Раз развязал потрепанный армейский вещмешок, извлек из него контейнер с синькой и поставил его на прилавок. Толпящиеся возле избирательных урн люди невольно бросали взгляды на кишащую синими насекомыми емкость. Сразу видно, кто здесь зависимый, а кто из числа персонала приемного пункта, даже если бы на лицах обычных людей не имелось широких очков, защищающих глаза от опасности получить травму в результате полтергейста. «Ого!» – оценил продавец. «Неплохо. У нас сейчас на синьку выгодные расценки. Свежая?» «Смотрите сами». Раз медленно покрутил контейнер, заставляя насекомых пересыпаться внутри, чтобы было видно отсутствие сдохших или раздавленных экземпляров. 3 часа назад подобрано. Качество высокое. Продавец внимательно вглядывался в товар. Экземпляры крупные, как на подбор. Это собиралось в желтой зоне, уточнил он, демонстрируя неплохое знание своего дела. В зеленой синька меньше. В желтой, не стал скрывать молодой сталкер. Есть у меня одна полянка, но подойти к ней непросто, поэтому я с синькой редко промышляю. Собирать ее без пылесоса слишком муторно. Да уж, представляю, согласился продавец. Кусается она больно. Я как-то раз неудачно сходил из любопытства поглазеть на процесс сепарации. 3 дня ранки не затягивались. Не знал тогда, что она не прокусывает кожу, а выгрызает кусочек. Да и прыгает она резво. «Мы ее берем», – подытожил он и окликнул одного из своих помощников. «Отнесите емкость в сепаратор, срочно. Пересыпьте в отдельную камеру от общей массы. Этот товар пойдет по высшей категории качества». Продавец повернулся к Расу. «Будете брать расчет наличными или бартером?» «Бартером», – ответил тот. «Крупой и мясными консервами. Можно выбрать?» «Да, конечно». Продавец протянул ему распечатку прайс-листов
и небольшой талончик с цифрами. Это полагающаяся вам сумма. Калькулятор лежит на прилавке. Как будете готовы, позовите кого-нибудь из персонала. Он занялся следующим покупателем и раз отошел в сторону, листая распечатки. Краем глаза он отыскал Кварца. Тот обнаружился в толпе возле наскоро расставленных столов избирательного пункта. Загримированный под бородача, вылезающего из глухой тайги только по выдающимся праздникам, он разговаривал с кем-то из сталкеров. Его собеседник увлеченно рассказывал ему о чем-то. Кварц внимательно слушал и периодически озадаченно хмыкал и делал удивленное лицо, мол, надо же, а я и не знал. Минут 10 раз делал вид, что определяется с количеством покупок, щелкая кнопками калькулятора, после чего вернулся к продавцам и занялся получением товара. Пока он укладывал приобретенное в объемистый рюкзак, в подсобке магазина что-то хлопнуло, раздался звук осыпающихся стеклянных осколков, и из-за двери потянулась тонкая струйка сизого дыма. Кто-то из сотрудников магазина с небольшим огнетушителем в руках торопливо скрылся в дверном проеме, остальные не обратили на произошедшее никакого внимания. Закончив, раз вышел из здания приемного пункта и направился к стоянке квадроциклов. Обычно на стоянках свободного места достаточно, но сегодня забито было все, вплоть до метра, и ему пришлось повозиться, проводя квадроцикл между двумя только что прибывшими нефтевозами. «Проходишь?» — из кабины грузовика высунулся водитель. «А то мне прижиматься уже некуда». «Пролезу», — махнул рукой раз. «Главное, чтобы квадрик не сломался. Не хочется толкать его по снегу руками до зеленой. А людей тут уж больно много. Полтергейсты зачастили». «Сегодня так везде», — посочувствовал ему водитель. «Третий приемный пункт объезжаем. Всюду толпы. Но цены, конечно, сладкие. И чего только наши слуги народа ради выборов не замутят. И я б так каждый день голосовал». «А зачем так горючку жечь? Бензовоз по пунктам от одного к другому гонять?» — поинтересовался раз. «Разве цены на X где-то отличаются? Первый раз такое на моей памяти». «Нет, цены везде одинаковые, как всегда», — водитель коротко качнул головой. «Товар кое-где разный. Видать, РАО готовилась к распродаже в суматохе или логистика подвела, но некоторые вещи где-то есть, а где-то нет. Здесь, например, новых УИПов нету. Зато Бекасы есть и вепри гладкоствольные последних моделей. В сателлите, говорят, новые медикаменты ЦАПа выложили, шмоток полно разных, но мембран нет, только преграды. Мы сейчас в Конашьёль двинем. Там вроде мотопомпы есть облегченные и канистры под X, то ли керамические, то ли пластиковые. Короче, весят в разы меньше металлических, на себе таскать легче. Так что рекомендую, если еще бабло осталось. Дороги сейчас спокойные, патрулей полно. В зеленый сателлит все вертолеты в небо поднял. И даже с наемниками контракт заключил на 15 часов. На нейтралке, сам видишь, военные на каждом шагу. Раз перебросился с водителем еще парой фраз и выехал на заснеженную дорогу, заставленную бронетехникой. Добравшись до пропускного пункта, он встал в очередь на получение оружия и принялся разглядывать проходящие над нейтральной полосой патрульные вертолеты. Здесь его и нашел Кварц. Контрразведчик окинул взглядом оставшуюся очередь и негромко сказал: «Холодновато. Надо было перчатки взять». Он сунул руки в карманы потертого армейского бушлата. «Интересные вещи народ рассказывает. И кое-что меня очень настораживает. Необходимо больше информации. У нас из товара что-нибудь еще осталось? Или деньгами?» «Денег нет», — ответил молодой сталкер. «Я продуктами брал. Квадрик теперь нагружен так, как будто он газель. Айболит заказов надавал от души. У нас осталась одна канистра, икса, остальное распродали. В каждом магазине ведь приходится что-то оставлять, а это уже 5-й. Много денег надо? Канистра – это штука баксов». «Хватит», – определил Кварц. «Надо кабак посетить. Кто-нибудь по пьяни обязательно разоткровенничается, но в кабаке товар не принимают, так что нам потребуется еще один магазин». «Может, здесь дадим?» – предложил Раз. «Я успею, пока очередь в оружейку не подошла». «Нет».
Кварц отрицательно качнул головой. Не стоит привлекать к себе внимание возвращением ради единственной канистры. Заедем еще куда-нибудь, заодно послушаем, что там говорят. Пойдет на пользу. Следующий приемный пункт расположен через 20 километров. Если нужен кабак, то лучше к Робче ехать, возразил Раз. Тамошняя забегаловка пользуется спросом у всех, ее ФСБшники держат. Говорят, там безопаснее всего. Сегодня у них наверняка будет много народа, потому что приемный пункт совсем рядом. Сдал товар, получил деньги и через 10 минут уже начал пропивать. Вот только вдруг они из-за выборов не работают, опасаясь, что будет облава и их всех накроют. «Кто?» – иронично усмехнулся контрразведчик. «Сами себя. Там все в доле. Это же золотое дно». Получив свое оружие, они забрали квадроцикл и покинули территорию приемного пункта. Сидящий за рулем Раз направил машину к ареалу, и спустя несколько минут они пересекли границу зеленой зоны. Слабое монотонное сверление зуда прекратилось, и Кварц облегченно выдохнул. «Ненавижу это ощущение», – недовольно пробурчал он. «Не столько больно, сколько напоминает о первых днях зависимости. Один из самых хреновых периодов в моей жизни. Как из ареала выхожу, так постоянно вспоминаю, хоть что делай». «Трудно было среди нормальных?» – спросил Раз. «А я-то дальше Сыктывкара не забирался. Но там тогда с этими полтергейстами настоящая война началась между обычными и зависимыми. Зуд уже крепчал, но я в ареал и вернулся. Все равно мне больше некуда было». «Среди нормальных всегда трудно», – грустно улыбнулся контрразведчик. «Если ты не из их числа. Иногда для этого не обязательно быть зависимым. Все это мелочи, не имеет смысла жалеть о том, что невозможно вернуть. Ночами только тяжело, когда семья снится». Он немного помолчал, разглядывая бегущую рядом с квадроциклом кромку зеленой зоны, где зеленая трава без всякого перехода становилась снежным полем, после чего бесцветным тоном произнес: «Снега много. Там». Видимо, он тогда и выпал, когда наши Эйнштейны нам на крыше чуда явили. «Кварц, а как мне в Робче действовать?» Раз сменил тему. «Я с вами в кабак не пойду, квадрик стеречь надо, на нем столько добра нагружено. Я стоянкам не доверяю. Одно дело на час там квадрик оставить, пока в магазине торгуешься, другое – надолго зависнуть. Точно что-нибудь сопрут. Сами стражи порядка и постараются, им это запросто. Да и не пью я». «Я тоже не пью», – контрразведчик обреченно вздохнул. «А стражи порядка бывают разные». «Ну, я не вас имел в виду», – сконфузился молодой сталкер. «У нас на базе все люди, что надо. Жаль только, что таких слишком мало». «Кварц», – спохватился он. «А как же вы работаете, когда в кабаке информацию собираете, если не пьете? Там же со всеми пить надо, иначе не заговорят». «А вот так», – туманно изрек тот. «Работа такая. Приходится знать способы. Раз в магазин заходим вместе, ты сдаешь канистру, отдаешь мне деньги и минут 30 разглядываешь товар, желательно новинки, если будут. За это время я теряюсь. Ты выходишь искать меня. И быстро находишь в кабаке. Там делаешь очень осуждающее лицо, напоминаешь о том, что у меня мало денег и нас ждут люди. Но я на тебя плевать хотел, и потому ты кривишься и уходишь. Будешь ждать меня у выхода из норы. Если кто спросит, то легенда стандартная. Мы – сталкеры из вольных. Нас наняли старатели для дела, а я напился. Вот ты ждешь меня, соображая, что сказать людям. Ведь пока я просплюсь и перестану быть приманкой для зомби, пройдут все оговоренные сроки. Ты очень недоволен, думаешь, что делать-то и так далее. Тянешь до вечера и уезжаешь. Вглубь ареала не ходи, двигайся вдоль кромки. Одиночка на груженном товаром квадроцикле слишком лакомый кусок. Чуть что, сразу на нейтралку, поближе к патрулям. Доберешься до точки рандеву, встретишься с группой сопровождения и возвращайся на базу. За мной приходите к утру, если не будет выброса. Я вылезу из норы ровно через... Кварц сверился с хронометром УИПа. Через 15 часов.
и как только покину кабак, пойду строго на север. На проспавшихся обычно никто не нападает, все знают, что у них денег нет. В кабаках зачастую пропивают даже оружие. УИП я взял самый старый. Заблудиться не должен, но я по ареалу невелик ходок. Долго одному топать не хотелось бы. Если выброс все-таки будет, то после того, как он закончится, действуем по плану. Впереди показался БТР службы безопасности РАО с десантом на борту, ползущий навстречу, и раз сбросил скорость, демонстрируя законопослушность. Молодой сталкер узнал кого-то из солдат и коротко махнул рукой. Ему ответили, и патруль двинулся дальше. По мере приближения к Ропчи на дороге начали появляться группы людей, идущих в том же направлении. Чуть позже появился транспорт. К поселку подъезжали уже целой группой из нескольких квадроциклов, грузовика и раздолбанного пикапа, тянущего на прицепе покрытую вмятинами цистерну, грубо выкрашенную прямо поверх старой облупившейся краски. Разномастная колонна свернула влево, покидая ареал, и оказалась на укатанной техникой снежной дороге. В лицо ударил холодный ветер и раз поежился. В летнем камуфляже посреди зимы было совсем не жарко, а в зимнем бушлате внутри ареала спаришься за 5 минут. Поездки на нейтралку зимой вечно связаны с климатическими неудобствами, а тут еще и в очереди на въезд придется постоять. Ропча некогда было маленьким селом, из которого после катаклизма сбежали едва ли не все его жители. Но долго ему пустовать не пришлось. Как только РАО запустила программу сбора икса у населения ареала, здесь разместили один из первых приемных пунктов. Ропчу огородили забором с ягозой, путанкой и пулеметными вышками. В селе разместили батальон внутренних войск и отстроили необходимую инфраструктуру. Но изменившийся ареал продолжал разрастаться, и на сегодняшний день граница зеленой зоны проходила у самых окраин Ропчи. Ближайший же выброс включит в состав ареала часть ее территории, и потому село заранее приготовились потерять. Приемный пункт переместили на 5 километров вглубь нейтральной полосы. Туда же вывели ВВшников, но все сопутствующие строения демонтировать не стали. Наоборот, вот уже пару месяцев там копошилась строительная техника и ходили слухи, что Ропчу обустраивают для жизни в условиях ареала, чтобы продать подороже кому-то из богатых перекупов. Ради выборов приемный пункт и избирательный участок на один день вернули в село. Но главной достопримечательностью Ропчи, сделавшей ее популярной у жителей ареала, был кабак. Кабак название свое оправдывал полностью и являлся питейным заведением. Сюда из зеленой зоны выходили люди, имеющие деньги и желающие напиться до беспамятства, и кабак предоставлял им такую возможность. Помимо скромного интерьера, от обычной забегаловки для пылающих жаждой упиться, кабак отличала одна особенность. Заведение было рассчитано на зависимых. Алкоголь никак не уменьшал боль от зуда. Она сверлила мозг даже потерявшему сознание от перепоя и убивала мертвецки пьяного с той же скоростью, что и абсолютно трезвого. Внутри ареала даже небольшой запах алкоголя вызывал агрессию мутантов и очень скорое появление хорошо вооруженных отрядов зомби. Вкупе с тем, что вонь перегара по своему воздействию на живность ареала от алкоголя ничем не отличалась, все это делало его употребление практически невозможным. Желающих промочить горло от появления зомби не спасали ни землянки, ни закупоренные подвалы, ни герметично запертые грузовые контейнеры. Монстры приходили всегда, и каким именно образом они чувствовали алкоголь, оставалось загадкой. Но предприимчивость деятельной человеческой натуры не знает границ. Если проблему нельзя решить, можно попытаться ее обойти, и данная попытка к успеху таки привела. Суть ее сложна не было. Кабак состоял из 2 частей. Строение, внутри которого страждущим предоставлялась возможность пропустить литр другой, располагали на нейтральной территории. Тех, кто в процессе возлияния достигал необходимой кондиции, отводили или отвозили ко второй составляющей заведения, получившей среди выпивок название «нора». Нора представляла собой перекрытую бревнами и наскоро облагороженную траншею 3-4 метров в ширину, прорытую в ареал.
Пьяных зависимых укладывали в ней поплотнее, таким образом, чтобы тело лежащего человека оставалось в нейтральной полосе, но голова находилась уже в ареале. В результате зависимого не терзал зуд, и в то же время источаемый им запах алкоголя не будоражил мутантов и не привлекал зомби. Единственное, зачем необходимо было тщательно следить, это своевременное смещение границы ареала, происходящее вследствие его постоянного расширения. Если пьяный человек по неосторожности оказывался в зеленой зоне полностью, то неприятностей было уже не избежать. Норы начинали атаковать мутировавшие кроты, землеройки и грызуны. Потому в любом кабаке всегда имелся специально обученный персонал, своевременно перетаскивающий мертвецки пьяных клиентов в нужную часть норы. В конечном итоге безопасные условия эксплуатации нор были выведены опытным путем в результате нескольких кровавых экспериментов, и счастье для любителей выпить все-таки наступило. Каждый кабак имел несколько нор. Благо их рытье не являлось чем-то сложным, и репутация и размеры заведения напрямую зависели от возможности его владельцев обеспечить комфорт и безопасность гостей на всем протяжении их отдыха. По этой причине организовывать подобное предприятие мог далеко не каждый, и режим чрезвычайного положения, безраздельно властвующий на нейтральной полосе, на порядок усугублял элитарность и без того непростого бизнеса. В итоге кабаков вокруг ареала было совсем немного. При этом владельцы уже состоявшихся заведений старательно боролись с новичками, и последние зачастую открывали бизнес в условиях конспирации, создавая небольшие закрытые заведения для своих. Кабак, располагающийся в Ропче, считали одним из лучших и общепризнанных заведений. Имел репутацию надежного и спокойного места, благодаря чему сюда стекался народец разный и сильно разбавлял собою компанию завсегдатаев. Именно по этой причине раз и выбрал его для кварца. Тут незнакомый человек из глуши, не находящийся в курсе последних новостей, ни у кого подозрения не вызовет. Таких тут видят каждый день. Теперь осталось лишь сбыть оставшийся X и действовать согласно составленному контрразведчикам плану. Глава 11. Я благодарен вам за помощь, Екатерина Игоревна. Доктор Волконский, не скрывая удовлетворения, просматривал официальный документ с угловым штампом Пресненского суда города Москвы. Признаться, решиться на подачу иска я бы не смог. Мое положение в ЦАП делает подобный поступок крайне щекотливым. Заполучить ярлык нелояльного руководства человека мне очень не хотелось. Все-таки я сам являюсь в некоторой степени руководителем. Так что, не побоюсь этого слова, вы моя спасительница. Вы преувеличиваете, Александр Константинович, вежливо улыбнулась Кнопка, протягивая пожилому ученому тонкую пачку остальных бумаг. В данной ситуации не было ничего сложного, всего лишь обычная юридическая рутина. Я с первого дня не сомневалась, что до иска Крау дело не дойдет, все ваши требования удовлетворят в полном размере, необходимо лишь грамотно составить все положенные запросы. Так и вышло. Скажу прямо, вы могли бы получить компенсацию еще 2 месяца назад, но юридическая служба РАО катастрофически перегружена, и почти все это время ушло на бюрократические проволочки и обмен отписками. Не скромничайте, Екатерина Игоревна. Доктор наук невесело улыбнулся. Мне прекрасно известно, что множество людей ждут ответов из московских судов по полгода. В сателлите практически нет юристов, а наскоро обученные собственными силами специалисты мало на что способны и в бумажных сражениях с Москвой неизменно проигрывают. Если бы вы не взялись заниматься моей проблемой лично, эти деньги я получал бы неопределенно долго. Самому мне не нужны столь крупные средства. Здесь, в сателлите, я обеспечен всем необходимым. Но вне ареала у меня имеются дети и внуки. Им эта сумма будет полезна, тем более, что это мое законное право. Кадровый вопрос – это больное место не только в юридическом отделе, хотя у нас он стал уже притчей во языцах, согласилась Кнопка. Но я не могла положить в долгий ящик ваше дело, Александр Константинович. Все же вы заместитель директора Центра исследования агрессивных проявлений по научной работе. ЦАП – это ваша единственная надежда на то, что когда-нибудь все обитатели ареала заживут прежней жизнью. Особое отношение к ученым вполне естественно и более чем оправдано. Кстати, Александр Константинович, если вас не затруднит, не расскажете ли вы о текущем положении дел в борьбе с зависимостью и распространением ареала?
Я ни в коем случае не прошу вас раскрывать мне какие-либо конфиденциальные данные. Просто хотелось бы знать, виден ли свет в конце тоннеля. Боюсь, вы слишком высокого мнения о нас и наших способностях. Волконский печально покачал головой. В ЦИАП та же проблема, что и в юридической службе, Екатерина Игоревна. Некому работать. Лучшие специалисты, цвет научной мысли ГНИЦ погибли в момент катаклизма. 800 сотрудников, 3 десятка полевых лабораторий, уникальная база данных, 1000 образцов. Это потери невозможно измерить цифрами. Он с горечью вздохнул. Я вынужден признать, что теперь мы знаем об ареале гораздо меньше, нежели раньше. У нас нет возможности наладить полноценный мониторинг даже в зеленой зоне. Специалистов не хватает. Криминогенная обстановка зашкаливает, агрессивность мутантов возросла в разы. О том, что происходит сейчас в желтой зоне, мы даже понятия не имеем. Нам не до этого. Тут решение насущных проблем буксует на все 4 колеса. Катаклизм вызвал мощные повсеместные изменения. Характер поведения аномалий изменился. Токсины мутантов игнорируют наши прежние препараты. Частые выбросы перестроили жизненные ритмы и флоры, и фауны, и нас самих. Мы лишь следим за следствием, не занимаясь изучением причин. «Но разве ЦИАП не взаимодействует со сталкерами?» – удивилась Кнопка. «Ведь РАО не стала упразднять поисковый отдел. Насколько я знаю, они всегда служили для науки источником информации и редких образцов». «Определенная работа ведется, это верно», – согласился Волконский. «Но в сравнении с деятельностью ГНИЦ наши потуги – это капля в море. Люди боятся. Уголовники и бандиты всех мастей, хозяйничающие в центральных частях зеленой зоны, кровожадные твари, безжалостные зомби, непредсказуемый выброс, от которого не спастись выше уровня земной поверхности – все это сводит усилия поисковиков к минимуму. Но главная проблема, повторюсь, в нехватке специалистов. По сути, все наши силы брошены на повышение эффективности добычи нефти типа X. Это главное, что интересует руководство РАО. Признаюсь честно, хоть данное положение дел меня не радует, я согласен с позицией совета директоров. Возиться с нефтью – это все, на что способен коллектив ЦИАП. Если его переключить на решение более глобальных проблем, он будет просто попусту тратить время. «Но это же тупик!» – Кнопка бросила на доктора наук недоуменный взгляд. «Разве нет?» «В какой-то мере», – не стал спорить Волконский. «Но не абсолютно. Мы ведь вынуждены поступать так же, как вы. Готовить специалистов своими силами из того, что есть. На это необходима масса времени. Работа с типом X примитивна, но это позволяет людям накапливать опыт. Со временем, когда квалификация научного персонала возрастает, мы займемся решением более сложных задач. А пока...» Он развел руками. «Нас опережают даже народные умельцы». «Что вы имеете в виду?» – непонимающе нахмурилась Кнопка. «Я и сам с трудом понимаю, о чем идет речь», – признался пожилой ученый. «Но в последнее время спрос на наши медикаменты среди не относящихся к РАО сообществ несколько упал. Ходят упорные слухи о каком-то торговце, якобы живущем где-то в желтой зоне, который предлагает медицинские препараты чуть ли не уникальные по своему действию. Я бы не придал этому значения, но продажи антидотов действительно снизились. У меня есть отчет специалистов ФСБ, проводящих анализ продаж в магазинах приемных пунктов. Но на данный момент мне не удалось получить ни единого образца этого загадочного препарата. Служба безопасности РАО обещала оказать содействие, однако до сих пор по этому вопросу подвижек нет». «Кто бы мог подумать?» – неподдельно удивилась Кнопка, обводя праздным взглядом заполненное людьми модное кафе. «Я по личным делам время от времени бываю в одном из поселений неприсоединившихся. Если хотите, могу для вас расспросить жителей. Возможно, кто-нибудь что-нибудь знает или даже имеет на руках то загадочное лекарство. Кстати, у них там живет кролик-мутант. Он вполне дружелюбен и очень точно предсказывает выброс минут за 30 до его начала». «Вот как!» – немедленно оживился Волконский. «Действительно, неагрессивный мутант? Это крайне полезная информация.
Согласно нашим данным, таковых после катаклизма в ареале не осталось. Гниц всегда пытался научиться использовать способность животных предвидеть выброс, но так и не преуспел. А сейчас и подавно. С тех пор многое изменилось. Отловленные животные мгновенно впадают в выступленное бешенство и в неволе не живут дольше нескольких минут. Екатерина Игоревна, может, вы вспомните какие-либо другие неожиданные факты? Ну, Кнопка очень натурально смутилась. Я, право, не знаю, что для вас неожиданный факт, а что вполне обыденный. Я ведь в ареале едва год, для меня тут все одна сплошная неожиданность, особенно непонятно все было в первое время. Будет лучше, если вы зададите мне интересующие вас вопросы, а я уточню их, когда окажусь там в следующий раз. Волконский ухватился за предложение обеими руками, и из кафе Катя смогла выйти только через час. Она посмотрела на часы и зашагала по выложенной декоративным камнем аллее, ведущей к жилому кварталу сателлита. На просторных улицах было многолюдно. Из укрепленных на зданиях динамиков звучала музыка, и призывы проявить гражданскую сознательность и проголосовать на идущих выборах сменялись объявлениями о беспрецедентных скидках в магазинах РАО. На первый взгляд сателлит представлял собой очень даже позитивное зрелище. В день своего появления в городе РАО она удивилась обилию ажурно отделанных тротуаров и бесконечным безупречно ровным газоном, покрытым короткой зеленой травой, словно присыпанной желтой пудрой. Идеальная цилиндрическая форма одноэтажных зданий, сверкающих на солнце гладкими поверхностями из стекла и ультрасовременных облицовочных материалов, придавала сателлиту праздничный и немного фантастический вид. И отсутствие скученности строений, располагающихся на значительном расстоянии друг от друга, только подчеркивало это ощущение. Даже увешанные оружием охранники, патрулирующие улицы, не портили общую картину вечного лета. Но настоящий сателлит оказался совсем другим. Радостно играющие солнечными бликами здания являлись лишь верхушкой зарытого под землю айсберга, всего лишь входами в его подземную часть, тесную, мрачно-безысходную, лишенную солнечного света, словно катакомбы, открытые некими гигантскими червями. Необычная цилиндрическая форма строений объяснялась жесткими требованиями к безопасности, исключающими наличие даже малейших углов и выступов, за которые могла бы зацепиться паутина. С этой же целью расстояние между сооружениями никогда не должно было быть менее 10 метров, а входные двери открывались только внутрь и в закрытом положении сливались с поверхностью стены заподлицо. Радующие глаз газоны не имели углублений, чтобы не провоцировать появление студня. Существование деревьев, кустов, урн, лавочек и прочего категорически исключалось, так как на преобладающие высоты любит садиться соленоид. На самих газонах и тротуарах кое-где можно было увидеть ничем не примечательные участки местности, огороженные вешками ядовито-желтого цвета, при приближении к которым УИП начинал тревожно пищать. Катя покинула административный квартал и пошла по улице вдоль тянущихся мимо шайб. Так жители сателлита окрестили строения, накрывающие входы под землю, ввиду их цилиндрической формы. Спуск вниз, обнесенный мощными бетонными стенами, располагался в центре шайбы. Остальное ее пространство было оборудовано стоящими вдоль внешних витрин столиками и барной стойкой, вместе образовывающими небольшое кафе. На этом надземная инфраструктура сателлита заканчивалась. Попав под землю, человек оказывался в геометрически правильной сети катакомб, освещенных холодным свечением энергосберегающих ламп. Длинные коридоры тянулись через весь жилой квартал, пересекаясь под шайбами входов. По обе стороны каждого из таких тоннелей через рваные промежутки располагались входные двери, за которыми находились стандартные квартиры. Двухкомнатный каменный мешок площадью в 50 квадратных метров со всеми удобствами – неслыханная роскошь для ареала. Особенно остро эта роскошь ощущалась, когда приходила пора платить по счетам за водопотребление. Пройдя метров 100, она дошла до особенно крупной шайбы, возле которой стоял БТР и располагалось не менее 2 десятков вооруженных сотрудников службы безопасности. Внутри этой шайбы находился магазин. И потому сегодня стандартное кафе превратилось в избирательный участок.
Катя зашла внутрь и оказалась среди довольно плотного скопления людей. А вдоль прилавков и витрин стояли покупатели в далеких от цивильной одеждах, что мгновенно выдавало в них гостей города. У урн избирательного участка посетителей было значительно меньше. Почти все столики оказались заняты. Ей удалось отыскать один свободный недалеко от избирательной комиссии. Она взяла избирательный бюллетень, уселась на стул и принялась сосредоточенно изучать кандидатов. «Девушка, у вас не занято?» – раздался рядом знакомый голос. «Мне проголосовать надо срочно». «А еще так пить хочется, что аж переночевать негде». Катя посмотрела на усаживающегося напротив Влада, на время похода в сателлит, ставшего обладателем не очень ухоженной бороды и густых косматых бровей. Потрепанный камуфляж с уипом, далеким от последних моделей, делал его ничем не выделяющимся на фоне заполнивших магазин сталкеров. «Дяденька, вы кто вообще?» «Я, между прочим, ваш законный супруг», — напомнил Влад. «Память у вас девичья». «Точно мой?» — Кнопка с сомнением осматривала собеседника. «А чего страшный такой? Ты уверен, что я именно за тебя замуж выходила?» Я начинаю испытывать сомнения в собственной адекватности. «Это хороший знак». Водяной сделал очень серьезное лицо. «Значит, Кварц добросовестно подошел к созданию моего имиджа». «Как прошла встреча? Он сказал что-нибудь интересное?» «Он столько всего интересного сказал, что я даже не ожидала». Катя достала из кармана маленький диктофон и положила его на стул рядом со служебным и мобильным телефоном РАО. Тут полная запись разговора, больше часа. Есть над чем подумать. Когда мы идем на базу? Я прямо сейчас. Влад печально вздохнул. А ты после выброса, через 2 суток. Кварц не разрешил забрать тебя с собой. Я настаивал, но он уперся ни в какую. Говорит, что с твоей стороны это может выглядеть нелояльно по отношению к РАО. Вот так. Он прав. Катя черкнула ручкой в избирательном бюллетене. «Сегодня выборы, начальство на взводе, безопасники в мыле. Мне в такой момент уходить не стоит. Не лучший вариант. В юротделе и так работать некому. Надо подождать 2-3 дня. Как раз выброс пройдет, голоса подсчитают, весь этот балаган успокоится. Я возьму отгулы и спокойно уйду. Ты меня встретишь сразу за оборонительным валом, как раз там, где камеры видеонаблюдения еще цепляют, но лиц уже не разобрать. Все будет выглядеть как обычно, и никаких подозрений не возникнет. Что ж, мне ничего не остается, как подчиниться мнению большинства, философски изрек Водяной и обиженно добавил. Тем более тот факт, что я скучаю, никого не интересует. Очень даже интересует. Меня? Кнопка забрала мобильный телефон и вышла из-за стола. Я в этот раз выбью из начальства двойное количество отгулов. Думаю, они согласятся без проблем, на радостях от очередной непредсказуемой победы на выборах господина Крабского. Она взяла избирательный бюллетень и направилась к избирательной комиссии, на ходу извлекая из сумочки паспорт. Когда гражданский долг кнопкой был выполнен, за ее столиком было пусто. Лишь на месте диктофона лежал испорченный избирательный бюллетень. Кто-то нарисовал на нем смешного зверька в виде ушастого кролика с очень серьезным лицом и бивнями мамонта. Глава 12. «Здоров, Танюха!» Сизый стоял перед входом в ее землянку, тихо перешептывая с вооруженным человеком, мягко говоря, подозрительной наружности. «Давно не виделись!» «И еще столько же не видеться бы», — ответила Володина, бросая взгляд на вышку охраны. Пулеметчик смотрел в их сторону, и девушка направилась к офису Куска, демонстративно обходя Сизова и его компаньона, словно один из них был пнем, а другой — сидящим на нем соленоидом. «Чё-то тёлка понторезная не в тему», — негромко произнес собеседник Сизова. «Фуфло все это». «Подожди», — так же тихо ответил тот. «Я ее уломаю, надо просто побазарить по душам». «Таня!» Его голос зазвучал громче, и Володина услышала за спиной приближающиеся шаги. «Разговор есть серьезный. Я понимаю, ты на меня в обиде, дело прошлое. Признаю, я тогда косяк спорол. Но что теперь поделать? Что было, то было». Он поравнялся с ней и перешел на шаг. «Как твоя спина?»
«Нормально», — ответила Таня. «Кусок сейчас в отъезде, так что тебе, Кане, она там». Девушка ткнула рукой в сторону входа в офис Перекупа. «А я занята. У меня дела». «Я у нее уже был», — сообщил Сиза. «Она сказала с тобой перетереть. Если ты согласишься, то и она согласна». «Да погоди ты!» Он забежал перед ней и остановился. «Тема есть выгодная. Цвет в цвет для тебя. И долей не обижу, и кое-чем другим помогу. Не понти, Танюха, давай поговорим». «Мне деньги не нужны», — Володина равнодушно обошла сталкера и двинулась дальше. Теперь за их сценой следили уже оба пулеметчика. «Мне не хватает только двух вещей – покоя и одиночества». «А как насчет маляву передать в Москву?» – выложил козырь Сизы. «Из рук в руки, кому надо». Володина остановилась, обернулась к сталкеру и секунду пристально смотрела ему в глаза. «И как же ты это организуешь?» – она не скрывала иронии. «Сам слетаешь? Или передашь с оказией через кого-нибудь из совета директоров РАО? Они туда периодически ездят. У них даже на личных автобусах специальные почтовые ящики укреплены с надписью «Для писем». «Малява дойдет стопудово». Сиза подошел к ней ближе и понизил голос. «Ее курьеры повезут, что Златовласку за нейтралку трелюют. У тех, кто за нейтралкой товар забирает, зависимости нет. Притаранят твою маляву в Москву и отдадут лично в руки. Только скажи, кому передавать». «Наркоторговцы?» Татьяна брезгливо скривилась. «Сизы, скажи, в ареале есть хоть какая-то грязь, в которой ты не вымазался?» «Тебе малява нужна или нет?» Сталкер проигнорировал ее выпад и терпеливо ждал ответа. Володина тяжело вздохнула. Связываться с Сизым ей было противно, пусть даже требовалось не более чем постоять с ним на одном и том же квадратном километре, но возможность отправить в Москву письмо, которое гарантированно достигнет адресата, является редкой удачей. Упускать такое не стоит, и лучше выслушать его предложение. Тем более, что она всегда может отказаться. «Хорошо, давай поговорим», — согласилась она. «Пошли к Ане в офис, там и расскажешь». Сиза махнул рукой своему спутнику, и тот молча двинулся к воротам, покидая территорию магазина. Спустившись в офисный блиндаж, Татьяна посмотрела на Аню. Та тоже не испытывала радости видеть Сизова и даже не пыталась этого скрывать. Она не стала выходить из-за прилавка, лишь уселась на барный стул с высокой спинкой и обратилась к Володиной. «Он тебе уже рассказывал о своем гениальном плане? Нет? Ну так давай рассказывай, Сизый. И учти, чтоб никаких подстав, или я за твою голову награду повешу прямо вот здесь». Анна для убедительности постучала пальцем по висящей позади нее грифельной доске, на которой маркером был нанесен текущий курс Икса по отношению к основным товарам. «Не кипиши, все будет путем», — заявил сталкер. «Тема верная и простая. Я отвечаю. За окраиной Ухты, у самой желтой зоны, есть старая водонапорная башня. Ее там РАО наскоро собрала, еще когда последний поезд строила. Строительные бригады, которые растительность расчищали, водой снабжать. Когда строительство закончилось, ее разбирать не стали и переделали в мойку для техники, что из ареала выходило на ремонт и техобслуживание. Только вместо воды туда уже какую-то специальную смесь добавляли. Теперь там одни развалины, катаклизмом все раздолбало, но сама башня стоит. Пешком к ней не подойти, студень везде и паутины полно. Да еще и под самой башней, между опорами, кабаны нору отрыли здоровенную, аж башня слегонца покосилась. Но в цистерне, которая наверху башни стоит, ведет труба, 20 метров. Вот по ней пройти можно, она чистая. Раньше по этой трубе на башню и лазали, но потом там жернова появились, прямо под ней. Даже если ноги свесить, то размалывает на раз. Можно лишь поверху трубы пройти. Но тонкая она, всего 10 сантиметров диаметром, а у нас канатоходцев нету. Короче, теперь на башню не попасть. А там нычка, в ней осколки метеорита и еще какой-то товар. Забрать бы надо. Через 2 выброса башню
Желтая зона захавает, и тогда хрен знает, что там будет. «Да ты совсем офонарел, Сизый!» – накинулась на него Аня. «Хочешь, чтобы Танюха с этой трубы в жернова слетела? Это и есть твоя простая и верная тема. Ради какого-то барахла?» «Че бы она слетела?» – возмутился Сизый. «Для нее это как два пальца. На нефтепромысле она по сосне мчалась, как по проспекту, а тут даже скакать никуда не надо. Прошла 20 метров, забрала мешок с товаром и вернулась. Я фото могу показать, специально для нее замутили». «Танюха!» – Аня перевела взгляд на Володину. «Пошли его куда подальше с его фото. Да нафиг это надо? В Ухте переться. Там городские. Они отмороженные на всю башку, не дай бог поймают. Общаковские подвалы раем покажутся. А если оступишься на этой чертовой трубе? А если лопнет она? 10 сантиметров в диаметре? Да тебе, Сизый, не к нам, тебе в цирк к акробатам надо». «Ты так-то не гони», — оборвал ее сталкер. «Труба сотка, она прочная и десяток человек выдержит. Тонкая она, для прогулок базара нет, но Танюха пройти сможет». Он достал из кармана охотничьей куртки потертый цифровой фотоаппарат, ткнул пальцем в пару кнопок и протянул его Володиной. «Погляди, Тань, сама за себя и скажешь». Девушка взяла фотоаппарат и принялась разглядывать фотографии. Аня немедленно вылезла из-за стойки и встала рядом, заглядывая ей через плечо. Снимков было всего 3. Один сделали издалека. На нем хорошо виднелась возвышающаяся над невысокими развалинами покосившаяся конструкция из 5-метровых металлических свай, заканчивающихся площадкой, на которой была установлена крупная цистерна, густо покрытая ржавчиной. От основания цистерны параллельно земле уходила труба, по которой, судя по всему, когда-то и подавался залитый в нее раствор. Труба тянулась метров 20, где-то на середине имела пару тонких деревянных подпорок и заканчивалась чем-то вроде вентиля, направленного вертикально вниз. Второй снимок был сделан из-под вентиля, демонстрируя толщину трубы, уходящей к башне. На третьем снимке оказались сразу 2 трубы, причем обе были короткими и лежали на земле. Приглядевшись, Татьяна поняла, что трубой является только один из 2 предметов. Вторым оказался металлический электрический фонарь, уложенный рядом. «Это для сравнения», — пояснил Сизый и снял с пояса фонарь. «Во!» — сталкер протянул его Володиной. «Это он рядом с трубой лежит. Труба тоже сотка, такая же, как та, по которой идти». «Офигенно!» — тут же оценила Аня. «Труба фиг знает где над землей. И как Танюха на ней окажется? Хорошо подпрыгнет». Она скорчила тупую рожу и передразнила Сизова. «Это же для нее как 2 пальца. Или, может, взлетит?» «Мы стремянку подставим». Сталкер явно очень старался не психануть на Анькину болтовню. «Мы ее уже сколотили и зашкерили там недалеко. Подержим втроем, она по ней до трубы долезет». «Уже сколотили?» – не унималась Аня. «Под носом у городских. 5-метровую стремяночку. Ну надо же! Столько заморочек ради каких-то осколков метеорита. Грошовое барахло. Что-то ты темнишь. Нафиг эти осколки никому не сдались. Говори, что там в мешке. Самородки? Алмазы?» «Осколки там», – поморщился он. «И несколько метов. Нужны они нам и баста. Не твое дело. Короче, Танюха, пойдешь или как? Я тему нарисовал, слово за тобой». «Нет уж, постой!» Аня движением руки остановила собравшуюся заговорить Татьяну. «Ты нас чуть не продал в прошлый раз. Тоже в секрете все держал? Тебе веры нет, Сизый. Или говори, что в мешке, или никуда мы не пойдем». «А тебя никто и не зовет», — огрызнулся сталкер. «Ты там нахрен не обвалилась. Не к тебе базар». «О, размечтался», — восхитилась Анна. «Так я ее одну и отпущу с 3 козлами. Так, вали отсюда. Понятно все. Это он нам лейку в ухо пихает. Продать они тебя хотят, вот вся тема. Ступай домой, Сизый, а то охрану позову. Осколки, видите ли, ему жалко терять. Долго сочинял? Пушкин». Глаза сталкера нервно забегали от непроизносящей ни слова Володиной на Анну и обратно. На его небритой физиономии легко читалась растерянность.
Татьяна молча протянула ему фотоаппарат и направилась к выходу. Сизый обреченно вздохнул, словно решаясь на что-то такое, о чем потом ему придется не раз пожалеть. «Ладно, я скажу». Он нервно сплюнул на пол. «Осколки там, в мешке. 3 штуки. И 1 мед. 6-е чувство. Только лажа это. Что осколки, хлам и нахрен никому не нужны. Есть один человек. Если он человек. В желтой зоне живет. Он за осколки большую цену дает. Ему несу». «Водяной, что ли?» – иронично скривилась Анна. «Еще одна лейка. Водяной – это байка». «Ни хрена не байка», – отрезал Сизый. «Есть он. На самом деле есть. Каждый второй день нелетной погоды он приходит на край желтой зоны в одно и то же время и ждет покупателей. За обычных размеров осколок дает тонну питьевой воды. И 6-е чувство у водяного в цене. Но мы не за водой идем. Лекарство у него есть. Оттуда, из желтой зоны. Все лечит, кроме зуда. Рак у меня». Он скривился и кивнул, указывая глазами себе на пах. «Там. Вот и иду». «Офигеть!» – выдохнула Анна. «Кусок 100 раз говорил, что сказки все это. Все болтают. А как ни спроси, так дороги никто не знает, и чудо-таблетки показать никто не может». «Потому что дураков нет», – язвительно процедил Сизый. «Товара у водяного немного. Он оптом не торгует. А ценится его ништяки не слабо. Потому никто не хочет дорогу показывать, чтобы конкуренции меньше было. Тема слишком сладкая. Самые хитрожопые скупают у всех подряд товар, что водяному требуется, и сами к нему торговать ходят. Постоянные у него покупатели. Типа закрытый клуб. Так просто туда не попасть. Маслину можно запросто выхватить». «А ты, стало быть, попал», — определила Аня. «Интересно, как? Членский взнос, что ли, заплатил?» «Ты баблом ничего не смажешь», — фыркнул сталкер. «Водяной бабки не берет. Я дороги к нему не знаю. Должник у меня есть, он в желтую часто ходит и бывало водяного с караваном. Он и проведет». «Не боишься, что закрытый клуб тебе не обрадуется?» Анна смотрела на Сизова с недоверием, словно ожидала очередного подвоха. «Если этот водяной 1 день между выбросами торгует, к нему должна быть очередь. А вдруг не хватит тебе товара?» «Без очереди пройдем», — решительно заявил Сизый. «Объясним людям, что много скупать не будем. Возьмем медикаментов по паре штук каждого и все. Попросим, чтобы пропустили». «Ага, так они тебя и пропустят», — усмехнулась Анна. «На черта ты им сдался». «Меня нет». Сталкер отвел глаза и хмуро кивнул на Татьяну. «А вот ее пропустят. Там же только мужики. Она баба смазливая, сделает лицо жалостливое, попросит вежливо, вот и пропустит». «Япона-мама!» Она аж задохнулась от негодования. «Я задницей чувствовала, что тут без подстав не обойдется. С тобой по-другому не бывает. Сизый, ты ее собрался в желтую зону тащить? Да ты вообще офигел? Сам подохнуть решил и девчонку угробить». «Да чё бы мы гробились», — вспылил тот. «Проводник у нас опытный, по желтой ходит 5-й год. На поляне водяного он был, провести сможет. Там идти недалеко, водяной всегда у края желтой торгует. До поляны от водонапорной башни километр всего идти. Дойдем без проблем. Там главное все быстро замутить, выйти на поляну, забрать лекарства вперед всех и свалить, пока другие отовариваться будут. На торговых тропах грабить западло, но только с нее сойдешь, тут уж как мазь попрет. Поэтому налегке идем, чтобы зашкериться резко, если что». Он посмотрел на Володину. «Тема верная, я отвечаю. За час управимся, если дорогу не считать. Соглашайся, и малява твоя через 3 дня в Москве будет». «Не соглашайся, Танюха, даже не вздумай», – замахала руками Аня. «Это бред какой-то, переться в желтую зону. Туда ходят только те, кто аномалии чувствовать может, те, кому на тот свет не терпится. Там вляпаться можно на каждом шагу, УИПы не работают, аномалии двигаются. А потом еще и отморозков уголовных упрашивать, чтоб без очереди за редким товаром пустили.
В расход они вас пустят, а не за товаром. Прямо там, возле водяного этого. При водяном беспредела не бывает, перебил ее Сизый. От границы желтой зоны до его поляны никто не дернется. И туда, и обратно можно пройти даже одному, если умеешь. Что-то мне с трудом верится, съязвила Анна. С беспредельщиками в ареале дефицита нет. При водяном беспредела не бывает, твердо повторил сталкер. Все, кто с этим был не согласен, уже отдали Богу души. Водяного особ крышует. Их это барыга. Он бросил на женщину насмешливый взгляд. Про особ объяснить? Или это тоже байки? Что? Аня запнулась на полуслове. Особ? Да это же верная смерть. Они уже давно не люди вовсе. В желтой зоне живут, словно зомби, и убивают все, что шевелится. Танюха, не ходи. Да закрой ты пасть, не выдержал Сизый. Не к тебе базар, пусть сама решает. Мне все ясно, резко заявила Володина, прекращая вспыхнувшую ругань. Я пойду. Но у меня одно условие. Письма мы уж какими только способами не посылали, пока ничего не помогло. Может, твои наркоторговцы послания доставят, а может и нет. Гарантий никаких не видно. Поэтому я требую плату за работу. И передачу письма. И то, и другое. Иначе не пойду. Сколько ты хочешь? Сиза скривился. Могу 800 литров икса сюда загнать после. Нет, решительно прервала его Володина. У меня травма позвоночника. Иногда больно даже ходить. Я хочу получить препарат от этого загадочного торговца, если такой у него есть. Базара нет, обреченно вздохнул сталкер. Мне к водяному позарез надо. По рукам. Только я не знаю, что его ништяки лечат, а что нет. Слухи слышал, это да. Базар идет, что вообще все. Но я за других не отвечаю. Меня устраивает, легко согласилась Татьяна. Я сама у него спрошу, потому что сделку буду проводить я. Ее взгляд вонзился в глаза сталкера. Не волнуйся, я справлюсь. Все-таки для себя на этот раз буду стараться. Когда идем? После выброса, хмуро ответил Сиза. На второй день летной погоды, утром. Выходим, как только паутина пропадет. Риска больше, зато городских в лесу меньше. А нам еще Ухту огибать. «Я иду с тобой», — заявила ей Анна тоном, нетерпящим возражений. «Я тебя одну не отпущу». Глава 13. Кварц быстрым движением поддырнул под правое плечо медведя и нанес удар ножом снизу вверх, целя в печень. Лезвие еще не успело коснуться эмки, а майор уже сместился в сторону, одновременно встраивая свое предплечье в плоскость удара. Вооруженная рука Кварца соскользнула по нему за контур тела медведя, и здоровяк коротким ударом выбил из нее нож. Оружие кувыркнулось в воздухе и упало на красную резину земли. «Торопишься», — майор укоризненно покачал головой. «Я успеваю заметить твои намерения. Не игнорируй финты. Прямолинейным ударом можно запутать только необученного противника». «Я сделал финт», — хмуро буркнул контрразведчик, подбирая нож. «Но ты все равно увидел удар». «Потому что ты повторяешь распространенную ошибку», — объяснил медведь. «Когда выполняешь финт, ты смотришь мне в глаза. Это правильно. Но когда ты собираешься нанести настоящий удар, ты начинаешь смотреть в область удара. Зачем? Взгляд тебя выдает». «Чтобы не промахнуться», — хмыкнул Кварц. «Ты же постоянно вертишься вокруг меня». «Отрабатывай удержание цели периферийным зрением. Твои глаза должны работать на тебя, а не против». Медведь выхватил боевой нож. «Смотри. Сейчас я нанесу тебе 2 удара. В среднем темпе и без финтов. Попробуй заблокировать». Здоровяк взмахнул оружием, посылая руку с ножом Кварцу в грудь. Тот отразил удар, но следующая контратака медведя достигла цели. Клинок чиркнул по бронепластине, закрывающей контрразведчику горло, и майор испытующе поглядел на него. «Ну, в чем была твоя ошибка?» Здоровяк ловким движением вернул нож в ножны на разгрузке. «Ты меня запутал», — поморщился Кварц. «Первый раз ты бил туда, куда смотрел, в грудь.
Перед вторым ударом ты посмотрел мне в живот, а ударил в шею. Я не успел среагировать. «Это не я тебя запутал, это ты позволил мне запутать себя», – поправил его медведь. «Ты слишком надеешься на глаза, причем как на свои, так и на мои. Я этим воспользовался. Хороший спец себе взглядом не выдаст, а вот противника запутает. Будем тренироваться», – подытожил он, «пока не начнешь работать периферийкой. Тебе с ножом на «ты» надо быть, раз посещаешь храм поклонников зеленого змея». «Я не пью», – огрызнулся контрразведчик. «Сколько раз говорить? Кабак – одно из лучших мест для сбора информации. Там не только спиртное рекой льется, но и болтовня. Каждый такой поход очень продуктивен. Но часто их устраивать нежелательно, чтобы не примелькаться». «Давай еще пару атак», – велел здоровяк. «Бить будешь по-прежнему в печень, но через финт в горло. И раздергивай внимание противника левой рукой, как учил. Когда поделишься результатами аналитики-то?» «Завтра». Кварц приготовился к атаке. Тут нужно еще поразмыслить. Разговор Кнопки с Волконским оказался довольно любопытен. Есть одна идея, но ее необходимо обдумать тщательнее. Он бросился в атаку, работая ножом, и медведь взорвался бурей движений, уходя от ударов. «Медведь, ответь шороху!» Шипение рации прервало поединок. «Медведь, шороху!» «На связи!» – ответил медведь, оглядываясь на задние базы, оставшиеся в полусотни метров позади. Дежуривший на наблюдательном посту капкан сливался с маскировочной сетью, растянутой над крышей, и никаких сигналов не подавал. А значит, явной опасности с их стороны нет. Но шорох сейчас находится по другую сторону базы, проводит стрелковую тренировку по ведению огня из бесшумного оружия с водяным и расом. А это еще 200 метров в сторону эпицентра. «Слышу стрельбу». Эфир вновь зашипел. «Не меньше 10 стволов. Бой идет северо-восточнее, смещается в нашу сторону. Как принял меня?» «Принял. Иду к тебе». Медведь подхватил стоящий на сушках печенек и бросил взгляд на контрразведчика. «Возвращайся на базу, к капкану на усиление. Базальту ждать команды». Майор бросил взгляд на УИП и двинулся к стрельбищу. До огневого рубежа он добрался спустя 6 минут. К тому времени беспорядочная стрельба звучала где-то совсем недалеко. Шорох залег за кустом на небольшом холме, где обычно находился наблюдатель, следивший в бинокль за качеством попаданий тренирующихся стрелков. Раз занял позицию прямо на огневом рубеже. Водяной обнаружился в 5 метрах левее, в самом центре, под завязку набитой аномалиями груды развалин. Как он туда залез, понять было решительно невозможно. Место, где находился Байкал, чья очередь сегодня прикрывать тренировку, медведь заметить не смог и не стал тратить время впустую. Отыскать замаскировавшегося Байкала можно не суметь и за полдня, проще воспользоваться рацией. Медведь уже хотел выйти в эфир, как вдруг что-то неуловимо изменилось, и он четко ощутил присутствие человека в полукилометре от себя. «Видал?» – риторически произнес в эфире Шорох. «3-й раз уже. Видать, совсем дело дрянь, раз они 6-е чувство применяют. Похоже, зомби их гонят. Скоро на нас выйдут, если доживут». «Подождем», – решил медведь. «Он нас видел и знает, что мы люди. Если рискнут сюда повернуть, поможем, чем сможем». Перехватив пулемет одной рукой, майор извлек из-под сумка несколько гильз и, сверяясь с УИПом, принялся осторожно обходить пригорок Шороха справа, отыскивая подходящее для пулеметной позиции место. В десятке шагов обнаружилось несколько кустов ленточника, возле которых УИП не показывал опасности. Это хорошо, оптимальный вариант. Залечь можно и неподалеку от аномалии, но если та вдруг решит двинуться в твою сторону, в горячке боя рискуешь не понять, что писк УИПа усилился. А 2-метровый радиус действия прибора оставляет слишком мало времени для реакции. И под пулями особо не побегаешь. Так что когда УИП молчит, да еще и возле кустов, это не самый плохой вариант. Лучше, чем принять бой на открытом месте. Медведь поставил печенек на сошки, загерметизировал шлем-сферу и приготовился к ведению огня. Ждать долго не пришлось. Спустя минуту неизвестный вновь применил 6-е чувство
обнаруживая себя у кромки леса в 300 метрах северо-восточнее пригорка Шороха, и секунд через 30 на опушке замелькали человеческие силуэты. 4 сталкеров безуспешно пытались уйти от погони, состоящей из едва ли не полусотни вооруженных зомби. Один из людей хромал, второй сильно подволакивал ногу, опираясь на автомат, как на клюку. Оба неуклюже отстреливались, пока их товарищи разбрасывали гильзы, отыскивая дорогу. Даже с такого расстояния было хорошо заметно, что сил у беглецов почти не осталось. Идущие за ними зомби двигались неторопливо, не желая бессмысленно подставляться под пули, и медленно нагоняли своих жертв. «Не уйдут», — определил медведь. «Вымотались сильно. Или вляпаются от усталости, или зомби догонят. Внимание всем! Отрезаем противника от сталкеров. Если гражданские пойдут на сближение, себя без моей команды не демаскировать. Огонь!» Пулемет майора выпустил длинную очередь, накрывая свинцом основную группу зомби, и несколько молчаливых человеческих фигур рухнули в сине-желтую пупырчатую траву, сбитые с ног. Пораженные пулями силуэты немедленно поднимались и, пригибаясь, рассредотачивались между кустов, стремясь выйти из-под огня. Штук 30 зомби залегли и открыли ответный огонь. Остальные продолжили преследование, несмотря на сбивающие с ног пули. Ближайший к сталкерам силуэт вздрогнул и бесформенным кулем рухнул. Спустя 2 секунды упал второй, затем третий. «Больше никого не достану», — голос Байкала был, как всегда, невозмутим. «Они выходят из зоны моей видимости». Медведь перенес огонь на группу преследования и принялся короткими быстрыми очередями срезать гонящихся за сталкерами врагов. Несколько сбитых с ног зомби остались неподвижно лежать на земле, остальные залегли среди низкорослых зарослей бритвенной удушайки и открыли стрельбу по пулеметной позиции. Противник пристрелялся быстро, и через минуту вокруг медведя заплясали земляные фонтанчики, вырывая из покрытой желтой пылью поверхности красные комья. Плотность вражеского огня возрастала, и майор прекратил огонь. Он замер, сливаясь с кустом, и осторожно всмотрелся в позиции противника. Пусть решат, что пулемет подавлен. Остальные его бойцы вооружены бесшумным оружием и невидимками. На таком расстоянии их позиции обнаружить будет непросто, даже для зомби. Избавившись от пулеметного огня, зомби неторопливо поднялись в полный рост и пошли в атаку. То один, то другой солдат противника спотыкался или падал, получив пулю, но сразу же вставал и продолжал движение. Нанести врагу серьезный ущерб не удавалось. Дистанция в 300 метров – это почти предел для вала. Прицеливание в голову затруднено, а у раса с водяным вместо дыроколов заряжены обычные патроны СП-5. Вскоре командир зомби поймет, что без пулемета особой угрозы люди не представляют, и продолжит преследовать свои жертвы. Они вцепились в этих сталкеров из-за метов и теперь не отстанут. Медведь взял на прицел высунувшуюся из кустов голову и дал короткую очередь. Голова резко и неестественно дернулась, и зомби осел на землю. Этот отвоевался. Майор успел произвести несколько очередей, и на его позицию вновь обрушился град пуль. Противник мгновенно сосредоточил огонь на пулеметчике. В плечо Эмки ударила пуля, затем вторая, и стало ясно, что его куст больше не является укрытием. Медведь попытался переползти левее, как вдруг зомби прекратили огонь и быстрыми перебежками начали скрываться в лесу. «Медведь к капкану!» – раздался в эфире голос часового на крыше базы. «Фантик скрипит и к ногам жмется. Похоже, выброс надвигается. Повторяю, скоро выброс, как принято». «Принято», – подтвердил медведь. «Вот почему зомби отошли. Укрытие ищут. Шорох, сталкеров видишь? Что с ними?» «Уходят на запад». Шорох поднес к лицевому щитку шлем сферы бинокль. «Похоже, решили, что зомби отвлеклись на нас. Я их почти не вижу, кусты мешают». «Зря они на нас не пошли», – негромко прозвучал голос раса. Он издал короткий грустный вздох. «В той стороне спрятаться негде. Не дойдут до зеленой за полчаса. Накроет их выбросом». «Зачем они вообще пошли в желтую зону?» – удивился Водяной. «Сегодня 6-й день, выброс может начаться в любую минуту. Для чего было так рисковать?» «Вчера они в желтую ушли», – невесело объяснил Рас.
Выборы были, распродажи всякие. Они рассчитывали, что много кто двинет в сателлит и на нейтралку. Хотели воспользоваться тем, что в зеленой будет мало народу, а в желтой и вовсе пусто. Видать, точно знали, куда шли. Не повезло им, на зомбаков наткнулись. Похоже, всю ночь от них уходили. Теперь радуются, что оторвались, думают, повезло, живыми вернемся. И не знают, бедняги, что выброс готовится. «Что же они в нашу сторону не пошли, бедняги эти?» — хмыкнул Шорох. «Мы очень доходчиво продемонстрировали свое дружелюбие. Может быть, это уголовники? Грешки за собой чувствуют, вот и поспешили ноги унести, по добру, по здорову. Бедняги в ареале — большая редкость». «Неприки это были», — вздохнул молодой сталкер. «На северо-запад они ушли. Там икса почти нет, нефтяные пятна очень бедные. Только неприки в тех местах и живут. Боятся они людей из-за своих». Он слегка запнулся. «Детей. Потому и не рискнули к нам идти. И в желтую поэтому пошли вчера, когда нет никого. Планировали добыть товар, спокойно добраться до магазина и заработать денег». «Шорох, видишь противника?» Медведь достал бинокль и вгляделся в лесную опушку. «Нет», — ответил залегший на пригорке боец. «Ушли вглубь леса. Несколько трупов не забрали». «Эх, жаль, выброс скоро», — огорчился Раз. «Осмотреть бы их. У зомбаков с собой всегда что-нибудь интересное есть. Может, мы с Водяным сбегаем, досмотрим? Мы быстро». «До выброса минут 20, судя по фантику», — зашипел в эфире голос Капкана. «Но через 10 минут базу накроет токсик, и до начала выброса он не уйдет. Вспомни график». «Блин, жаль», — повторил Раз. «За 10 минут можем не успеть, рискованно слишком». «Тогда возвращаемся на базу». Медведь поднялся и подобрал печенек. «И вообще, Раз, Водяному пить пора, а ты его собрался к трупам тащить. Не стыдно?» «А что я?» — попытался отбиться молодой сталкер. «У него с собой фляга на целый литр». «Нет, Раз», — бесстрастно рассуждал Медведь, выходя в пригорку Шороха. «Ты только представь. В столовой, в холодильнике вот уже второй час стоят 20 литров воды. Айболит поставил, чтобы остывало. На всякий случай, сам понимаешь, выброс ждем, мало ли что может случиться. Снова генератор сгорит или холодильник сломается. Я когда уходил, выпил стаканчик. Холодная, аж кружка запотевает. Очень освежает. Но электричество пора отключать, да, Капкан?» «Пора», — немедленно согласился часовой. «Рисковать нельзя, уже иду в генераторную». «Давайте и правда на базу пойдем», — Водяной заторопился из своих развалин наружу. «А то скоро токсик вернется, потом выброс, надо еще герметичность проверить». Народ, тихо хихикая, двинулся к базе вслед за торопливо шагающим Водяным. К выбросу подготовились быстро, привычно проведя герметизацию помещений и обесточивание оборудования. Вместо электрического освещения зажгли укрепленные на стенах керосинки и переделанные в светильники гильзы от КПВТ, после чего весь личный состав особ собрался в столовой. Жалобно скрипящий фантик, убедившись, что все в безопасности, а база надежно защищена, перестал нервничать, распушил чешуйки, немного попыхтел, после чего с предельно сосредоточенным видом направился в комнату Водяного, где залез под Кнопкину подушку и залег в спячку. «Уснул», — сообщил Влад, возвращаясь в столовую. «Значит, через полминуты начнется». «Капкан, вам удалось засечь время, когда Фантик начал проявлять беспокойство?» Профессор Николаева посмотрела на бойца, извлекая из кармана лабораторного халата блокнот и карандаш. «Удалось», — ответил тот. «Было 15:43 и 13 секунд ровно. Я специально обратил внимание, как вы просили». «Спасибо», — профессор провела в уме расчет. «Итого 27 минут, как всегда». У него очень мощное предчувствие. Наблюдения показывают, что не все звери чувствуют приближение выброса одинаково. Птицы улетают за минуту-полторы до начала. Волки уходят немногим раньше. Осьминог, что живет в развалинах напротив, забирается в логово и вовсе за считанные секунды. «Зомби сегодня вышли из боя почти одновременно с сигналом Фантика», — вспомнил Медведь. «Любопытно», — оценила Николаева. «Интересно, каждый участник псиполя ощущает приближение выброса по-своему,
Или же скорость реакции зависит от удаленности субъекта от своего убежища? Она замолчала. Что-то свинцово-серое начало незримо разливаться в воздухе, заставляя краски блекнуть, словно окружающий мир превращался в старое черно-белое кино, и мозг тихо засверлило ленивой зудящей болью. Знакомый хлопок, ставший уже частью повседневной жизни базы, возвестил о перегорании обмоток электрогенератора, и научная команда привычно заспешила к выходу из столовой. Сейчас ученые убедятся в том, что обе вакуумные пары работают стабильно, после чего займутся сгоревшим электрогенератором. За крайние полгода добрая половина склада базы превратилась в хранилище запасных обмоток, которые скупали и собирали где только можно. Гибель генератора в момент выброса по-прежнему оставалась единственным способом встроить вакуумники во взаимодействие энергоструктур этого самого выброса. И поэтому было решено не экономить и запасаться обмотками впрок, пока удается, дабы потом в случае чего не кусать локти от досады. Словом, научной группе сейчас есть чем заняться, чего не скажешь об остальных. «Ненавижу эту дрянь». Медведь поморщился, потирая пальцами виски. «Пойду, последую примеру Фантика. Я бы сейчас не отказался залезть под подушку. Жаль, маловато она у меня». Он попрощался и направился в свою комнату. Тихая, противная боль, монотонно давящая на мозги, только во сне ощущалась минимально, и у медведя уже выработался четкий рефлекс. С началом выброса хотелось спать. А забравшись в спальный мешок, майор накрыл голову подушкой и заснул. Стены вокруг него растворились, здание базы растаяло, и он понял, что лежит в спальнике посреди поросшей синюшной травой красной почвы. Где-то вдалеке виднелась синяя стена леса, словно обсыпанная желтой мукой, из-за деревьев которого внезапно появился собачий силуэт. Огромная угольно-черная лайка размером с носорога неслышно ступала мощными, словно слоновьи ноги, лапами и мягко и плавно скользя через рваные облака желтого пуха, двигалась точно в его сторону. Инстинкт самосохранения обжег сонные нервы, подобно электрическому разряду, и медведь одним движением выбросил свое тело из спального мешка. Он торопливо заозирался в поисках печенега, но пулемета рядом не оказалось, и майор бросился бежать, но тут же замер как вкопанный, увидев перед собой громаду гниц. Ослепительно белая высотка стояла посреди пустынной сине-желтой равнины, верхними этажами упираясь в мутно-зеленое небо, и угрожающе разглядывала человека пустыми глазницами окон, зияющими чернотой провалов. Полсотни вооруженных зомби, стоящих возле крыльца нейтрального входа, не сводили с майора пылающих ненавистью желтых глаз, лишенных зрачков. Командующий ими офицер ткнул в сторону медведя рукой и отдал короткую команду, отправляя в атаку. Зомби бросились на майора, и здоровяк схватился за оружие. Оружия не было. Куда-то пропало все, вплоть до ножа, и медведь рванулся прочь, изо всех сил пытаясь бежать как можно быстрее. Но поросшее облепленными синей ватой кустарником поле оказалось напичкано аномалиями. Уип надрывался сигналами опасности. Ставшие вдруг видимыми аномалии зловещими гнилыми пятнами появлялись со всех сторон и бросались на медведя. Майор пытался на бегу отпрыгивать от них, проходить под ними перекатом, огибать слишком широкие, но аномалий становилось все больше. Ему удалось обогнуть особенно крупную воронку, и он упал на четвереньки, стремясь во что бы то ни стало остановиться как можно скорее. Прямо перед ним стоял фронтовик. Жесткий взгляд, словно пара синих лазерных лучей, прожег медведя насквозь. Он вскочил и заметался, пытаясь понять, куда еще можно бежать. Незакрытой для бегства оставалась лишь бескрайняя резиново-красная равнина, обметанная желтой пылью, уходящая за горизонт, и майор бросился туда, ощущая за спиной топот ног зомби, зловещее дыхание собаки и тихий щелчок затвора ППШ. От скоростного бега на пределе сил сердце заходилось гулким дробным стуком, легкие разрывались, мышцы ног наливались свинцовой тяжестью. Внезапно он понял, что почва стала липкой,
и ступни едва отрываются от нее, и бег не быстрее шага, а воздух вокруг уже сереет, принимая тяжелый свинцовый оттенок. «Выброс! 26 секунд!» – истошно заорала рация, которой секунду назад не было, голосом капкана. В эфире послышался шелест сминаемой фольги и короткий хруст, словно кто-то разломил пополам шоколадную плитку, и Шорох, довольно жуя, добавил: «Кто не успел, тот опоздал». «Медведь!» – раздался позади голос Раса, и майор на бегу оглянулся. Молодой сталкер выглядывал из окна гниц на 3-м этаже. «В той стороне укрыться негде, я там бывал. Вам не успеть, вас накроет выбросом. Вы же не знали, что он приближается». Он держал в руках фантика и красноречиво поглаживал ему топорщащиеся на затылке чешуйки. «Не добежать вам, извините». В следующий миг свинцовая серость воздуха с огромной скоростью рванулась медведю прямо в лицо, и майор подскочил на полу, отшвыривая закрывающую голову подушку куда-то вверх. Подушка врезалась в стену над столом, упала вниз и столкнула на пол стоящую на столе рацию. Медведь рванулся к ней из спальника, растягиваясь на полу, и едва успел подхватить радиостанцию у самой поверхности. Несколько мгновений он задумчиво смотрел на нее, щелкая тангентой выхода в эфир, абсолютно бесполезной во время выброса, после чего встал, обулся и вышел из комнаты. «Кварц, видишь?» – здоровяк постучал в кабинет контрразведчика. «Поговорить надо». «Заходи», – откликнулся тот. Контрразведчик сидел за письменным столом, обложившись ворохом исписанных бумаг, и сосредоточенно рассматривал начертанную карандашом схему, нанесенную на лист ватмана. Масса заполненных надписями кружочков, квадратиков и прямоугольников, соединенных между собой стрелками-указателями, ведущими в разные стороны, была нанесена на наскоро набросанную от руки карту ареала. Кварц задумчиво водил по схеме карандашом, время от времени делая какие-то пометки и перебирая лежащие вокруг документы. «План захвата мира», — медведь кивнул на карту. «Ваше императорское величество, не изволите ли испробовать таблеточек от жадности-с, да побольше?» «Таблеточки водяному предложи», — буркнул Кварц. «Только пусть обязательно запьет. Или сам прими, но тебе их лучше заесть». Он отложил карандаш и потер руками лицо. «Ненавижу выброс. И без того голова кругом идет, а то еще эта гадость мозги высверливает». «У нас намечаются проблемы?» Здоровяк опустился на свободный стул. «Твои успехи в черчении меня настораживают». «Меня тоже». Контрразведчик недовольно поморщился. «Я уже всю голову изломал, но никак не могу вычислить, кто же наши тайные недоброжелатели. Раньше я склонялся к мысли, что это люди Белова стремятся избавиться от всех, кто знает хоть что-нибудь об операции «Дезинфекция». Но анализ показывает, что это не они. С тех пор, как мы обосновались в желтой зоне, раунами практически не интересуется. Белова устраивает, что мы далеко, и даже в зеленую зону выходим редко. От нас нет угрозы. Сидя в желтой зоне, мы не раскроем миру глаза на приключения совета директоров РАО. Для них это главное. Вот уже полгода, как служба безопасности РАО даже плакатики не обновляет, на которых указано вознаграждение за нашу поимку или уничтожение. Все знают, да и ладно. Зато про нас теперь идет новый слух. Мы то ли стали зомби, то ли стали почти зомби, то ли почти стали зомби. Кому как нравится. То есть нас все сильнее записывают страшилки. И те, кто живет в секторах РАО и прочих прилегающих нейтралки более-менее спокойных местах, к этому понемногу привыкают. А ведь таких большинство. Вскоре все, что связано с нами, будет восприниматься как фольклор завсегдатаев кабаков. А на Большой Земле и подавно. Белов выбрал эффективную стратегию – превратить нас в байку, от которой можно ожидать чего-то жуткого и мистического, но никак не серьезной фактологии. Добиться этого проще, чем найти нас и уничтожить. Да и теперь у тандема Белов-Лозинский другие заботы. Бравые потрошители бюджетов решили не останавливаться на достигнутом и теперь создают альянс с другими группировками, пытаются подмять их под себя.
У них появились рычаги влияния, нахмурился Медведь. Раньше они за границы секторов РАО вылезти не могли. Что-то изменилось? Изменилось, подтвердил Кварц. Рычагов не появилось, зато появился восхитительный наркотик, который они дают лидерам других группировок. Похоже, он вызывает стопроцентную зависимость. Зависимость от снятия зависимости. Слухами земля полнится, причем очень сильно. Лозинский с Беловым дали кому-то из конкурентов доступ в клинику Кугельштайна? Удивился здоровяк. Как они решились на такую потерю контроля? Наоборот, контрразведчик покачал головой. Все продумано. Некий фонд называется «Неравнодушный», который борется за права зависимых, а заодно и прочих тяжелобольных. Рак, диабет, СПИД и прочее. Недавно закупил у клиники Кугельштайна оборудование и теперь производит сыворотку. Она гораздо хуже по качеству. Дает вдвое меньше время нахождения без зависимости и вдвое больший период нейрохимической стабилизации. Но это не важно. Главное, что она стоит на $1 миллион дешевле, и за инъекцией надо ехать в Москву, а не в Цюрих. Белов с Лозинским не стали препятствовать неравнодушным, и это внушает неопределенные подозрения. Клиника неравнодушных уже приняла первых пациентов. Ими оказались лидеры наемников и нефтяников. По странному стечению обстоятельств, в это же время нефтяники продлили контракт с РАО на поставку Икса из Каджирома и начали освоение по меньшей мере 3 крупных нефтяных пятен в рамках этого же соглашения. И у них откуда-то появилась новая строительная техника. Официальная версия – выкопали из развалин нефтеперерабатывающего завода. Медведь иронически усмехнулся, и Кварц согласно кивнул. Вот и я того же мнения. Дальше еще интереснее, продолжил он. В военном плане нефтяники не сильны, поэтому заключили ради всего этого контракты на охрану с наемниками. Те согласились на неожиданно выгодных условиях. Наверное, на радостях от того, что за 4 прошедших месяца чудесным образом отыскали 2 вертолета Ми-8, разумеется, тоже в развалинах. И обзавелись почти десятком БТР. И почти не нападают на сателлитовских. Точнее, не нападают вообще. Исключение – частные контракты. Их запретить не может никто. На частных контрактах наемники возникли как сила, это их цементирующий фактор. Но на уровне руководства все ровно. На данный момент сателлит, наемники и нефтяники заключили 3-стороннее перемирие. Более того, РАО «Печора» в нейтральной зоне ведет строительные работы сразу в 2 поселках, который ареал полностью поглотит в ближайший месяц. Поговаривают, что их срочно готовят к подземной жизни для продажи неким перекупом за большие деньги. Но есть и другое мнение, гласящее, что поселки эти окажутся у наемников и нефтяников, каждому по одному. РАО они не нужны, и у них сателлит на треть пустой стоит. Да и оборонять лишние объекты нечем. «Для чего это Лозинскому с Беловым?» – нахмурился Медведь. «Зачем усиливать конкурентов?» «Очень просто», – ответил Кварц. «Если бунт невозможно подавить, его надо возглавить. Создается альянс, лидеры которого полностью на твоей стороне. Они заинтересованы в получении сыворотки, чтобы хоть иногда пожить человеческой жизнью, а не так, как в Ареале. Деньги-то у них теперь есть. Более того, если дружить с РАО, то это открывает дополнительные перспективы. Тебе помогут техникой, выроют поселок другой, не будут арестовывать прямо в клинике. А куда ты из нее денешься в момент операции? Опять же, на твое величие и власть никто не посягает. Будь лидером своей группировки, как был. Только Икс добывай активнее и прислушивайся к полезным советам. Твой авторитет даже вырастет. Ведь ты сумел обеспечить людей поселком. Пусть места там немного, но потом можно построить еще. Ареал-то расширяется. И никаких проблем с простыми людьми. Массовые инъекции для электората недоступны. $2 миллиона и разрешение на пересечение нейтральной полосы есть далеко не у каждого. Жизнь в Ареале стоит дорого. Сдал нефти на 100 тысяч зеленых, купил воды, еды, патронов, так еще и должен остался. Да и полтергейст никто не отменял. На большой земле зависимых больше любить не стали. Все под контролем, Коля. Интересно,
Медведь посмотрел на карту контрразведчика. Если я правильно понимаю, тандем стремится отрезать от нейтралки неугодных. Дружественные группировки получают поддержку, поселки в наименее опасных районах зеленой, и сателлит перестает быть для всех врагом номер один. Уголовники начинают видеть усиление других группировок, а вольные получают прямой намек на то, где в ареале жить хорошо. Тандему нужны рабочие руки. Не забывай, что уголовников теснит желтая зона. Кварц постучал карандашом по карте. И Ухта, и Сосногорск уже частично поглощены. Рано или поздно желтая выдавит оттуда всех. Куда зэкам деваться? Двигаться к периферии. А там все теплые места заняты, как жилые, так и нефтяные. И общаковским, и городским придется либо договариваться с РАУ на условиях тандема, либо воевать со всеми сразу. А это им не по зубам. Уголовники народец трусливые и подлые. В спину ножом ударить могут, толпой расстрелять пару-другой человеком запросто, грабеж, рэкет и так далее, но открытой войны они не переживут. Нет у них ни техники, ни подготовки, ни желания. Они одинаково не любят ни воевать, ни работать. Общаковские промышляют златовлаской и торговлей женщинами. Городские являются пристанищем для уголовников, которых по тем или иным причинам не устраивает рашпиль. Да и златовласки у них хватает. И те, и другие живут рэкетом сталкеров и старателей. В их районах находятся самые богатые нефтяные пятна, плюс Тебук с Ярегой. А это Икс и караваны вольных и непров, идущих за ним. Теперь представь, где будет через год или два граница желтой зоны, и сделай выводы о будущем зэков. Если за это время альянс окрепнет, майор прикинул в уме несложную диспозицию, то к тому моменту уголовники рискуют остаться неудел. Их территория будет поглощена желтой, все остальное уже занято участниками альянса. Обжитой хорошо обороняется. Конечно, новые нефтяные пятна в реале образовываются постоянно, и с голоду они не умрут. Но ведь есть еще выбросы. Такой толпе нужно где-то жить. Придется рыть норы внутри сети анклавов Альянса, то есть существовать в окружении и без сколь-нибудь серьезной конспирации. Вывод – Альянс их быстро раздавит. Полностью, конечно, не уничтожит, но зэки перестанут быть серьезной силой и станут тем, что они есть на большой земле, нелегальным сообществом, с которым можно будет не считаться. Как говорится, главное, у кого ружье. «Вот именно», – подтвердил контрразведчик. «Господа Лозинский и Белов выстраивают в ареале государство в государстве. Несколько центров силы, конкурирующих друг с другом в рамках установленных важными дяденьками правил. Я уверен, что и зэками они займутся до определенной степени. Не дадут несчастным сгинуть полностью. Государству нужен громоотвод, те, кто производит златовласку, тащат сюда рабынь и рабов, словом, те, кого будут ругать добропорядочные граждане, и на кого можно вешать всех собак и напускать всякие очень эффективные контртеррористические операции. Иначе зажравшиеся от спокойной жизни людишки начнут задумываться о том, почему вокруг все так плохо, и задавать нервные вопросы правительству РАО. Опять же, если зэков не станет, кто будет страшилкой для вольных? Их ведь уже 5000 стало, Златовласка дает о себе знать. В идеале вольных быть вообще не должно. Все идут на работу в РАО, к наемникам или нефтяникам, и дружно делают все ради увеличения добычи нефти тип X, являющейся главным стратегическим ресурсом страны. «Страны Ареал», — усмехнулся Медведь. «А то если так пойдет дальше, Лозинскому с Беловым придется создавать на базе каждого из группировок политические партии и проводить собственные выборы, скажем, 84-й субъект Российской Федерации Ареал. Или в 9-й федеральный округ Ареал. Это уж на что у них энергии хватит. Я не удивлюсь, если конечная цель тандема именно такова». Кварц презрительно скривился. «Хоть до этого еще очень далеко, но не исключено, что господа чиновники готовят для себя королевство. Сыворотка Кугельштайна с каждой инъекцией действует все меньше. Настанет день, когда она ничем не сможет помочь нашим мудрым руководителям.
Ты же не считаешь, что они совершенно не думают об этом? Хочешь сказать, что на излечение от зависимости поставили крест? Медведь посмотрел на Кварца. Тандем использует оставшееся у них время в своих целях и не более того. Ну нет, конечно, покачал головой контрразведчик. Исследования в этой области ведутся и будут вестись, ведь в этом заинтересован чуть ли не весь мир. Если зуд будет побежден, то ареаловский пирог вновь будет можно делить всем, кому как повезет. То есть государство сможет вернуться к прежней схеме, существовавшей до катаклизма. Это вообще всех устраивает, особенно Запад, лишившийся возможности совать сюда свой нос. Сейчас зуд защищает границы ареала лучше любой нейтралки, ВВ, ФСБ и Уголовного кодекса вместе взятых. Но если зависимость победить не удастся, никто сильно не расстроится. По крайней мере, до тех пор, пока X будет исправно поступать из ареала на Большую Землю. Чтобы тут не устроил тандем, за нейтралкой на это закроют глаза. Это доказывается тем фактом, что борьбой с зависимостью занимаются в Москве, Питере, Лондоне, Цюрихе и так далее, только не здесь. Местный ЦАП по большей части фикция. Я тщательно проанализировал всю информацию, которую удалось собрать, и особенно данные, добытые кнопкой. Серьезных специалистов ЦАП нет. Те двое, что остались от ГНИЦ, доктора наук Волконский и Митин, были назначены на высшие руководящие должности ЦАП и погрязли в бумажной канцелярской возне. Времени вести серьезные исследования у них фактически не остается. Волконский об этом упоминает неоднократно и с большим сожалением. Остальные сотрудники центра брошены на повышение эффективности добычи Икса и всего того, что с этим связано. Никто не изучает ареал так, как это делали в ГНИЦ. Программы исследования флоры и фауны нет вообще. Отделение, занимающееся изучением выбросов, сокращено до размеров смешных даже по меркам ЦАП. Более-менее активно развивается лишь направление исследования аномалий. Да и там изыскание в основном сводится к улучшению способов их обнаружения. Основных направлений у центра всего два – нефть и оборонка. «Подожди», – нахмурился Медведь. «Они же заявляли, что у них целый отдел занимается здравоохранением или что-то в этом духе. Зуд изучают, медикаменты против токсинов и ядов мутантов разрабатывают, ищут способы прекратить мутацию эмбрионов у беременных женщин. На эту тему много шума было, когда впервые обезьянки рождаться начали». «Отдел есть», – согласился Кварц. «Очень впечатляюще выглядит. Диагностические приборы, компьютеры, медицинская техника всех мастей. Только заниматься исследованием в нем некому. Несколько фельдшеров и 2 врача, все бывшие МЧСники, попавшие под первый после катаклизма выброс. Они добросовестно пытаются изучить новую для себя область медицины, но это очень далеко от серьезных исследований. В итоге РАО громко заявляет о суровой и упорной борьбе за судьбы еще нерожденных детей, но в действительности работа отдела сводится к успокоению полуживых от ужаса беременных женщин путем изображения кипучей деятельности. А медикаментами и вовсе занимаются в Москве. Отсюда туда возят образцы зараженной крови, ядов, токсинов и прочего, что достают штатные сталкеры из поискового отдела. Там с этим пытаются работать, после чего результаты присылают сюда, вместе с заказами на новые образцы и инструкциями на тему, что делать дальше. Вот тебе, если вкратце, и вся деятельность ЦАП. К слову сказать, медикаменты нашей научной группы ценятся настолько, что никто их в РАО не перепродает. Кому повезло купить, предпочитают приберечь их для себя, либо берут под заказ для проверенных людей. Волконский мечтает получить хотя бы один образец, вот уже полгода. Но никто не приносит, хотя за это обещаны немалые деньги. И потому в ЦАП наши препараты считаются очередной сталкерской байкой. «Исходя из всего услышанного, у меня возникают 2 вывода», – подытожил майор. «Тандем занят глобальными проблемами вселенского масштаба, ему плевать на людей вообще и на нас в частности. Тут возникает вопрос,
Кто же тогда наши добрые друзья, что нас так обожают? С момента крайней провокации на сделке с Водяным прошло больше 4 месяцев. По идее, за этот срок мы должны были расслабиться. Так что самое время готовиться к новым сюрпризам. Согласен. Контрразведчик устало потер сверлящие тихой болью виски. Скоро они дадут о себе знать, это как к гадалке не ходи, позвоночником чувствую. Но вот откуда ждать, никак не могу понять. Это не Белов однозначно. Что тогда? Нефтяники и вольные отпадают, с их интересами наши не пересекаются. Наемникам от нас периодически достается, городским еще больше. Но основные потери несут общак и мелкие ничейные банды. При этом торгаши и от общака, и от наемников, и от нефтяников, и от городских с нами торгуют. Думаю, вольные и непры тоже торговали бы. Да городские их отлавливают по дороге к нам. Тайне, конечно же, чтобы не нарушать понятия. Да и общаковские наверняка тоже. Причины нас не любить есть у всех, и потому дело тут явно не в этом. Слишком тонко с нами играют, не похоже на тупых зэков. В таких случаях полезно посмотреть на все с совершенно новой точки зрения. Предположим, у нас есть что-то, что кому-то нужно. Например, вода и медикаменты, кивнул Медведь. Тоже откажется. Нет, это не главное, возразил Кварц. Суди сам. Допустим, ты нас вычислил, застал врасплох, вломился на базу и всех перебил. Запас воды и медикаментов твой. Прошло немного времени, воду выпили, лекарства использовали. Что дальше? Дальше, майор задумался. Теоретически можно жить на нашей базе, хотя вряд ли это для них вариант. База невелика, не примет и сотни человек, не то что тысячи. Остальных разместить негде, если только вычистить склад РАФ в городке. Но даже мы с УИПами добираемся туда с трудом. Это же желтая зона, карту аномалий тут не составишь, обстановка меняется постоянно. Каждому человеку опытного сталкера не приставишь, сталкеров не хватит, будут потери и немалые. Выходит, после того, как они нас уничтожат и все сожрут, придется им возвращаться восвояси. Но зачем тогда нас уничтожать? Контрразведчик вопросительно поднял брови. Не выгоднее ли и дальше покупать у нас воду и уникальные медикаменты? Не говоря уже о том, что наше уничтожение достанется им недешево. Они рассчитывают захватить наших ученых и оборудование, предположил Медведь, и производить все это самостоятельно. Чтобы иметь такие планы, необходимо как минимум знать наших ученых в лицо, пояснил Кварц. Иначе их можно попросту убить в ходе штурма. Кроме того, ученые могут вести бой вместе с остальными и погибнуть. Никто не гарантирует, что этого не произойдет. Противник обязан учитывать и крайние варианты. Как только мы поймем, что нам крышка, сами расстреляем ученых и выведем из строя оборудование. Многие на нашем месте сделали хотя бы второе. Тогда что, выходит все-таки Белов? Медведь тихонько потряс головой, тщетно пытаясь унять монотонную боль. Кого еще могут интересовать наши ученые? Все придумал Волконский, под личиной которого скрывается доктор Зло? Волконский тут ни при чем, слабо улыбнулся Кварц. Хотя он по-своему тоже темнит. Бедный и несчастный ученый-исследователь, которого силой оторвали от науки и бросили на бумажную работу. Хотел бы двигать исследования, двигал бы. Хотя бы свои собственные. Подозреваю, что ему просто ничего не надо. Быть главным его вполне устраивает, а относительно того, что после гибели Гниц с зудом бороться просто некому, он иллюзий не испытывает. Но давай-ка вернемся к нашим баранам. «Давай», — согласился майор. «То есть ты все-таки что-то раскопал о наших недоброжелателях?» «Пока это только предположение», — поморщился контрразведчик. «Мне не хватает данных. Однако давай вновь представим, что ты — это они. И ты прекрасно отдаешь себе отчет в том, что после штурма нашей базы тебе достанутся только трупы и разбитое оборудование. И тебя это не пугает. Почему?» «Почему?» Медведь вновь задумался. «Возможно, потому что я рассчитываю, что смогу его починить и без ученых. Что у меня есть? Недогоревшие обрывки записей, расстрелянные компьютеры, но жесткие диски, возможно, частично удастся восстановить.
взорванные вакуумные пары, трофейное оборудование со встроенными осколками метеорита. Мы можем не успеть вытащить их все, а если и успеем, останутся гнезда под них. Майор посмотрел на контрразведчика. Я рассчитываю восстановить все по следам. А откуда у тебя такая уверенность? Парировал Кварц. Ты же не знаешь, что в желтой зоне можно запустить электричество. С чего ты взял, что следы будут на каждом углу? Может, мы тут при свечах живем, а воду добываем ручным насосом из какой-нибудь дыры, над которой стоит один единственный маленький волшебный приборчик, который я перед смертью зашвырнул в плешь. «Сдаюсь», — хмыкнул медведь. «Вывод один. Я экстрасенс и увидел все через астральную плоскость, элементальную окружность». «Или ты точно знаешь, что электроприборы в желтой запустить возможно, и следы этого будут повсюду, где есть эти самые электроприборы?» Закончил за него контрразведчик. «Ты уверен в своих силах и возможностях?» «Но про электричество в желтой зоне никому не известно», — возразил майор, — «кроме нас». «Точно никому», — внимательно посмотрел на него Кварц. «А если хорошо подумать?» «Подпольная лаба Ферзя», — изумился медведь. «Там стояли компьютеры. Но все, кто имел с ней дело, уже в аду. Хотя кто сказал, что все? Кто-то мог уцелеть?» «Например, Меркулов», — помог ему контрразведчик. «Ты с ним не знаком, а вот наша следственная группа занималась им очень плотно. Вспомни, когда Лемур с Червонцем поняли, что раскрыты, они не побежали предупредить Ферзя. Для них важнее было уничтожить улики. Они знали, что взять Салмацкого, у которого Ариадна, окажется не так просто, а вот для уничтожения улик требуется время. Не исключено, что между ними в желтой была радиосвязь, так же, как есть сейчас у нас, но это уже детали. Салмацкий задержал вас с рентгеном и туманом, они зачистили лабу. И если бы у тумана не оказалось Ариадны, успели бы уйти до вашего появления. Вот почему Ферзь так уверенно уходил от преследования. Он знал, что у него в рюкзаке есть то, что поможет ему, если не выпутаться из этой истории вообще, то хотя бы выбраться из страны живым и при деньгах. Все планы ему спутал туман. У него были и Ариадна, и честь офицера, и долг патриота, и нежные чувства к лаванде. Слишком много для одного профессионала, идущего за тобой по пятам. Салмацкому пришлось тащить за собой заложника, чтобы его просто не пристрелили и издали, как только представится такая возможность. В итоге он уходил медленно, рискнул приблизиться к красной зоне и проиграл. Что же касается Меркулова, то в день катаклизма он ушел от людей Белова и скрылся. Если предположить, что он тогда выжил, то кое-что складывается, хотя и не все. Во всяком случае, услугами Рашпиля в ту пору он пользовался вполне уверенно. И сейчас он по доброй традиции действует руками Общиховских, уточнил медведь. Им-то все это зачем? Мстят за подельников? Тоже хотят воды и медикаментов? Укрепляют авторитет? Вот тут и начинаются белые пятна. Кварц в задумчивости постукивал карандашом по столу. Допустим, с Меркуловым, если это он, все более-менее ясно. Ему нужно вернуть утерянный способ использования электричества в желтой зоне, заодно заполучить технологию добычи воды и изготовления медикаментов. Все это в совокупности позволит ему обитать в желтой, как мы сейчас. То есть он становится недосягаемым для всех. Сталкеры не в счет, они не станут связываться с толпой блатных головорезов. Тогда Меркулов сидит себе на нашей базе и здравствует, финансирование из-за рубежа получает в обмен на информацию, образцы и так далее. Но что получает Рашпиль? Если все то же самое, то зачем ему Меркулов? Тот становится не просто лишним, но даже опасным, так как способен организовывать конкуренцию в желтой зоне. Плюс существование Меркулова уже само по себе Рашпиля раздражает. Ведь Сёма стал авторитетом благодаря деньгам, связям и возможностям меркуловской резидентуры. Сначала Рашпиль с удовольствием выполнял его указания и поднимался вверх по блатной иерархической лестнице. Но теперь он всех высот достиг и в указаниях не нуждается.
А Меркулов может рассказать о его карьерном взлете много чего интересного. Уголовникам плевать на страну, патриотизм и тому подобное, но предлог они не упустят. Если выяснится, что Рашпиль – агент иностранных шпионов, пусть даже на самом деле он таковым никогда не был, многие захотят воспользоваться такой возможностью занять его место. Иными словами, как только Меркулов приведет Рашпиля к воде и электричеству в желтой зоне, Рашпиль от него избавится. И Меркулов не может этого не понимать. Поэтому он всегда держал Сему в неведении. Рашпиль и его зэки считали, что периодически выполняют заказы представителей неких олигархов, оппозиционных действующему правительству. И с его стороны было бы глупо менять эту политику сейчас. Кроме того, вспомни ту провокацию на сделке Водянова. Тогда нервные посетители дважды ненавязчиво подчеркнули, что пришли из Сосногорска, а там, кроме общаковских, проживают только рабы. Как-то очень грубо. Тем более в свете всех попыток взять нас штурмом, о которых, кроме неясных слухов, ни одна из группировок никакой дельной информации не имеет. Нападения были организованы очень грамотно. А вот и скажи мне, зачем Рашпилю губить своих подручных в боях с нами, терять людей и авторитет, если он даже не знает толком, за что воюет? Особо незачем. Медведь пару секунд размышлял. Ради мести служить под пулями почти сотни боевиков в нескольких безрезультатных попытках и после этого еще и прямо засветиться на неудачной провокации. Нелогично. Я бы сказал, что это вообще не Рашпиль. Именно, одобрил его выводы Кварц. Меркулов действует другими руками и использует их, как всегда, в темную. У него нет возможности собрать армию и бросить на нас. Скорее, он может устраивать силовые операции периодически, время от времени каким-то образом мотивируя на бой своих подручных. Большие и частые потери съедят его авторитет среди них, и они перестанут выполнять его требования. Поэтому Меркулов действует очень избирательно и вынужден тщательно рассчитывать свои шаги. А раз таковых за крайние 4 месяца не было, значит, он готовит против нас серьезную операцию. Контрразведчик недовольно вздохнул. Ее суть я пока просчитать не могу. На данном этапе понять большего не получается. Знать бы, где пригрелась эта сволочь, было бы легче. Но он может быть где угодно. У городских есть какой-то эфемерный хозяин, у наемников, полевых командиров второго эшелона больше 2 десятков. У вольных вообще каждое поселение – это самостоятельный лидер со своей командой, да и нефтяники не имеют строгой вертикальной власти. Теоретически он может скрываться даже среди неприсоединившихся. Чтобы манипулировать подручными, такому профессионалу, как Меркулов, не обязательно быть на виду, даже наоборот. Разве что враг его точно нет. Кварц немного помолчал, погрузившись в раздумья. После него негромко произнес. «Рентгена бы сюда. Такие головоломки по его части. Он узлы, причинно-следственных связей распутывает виртуозно. Шерлок Холмс позавидует. Как только он вернется, нам станет гораздо легче». Он закрыл глаза и медленно выдохнул, успокаивая боль в мозгу. «А пока буду думать». Контрразведчик посмотрел на майора. «Медведь, ты зачем пришел-то?» «Хотел поинтересоваться. Вас случаем сны толковать не учат?» Здоровяк сделал крайне заинтересованную физиономию. «С точки зрения распутывания причинно-следственных связей. Например, увидел во сне ежа к дождю». «Почему к дождю-то?» – озадачился Кварц. «Ты ежа с дождевым червем не путаешь?» «Потому что еж – птица гордая», – принялся объяснять медведь с предельно умным выражением лица. «Пока не пнешь, не полетит». «Они летают когда?» «Правильно, в нелетную погоду. А нелетная погода – это к дождю. Элементарно, Ватсон». «Смейся, смейся», – обиделся Кварц. «У меня и без того голова пухнет от всего этого, а тут еще выброс, и ты приперся. Правду в народе говорят, беда одна не приходит.
«Мы ненадолго», — пообещал здоровяк. «Часов на 20, не больше. Я ради этого и зашел». «Добавить мне головной боли», — догадался контрразведчик, «чтобы выброс медом не казался». «Ого», — радостно подтвердил медведь. «А ты догадливый. Сразу видно из ФСК. В общем, я предлагаю наладить оповещение о приближающемся выбросе. Спасем много жизней, хорошее дело сделаем». «Оповещение?» Кварц на секунду задумался. «Ты имеешь в виду фантика?» «Можно передавать в эфире предупреждение, как только он забеспокоится, но сигнал не выйдет за пределы желтой зоны, а внутри ее никто, кроме нас, его не услышит». «Надо сделать так, чтобы услышали», — спокойно произнес медведь. «Через границу желтой и зеленой можно, например, протянуть провода. А чтобы по ним никто к нам не пришел, передатчиков будет 3. Один наш на базе, другой промежуточный, возле края желтой. От него провода будут идти в зеленую к третьему, с которого сигнал уходит в эфир зеленой зоны. Если все грамотно продумать, должно сработать. Сталкеров, что в желтую зайдут, мы, может, и не спасем, но в зеленый предупредим всех. У людей будет не меньше 20 минут, чтобы укрыться. Сам знаешь, что такое лишняя секунда, когда не успеваешь добежать до какой-нибудь норы. Нас станут искать в 10 раз упорнее, обреченно нахмурился контрразведчик. Возможность предугадывать выброс захочет заполучить каждый. Это огромные деньги, если задаться целью. Вот ты обдумай, как сделать так, чтобы у них ничего не вышло, заявил майор. Отморозков и уголовников мне не жаль, пусть хоть все передохнут, но людям мы помочь можем. Ты что-нибудь надумал насчет требования нашей научной группы относительно помощи специалистов? В процессе, ответил тот. Тут много факторов, которые необходимо учитывать. РАО невыгодно терять монополию на воду, это раз. Если те же Днепры или Вольные начнут уходить в желтую зону на ПМЖ, потому что теперь там работают УИПы, это может привести к оттоку рабочей силы с объектов РАО. Это 2. Да и уголовники тоже воспользуются ситуацией. Но самое главное, изобретение наших гениев опасно для Белова с Лозинским, их, подельников из правящей руки. Если вакуумники начнут побеждать Ареал, может пропасть Икс. Это никуда не годится. А если вакуумники смогут превращать в Икс любую нефть или, чего хуже, обходиться без нее и давать более дешевую энергию, это вообще катастрофа. На нефтяной игле сидит весь мир. Но не забывай, что зарабатывает с этого совсем небольшая кучка толстосумов. И политику определяют именно они, так что я вижу серьезные риски в том, чтобы просто взять и привести нашу научную группу в ЦИАП со всеми их находками. Как бы чего ни вышло, чего-нибудь очень нехорошего. Так что пока думаю. И ты вместе с выбросом мне мешаешь. Намек понял. Медведь поднялся со стула. Уже ухожу. Он вернулся в свою комнату, разулся и залез в спальный мешок. Казалось, что гудящая болью голова стала размером с тыкву и продолжает медленно увеличиваться, обещая в конце концов лопнуть по швам. Майор потер ноющий затылок, подобрал лежащую рядом подушку, устало вздохнул и накрыл ею голову, укладываясь поудобнее. Глава 14. Выброс закончился под утро. Сверлящая боль, монотонно терзавшая мозг измученным людям, внезапно исчезла, сменяясь ощущением легкости и спокойствия, и появилась возможность спокойно выспаться. Медведь проснулся к полудню с чувством безграничного удовлетворения, отсутствием головной боли и первым делом направился в душевую. Остальные обитатели базы еще спали, и майор, закончив водные процедуры, поднялся на крышу. Сейчас вряд ли кто-то решится на поход в желтую зону. Но наблюдательный пост пустовать не должен. Меры предосторожности обеспечивают безопасность, только если их соблюдать. Внизу раздалось тихое цоканье когтей по бетону, и майор опустил взгляд. «Опять ты?» – риторически вопросил он, глядя на сосредоточенно пыхтящего фантика, преданно пожирающего его лишенными зрачков желтыми глазами. «Перестань на меня таращиться!» Маленький монстр деловито заскрипел, плотно прижал друг к другу чешуйки и медленно, словно выслеживающий добычу охотник, двинулся вдоль периметра крыши. Медведь нашел это разумным. Проверить состояние крыши после выброса стоило в первую очередь.
Он убедился, что ОИП исправен, и направился вслед за кроликом. Через 15 минут осмотр был завершен. Крыша оказалась в порядке, зато над растянутой над ней маскировочной сетью обнаружилась молодая воронка. Аномалия висела в полуметре над поверхностью сети и пока на присутствие человека не реагировала. Зато на нее реагировало несколько бродяг, неуверенно топчущихся около входных дверей базы. Полуистлевшие ходячие мертвецы неуклюжими рывками, переставляя непослушные ноги, то приближались к дверям, то ковыляли обратно, дерганными движениями головы, пытаясь направить пустые глазницы вверх, к месту нахождения аномалий. Помимо них, не обращая внимания на покойников, проносились разнокалиберные стаи мутировавшего зверья, стремящегося на вновь приросшие к желтой зоне территории. Застывший в зените мутно-голубой диск солнца то и дело пересекали редкие стайки уродливых птиц. По всему выходило, что прошедший выброс имел более высокую интенсивность, а раз так, то и активность мутантов в ближайшие 2 суток будет много большей, нежели обычно. «Это редкая удача», — заявил Степанов, едва медведь обрисовал обстановку собравшимся в столовой людям. «Аномалия прямо над нашим лабораторным полигоном. Мы должны немедленно подвести под нее вакуумную пару и перенастроить фокусировку». «Воронка оценит вашу галантность и спустится, чтобы лично пожать руки», — глубокомысленно изрек здоровяк. «И останутся от надежды человечества только рожки да ножки». «Мы всегда очень осторожны при проведении экспериментов», — заступилась за Степанова профессор Николаева. «И Никита Владимирович прав, нельзя упустить шанс изучить влияние вакуумной пары на аномалию. Такой возможности нам может больше не предоставиться». «Главное, чтобы вы сами не представились», — вздохнул здоровяк. «С вашей-то постоянной осторожностью». «Нет, я ни в коем случае не ставлю под сомнение вашу осторожность. Сломанные руки и обожженные лица не в счет. У нас теперь есть чудо-эссенция». «Это был единичный случай», — смутился Степанов. «2 единичных случая. Мы сделали выводы и с тех пор разработали своего рода технику безопасности при работе с вакуумной парой». «Что не может не радовать», — с оптимизмом подхватил медведь и обернулся к молодому сталкеру. «Раз. На ближайшие сутки назначаешься ответственным за безответственность. Сидеть на крыше и глаз с Эйнштейнов не спускать. Они нужны нам живыми и здоровыми, даже если воронка начнет играть с ними в догонялки. Вопросы?» «Вопросов нет», — доложил Расс и тут же поинтересовался. «А когда пойдем искать подземный вход в ГНИЦ?» На прошлой неделе общаковские опять туда новичков посылали. 12 человек. Один даже был какой-то крутой самбист или кикбоксер. На воле какого-то важного полицейского убил одним ударом. Ему 15 дали. Так он с этапа сбежал и сюда, в ареал. Рашпиль его сразу в бригаде старшим назначил. Близким своим объявил. А через 2 выброса в ГНИЦ отправил. «И как все прошло?» – полюбопытствовал медведь. «Проявил себя новый близкий?» «Еще как!» – коротко прыснул Расс. «Они как в ГНИЦ зашли, так сразу же в фойе сторожа встретили. Кикбоксер этот на него набросился и с разбегу в прыжке вертушку как дал. Силен, силен!» Здоровяк сделал большие глаза. Сторож тут же и умер. От смеха. «Говорят, сторож даже не покачнулся», – ответил молодой сталкер. Заревел, как голодный медведь. Это я не про вас сейчас говорю. И врезал кикбоксеру по башке ладонью. Голову и оторвало. «Обиделся сильно», — определил медведь. «Не любят они невоспитанных людей, которые без разрешения к ним в дом вламываются, да еще и дерутся. Сторож — натура тонкая и чувствительная». Короче, там всяких разных чувствительных натур в 5 секунд столько понабежало, что общаковские рванули назад, не пройдя и 6 метров, — продолжал Расс. Сталкеры уже окрестили тот поход самой короткой экспедицией в ГНИЦ. Выбежать на улицу успели то ли 5, то ли 6, и сразу же ломанулись в ближайшие развалины, прятаться. Он покачал головой. Все, кто из ГНИЦ выбегает, всегда так делают. Не понимаю, почему. В развалинах студня полно. Сталкеры, что с общаковскими работают, прекрасно об этом знают и наверняка предупреждали не раз. Зачем им терять в аномалиях вынесенную из ГНИЦ добычу? Но все равно все бегут точно в развалины, именно в те, что напротив крыльца.
Как раз в них студня больше всего. Поговаривают, что неспроста это. Профессора людям мозги перемешивают, вот и не понимают они, куда бегут. В общем, все вляпались, кроме одного. Он про все и рассказал. А через день умер, облучился сильно. Там ведь фон запредельный у самого Гниц. Глупо туда через центральный вход идти, надо подземный вход искать. Попробуем завтра сходить, пообещал медведь, если зверье успокоится хоть немного. Посмотрим. Сам знаешь, кто в тех местах живет. Очень не хотелось бы встретиться. А на 5-й день, раз с надеждой окинул взглядом присутствующих, мы же послезавтра в сателлит за кнопкой поедем. 5-й день не занят, может, сходим еще раз? За прошедшие месяцы Особ старался вести поиски подземного входа в Гниц хотя бы раз между выбросами. Для поисков использовали почти каждый свободный день, но в графике спецотряда они выпадали нечасто. Первый день после выброса идти в расположенный за Гниц лес было чреватой гибелью. Возбужденное зверье металось по ареалу, нападая на все подряд. Тот медведь, на тропу которого Особ наткнулся в первые дни поисков, жил в тех местах постоянно, и по мере прочесывания леса его следы попадались все чаще. Встреча с ним ничего хорошего не предвещала, а встреча с ним в первый день после выброса и вовсе была чревата тяжелыми потерями вплоть до гибели всей поисковой группы. На второй день активность мутантов заметно снижалась, но не прекращалась. Обычно в это время Особ ходил на погибшие нефтепромыслы добывать икс для собственных нужд, разыскивал разрушенные лаборатории и проводил раскопки складов городка в поисках всего, что могло быть полезно научной команде. На 3-й день после выброса начиналась нелетная погода. Зверье успокаивалось, и пройти по лесу удавалось относительно спокойно. Если не возникало срочных работ, то весь день уходил на прочесывание леса в поисках подземного хода согласно размеченным расам квадратам. 4-й день был днем торговли водяного. К сделкам тщательно готовились с самого утра. Выставлялись посты скрытого наблюдения, прочесывались окрестности, размещалась огневая группа, доставлялись бочки с водой. И хотя за крайние месяцы эксцессов на сделках водяного не случалось, меры предосторожности Особ не ослаблял. 5-е сутки после выброса периодически бывали не заняты, и подземный ход начинали искать вновь, но посвятить поискам этот день удавалось не всегда. Если у кнопки выдавались отгулы, то операцию по ее встрече и транспортировке проводили в 5-й день. Кварц к этому мероприятию всегда приурочивал походы по торговцам и магазинам с целью закупки продовольствия и сбора информации, и на все про все зачастую уходили почти сутки. На 6-й день всякая активность в ареале замирала в ожидании выброса, и даже Особ не отходил от базы на удаление свыше 2-3 сотен метров. С самого утра часовой, несший службу на крыше базы, едва ли не неотрывно следил за фантиком, и как только кролик начинал жалобно скрипеть и проситься внутрь здания, объявлялась тревога. И если выброс затягивался, затягивалось и всеобщее ожидание, что не лучшим образом сказывалось на настроении людей. Вынужденное безделье не грозило лишь научной группе, и потому превращающиеся в домашний арест дни было решено отвести под стрелковые и рукопашные тренировки. В итоге расу пришлось с сожалением признать, что заниматься поисками подземного входа часто нет возможности. «Сходим и на 5-й день, если успеем», — майор кивнул на Кварца. «Зависит от подготовленных контрразведкой предложений. У нас тут появилась идея наладить оповещение о выбросе. Для всех». «Для всех?» – удивился Раз. «Круто! А то столько народу гибнет каждый раз. Вроде и ждут выброса с самого утра 6-го дня, но все равно кому-нибудь да не повезет. То заметил не сразу, и добежать до укрытия времени не хватило, то перепуганное зверье вместе с тобой в схрон ломится, тоже выжить хочет. И тогда там такое начинается». Он удрученно покачал головой и посмотрел на Кварца. «А как мы это устроим? Ну, то есть, за фантиком мы наблюдаем, он забеспокоился и все такое, а дальше-то как?» «А дальше, как обычно, великое множество проблем, особенно с конспирацией и безопасностью», философски изрек контрразведчик. «В желтой зоне нам, кроме себя, предупреждать некого, все равно никто не услышит. Через границы зон никакие сигналы не проходят,
Поэтому единственный вариант – это протянуть через нее провода. Тут и начинаются трудности. Медведь предложил дельный вариант. Один передатчик на базе, второй у границы желтой, третий в зеленой. Связь между первым и вторым по радиоволнам, между вторым и третьим по проводам. Тогда выйти к нашей базе по проводу становится невозможно, так как его попросту нет. Вот только с каждым выбросом ареал шагает на 200 метров, плюс еще на метр каждые сутки. То есть надо будет постоянно двигать третий передатчик, чтобы его не накрыло желтой. Вопрос: как это организовать с наименьшей головной болью? Рано или поздно его найдут, и кто-то, например, наши таинственные недруги, вполне могут устроить возле него засаду. Поэтому третий передатчик необходимо расположить в наиболее глухом месте. В идеале за ним должен кто-нибудь присматривать. «Самая глухомань на северо-западе», — сообщил Раз. «Там только некоторые неприки живут, да и тех мало. Нефтяных пятен там нет, зато мутантов полно и лес непроходимый. Но неприки нам помогать не станут. Они из-за детей своих всех боятся, не рискнут связываться». «Значит, придется самим двигать передатчики после каждого выброса», — резюмировал Шорох. «Невелика трудность переставить две железки и 10 метров провода между ними. Работающее устройство сгорит сразу же, едва попадет под выброс», — заявил Степанов. «То же самое ожидает передатчик, оказавшийся в шаге выброса. Если мы хотим воплотить в жизнь именно этот план, то нам придется каждый раз обесточивать всю цепь. Возможно, имеет смысл проложить кабель на достаточно большое расстояние, например, километр». «Тогда его взрывать надо», — на лице молодого сталкера отразилось сомнение. «Иначе зверье погрызет. Как это мы такую канаву выроем? Да еще и каждый месяц придется рыть заново. Тут землеройная машина нужна или уйма человек с лопатами. И еще кто-то должен своевременно производить замену элементов питания», — напомнил Капкан. «Аккумуляторы-то садятся. Вот приходим мы батарейки поменять, а на передатчике нашем все паутиной залеплено или соленоид сидит. И что дальше?» «Поставим другой передатчик», — не унывал Шорох. «И выкопаем еще одну канаву. Раз прав, нам землеройка нужна. В Тэбук нужно сходить, там их несколько было, я видел. Заодно Икса добудем. И передатчик там раньше был неплохой, только его сталкеры давно утащили». «На нефтенакопителе есть мощный передатчик», — сказал Раз. «Если при катаклизме не сгорел. Но к нему подобраться сложно. Там миротворец крупный у самых домиков, и магнит сверху висит. Сталкеры говорят, что в одном из строений живет кто-то. Вроде раз нашлись храбрецы, полезли внутрь смотреть, но назад никто так и не вернулся. Еще передатчик можно на нейтралке или в сателлите купить, но там таких покупателей СБ проверяет. Еще можно в городке на складах поискать, но там завалы трехметровые и студня натекло в каждую дыру. Можем и не пройти. У нас осколков не хватит, если после каждого выброса новые передатчики делать». Профессор Николаева аккуратно поправила лацкан идеально чистого и только что отутюженного лабораторного халата. Кроме того, до конца не ясно, как будет вести себя электрический сигнал при переходе по проводу из зоны в зону. Мы подобных экспериментов не ставили. Потребуется провести некоторое количество исследований, чтобы это понять, но мы стеснены в доступной нам длине провода, так как у нас почти не осталось проводов с пониженным удельным сопротивлением. «Ну, проводов мы достанем сколько угодно», — улыбнулся Медведь. «Нам не привыкать лазать по развалинам. На нефтенакопителе есть здоровенная бобина, я видел. Точно такие же использовались в полевых лабораториях ГНИЦ». «Есть еще один аспект, который добавит проблем», — вступил в обсуждение Айболит. «Из зоны в зону радиосигналы не проходят, а ареал по своей форме есть шар, наполовину вкопанный в землю, точнее, несколько концентрических шаров. А вот и получается, что если мы поставим третий передатчик, скажем, на западе зеленый, то на востоке его никто не услышит, сигнал увязнет в барьеры между зонами. Чтобы охватить всех, нам придется выставлять 4 передатчика, по одному с каждой стороны света, а может и больше.
Или устанавливать сеть ретрансляторов. Для этого, кстати, специалисты нужны, а у нас только Никита, в прошлом радиолюбитель. Это нереально, Кварц немедленно отверг эту миссию. Обслуживать 4 передатчика в режиме полной секретности долгое время мы не сможем. Очень быстро множество желающих начнут их искать и в конечном итоге найдут. О том, чтобы регулярно рыть километровые траншеи на юге и востоке, речь вообще не идет. Это слишком оживленная местность. «Но я все-таки предлагаю попробовать», – произнес Медведь. «Хоть знать будем, возможно ли это в принципе. Если не получится людей о выбросе предупреждать, может, будем вытаскивать все это хозяйство на границу между желтой и зеленой, когда уходим в зеленую работать. Будет связь базы с отрядом, тоже неплохо, в случае чего сигнал подать можно. Если заниматься этим проектом, то прежде всего необходимо изготовить все составные части цепи, подытожил Степанов. Нам потребуется 3 передатчика в хорошем состоянии. Желательно, чтобы один из них был достаточно мощным. Мы установим его на базе в качестве основного устройства. Из 2 других соберем наш ретранслятор. Я составлю список сопутствующих узлов и элементов, которые нужно достать. «Значит, пойдем на нефтенакопитель», – подвел итог Медведь. Этот объект являлся одним из приоритетных, охранялся тщательно, и передатчиков там было 2. Основной и запасной. Запасной наверняка был обесточен и при катаклизме сгореть не мог. Если его не разбило ударной волной, то передатчик у нас будет. «Идти лучше всего завтра», – вздохнул Раз. «Зверье еще всполошенное, и сталкеры в желтую не пойдут. Эх, опять подземный ход не получится искать». «На 5-й день точно поищем», – ободрил его Медведь. «Найдем рано или поздно, лес не бесконечный. Ты лучше думай, что дальше делать будем. Зайти в гниц несложно, вот выйти». «Я придумаю», – молодой сталкер решительно тряхнул головой. «Кто-то туда ходит, ни секунды не сомневаюсь. А раз они проходят, то и я пройду. Мне бы только планы подземных этажей достать». «Что-то я на эту тему в кабаке слышал». Кварц недовольно погрозил Расу пальцем. «Какие-то умники впятером ходили в квартал Рау в Ухте. Лазили в руины пожарной части как раз с этой целью. Вернулся только один. Говорят, зыбь там теперь живет, очень большая. 3 сожрала мгновенно, едва на 1-й этаж зашли. Никто даже не понял, где ее основное тело. Рванулось из всех щелей сразу. Оставшиеся 2 дали дёру, но один из них запнулся, упал на битый кирпич и потерял сознание. А когда встал, то был уже очень спокоен и неторопливо потоптал в эпицентр. «Под зов попал», — определил Раз и разочарованно поморщился. «Видать, зыбь разрослась сильно и теперь издалека зовет. Блин, ну почему мне так не везет? В прошлый же раз она в ангаре сидела спокойно и стену с планом закрывала лишь наполовину. Кто-то опять ходил гниц?» — Медведь посмотрел на него в упор. «Острая нехватка незабываемых приключений застала врасплох. А как же клятвенное обещание?» «Я гниц не ходил», — Раз преданно хлопал глазами. «Я случайно мимо шел, это не считается. Угол срезал, хотел дорогу сократить. Я пару мест заприметил, где после выброса могут меты появляться, вот и пошел проверить, вдруг еще раз грелка попадется, а то у нас она одна на всех. А по Синюкова сейчас угол срезать можно, там 3 выброса назад мясорубка исчезла, что дорогу закрывала. Вот я и пошел, а тут...» «А тут смотришь», — подхватил Медведь, — «гниц стоит. Нифига себе, совсем рядом. И когда только он к тебе подбежать успел. Но обещание есть обещание, и потому пришлось в пожарку лезть». «Ну, — поник молодой сталкер, — оно само как-то так получилось. Я не планировал, честно». «Раз!» — здоровяк поднес к его лицу огромный кулачище величиной с расовскую голову. «Вляпаешься — убью. Поломаю твою чахлую тушку и руки с ногами местами поменяю». «Почему это чахлую?» — обиделся Раз. «Я тут не самый худой, между прочим. Например, я здоровее Айболита и еще Водяного». «Если только на пару сантиметров». Водяной гордо расправил плечи, но тут же забросил это дело, занявшись откупориванием следующей бутылки с водой.
Но после того, как над тобой поработает зыбь, баланс сил изменится в пользу фантика. Думаю, он будет покрупнее тебя. Да понял я все, отмахнулся от всех раз. В границ нельзя, пожарку нельзя, на Синякова тоже нельзя. В лес за гниц в одиночку я и сам не пойду. Мы так никогда вход не найдем. Я лично его найду специально для тебя. Медведь закатил глаза к потолку. Ты только в одиночку туда не лазь. Нас и так совсем немного, еще только потерь не хватало. Он положил на стол огромную ладонь, подводя итог обсуждению. Завтра в 8 утра выдвигаемся к нефтенакопителю. Глава 15. Звериная тропа сильно петляла между деревьями, густо облепленными синим мхом с желтыми потеками, и медведь внимательно обводил взглядом мутирующий подлесок. Превратившийся на треть нечто иное, чуждое земной природе, кустарники еще можно было узнать, но чем ближе тропа подходила к красной зоне, тем меньше вокруг виднелось привычных глазу листьев и веток. Из поросшей синей травой земли вверх тянулось что-то водянисто-пупырчатое, местами переходящее в обычные кусты, но тут же вновь расслаивающиеся на кривые пальмово-папоротниковые отростки и узловато-сплющенные лианы. Крадущееся в глубине растительности зверье не издавало звуков, и лишь красные пятна тепловых сигнатур живых существ, тускло просвечивающие сквозь заросли, выдавали близкое присутствие опасных мутантов. Наушник Уипа лениво пискнул в ухо, и медведь скосил глаза на укрепленный на предплечье прибор. Слева, сразу за залитой студнем ямкой, что-то есть, ровно в 2 метрах, раз Уип едва цепляет аномалию. Майор поправил ремень висящего на груди печенега и немного замедлил шаг, чтобы не догнать идущего впереди водяного. Эта тропа натоптана лосями и по меркам желтой зоны очень широка и просторна. Именно поэтому тут приходится быть еще осторожнее, чем везде. Удобная дорога интересна всем, и надежно укрепленный в затылочном кармашке шлем сферы Филин очень убедительно это доказывал. Только в данный момент вокруг двигающегося по тропе спецотряда кралось, ползло и таилось не меньше 3 десятков различных мутантов. В основном мелочь, но есть и пара кабанов. Эти на нападение не отважатся. Они хорошо чувствуют количество людей и степень их уверенности в своем оружии. А вот с лосями на узкой тропе лучше не сталкиваться. 2-метровая груда мышц с мощными гипертрофированными рогами незащищенного латником человека пробивает насквозь, а защищенному ломает грудную клетку, словно удар каблука по спичечному коробку. Скорее всего, М-ку лосю не пробить, а экспериментальную М-ку тем более, но столь мощный удар отшвырнет человека на несколько метров. А это влечет за собой целый спектр малоприятных удовольствий от переломов конечностей до попадания в аномалию. Поэтому в колонии Осопа медведь шел вторым, сразу за водяным, чтобы иметь возможность в случае опасности мгновенно прикрыть проводника огнем, а весь личный состав спецотряда на марше не пользовался невидимками. Пусть зверье заранее чувствует приближение людей и уходит с тропы прежде, чем окажется загнанным в угол. «Медведь расу!» – тихо зашептала рация. «Медведь, ответьте расу!» «На связи!» Здоровяк проводил взглядом особенно крупное тепловое пятно, бесшумно скользящее в гуще сине-желтых зарослей. Похоже, волк-одиночка. «Наш фан-клуб отстал?» «Куда там?» – ответил Раз. «Бредут по нашим следам, как поломанные куклы. Мы двигаемся быстрее, расстояние увеличивается, но они все равно идут. А если они за нами до самого схрона доковыляют, что делать станем?» Раз шел замыкающим колонны и наблюдал за бродягами. Едва спецотряд покинул базу и выдвинулся в сторону нефтенакопителя, блуждающие вокруг здания 4 бродяг немедленно собрались в неплотную группу и направились следом. «Надо пользоваться случаем», – глубокомысленно изрек медведь. «Раз. Пойди спроси у них, может, они согласятся с нами на нефтенакопитель сходить и передатчик обратно дотащат, чтоб самим на горбу не волочь. Они молчаливые какие-то». Молодой сталкер коротко хихикнул и добавил уже серьезно. «Если не оторвемся, то пока квадрики из схрона доставать будем, они нас нагонят, это точно. Очень настойчиво ковыляют, прямо через кусты, зверей распугивают. Может, сетью их повяжем?»
Выйдем в зеленую, посмотрим. Майор секунду размышлял. Если не найдут себе другого направления, то так и поступим. Пока пусть идут, раз не мешают. От базы до нефтенакопителя по прямой было почти 80 километров. На такой пеший переход по желтой зоне, даже с водяным, требуется порядка 14 часов только в одну сторону. И потому спецотряд пользовался более экономичным маршрутом. Первый час двигались по желтой, обходя Ухту с запада. Потом выходили в зеленую и вскрывали схрон с квадроциклами. Далее на транспорте перемещались уже на восток, держась у кромки желтой зоны. Водяной, восседающий за рулем головной машины, лихо вел квадроцикл по одному лишь ему понятному маршруту и даже раз признавался, что никогда бы не попёрся таким путем, да еще на скорости в 40-50 км в час. По зеленой зоне даже с автомобильным УИПом не ездят больше 20, разве что только по надежной дороге, не раз проверенной после выброса. В результате до нужного места доезжали за 2 часа, маскировали транспорт и вновь углублялись в желтую. Дальше к нефтенакопителю шли почти по прямой, на что уходило еще 2 часа. В целом дорога в одну сторону занимала до 5 часов, примерно столько же тратили на поиски внутри объекта, после чего отправлялись в обратный путь. Если не случалось накладок, на базу удавалось вернуться к исходу суток. Однако без эксцессов обходилось не всегда, и потому максимальная боевая готовность поддерживалась на всем протяжении того или иного марша. Водяной свернул с тропы вправо, бодро проходя мимо 2 синюшных берез, и медведь мысленно хмыкнул. По всем приметам тут должна висеть паутина. По привычке он сверился с УИПом. Прибор попискивал, выводя на дисплей обозначение паутины, растянувшейся слева и справа от деревьев, но именно здесь было чисто. Водяной никогда не ошибается, и каждому в отряде жутко интересно, как ему это удается. Парадокс в том, что больше всех это интересно самому Водяному, понятия не имеющему о природе своей способности. Он так и не понял полностью, что такое аномалии, воспринимая их по-своему, как говорил Расс, словно зомби или дикий зверь. Даже в мембране, находясь внутри токсика или газовой аномалии, Водяной испытывал страх, а войти в оковы отказался наотрез, несмотря на то, что ему выдали отмычку. И Расс, имея точно такой же мед, чуть ли не танцевал перед ним посреди ставшей безвредной аномалии. Водяной заявил, что туда идти нельзя, и не сдвинулся с места, словно наткнулся на невидимую стену в полушаге от оков. При этом он любил свернуть из листа бумаги самолетик и запустить его с крыши через живущую за базой плешь. 3-метровая в ширину и почти 6-метровая в длину аномалия медленно ползла по прямой от одного угла базы к другому, и Водяной, указывая на летящий над ней самолетик, очень удивлялся тому, что плешь его не жрет. Мир вокруг медведя привычно перевернулся, возвращаясь к своему естественному состоянию, в котором небо синее, а трава зеленая, но не наоборот. И майор немедленно окинул взглядом окрестности. В зеленой зоне народа хватает, и многие рискнут пойти на промысел во второй день после выброса ради возможности избежать встречи с бандитами. Выбор мутанты или уголовники однозначным не назовешь, отметил про себя медведь. Первые 2 дня животные да нельзя кровожадны, зато после, прежде чем произнести термин «зверье», еще предстоит хорошо подумать, к кому именно он относится. «Вошли в зеленую», – негромко произнес в эфир майор, убедившись, что спецотряд пересек незримую границу в полном составе. «Личному составу применить невидимки и увеличить дистанцию. Раз, что там с нашим фан-клубом?» «Идут», – сообщил молодой сталкер. «Слишком близко до них, могут и не потерять нас, даже в невидимках. Они меня видят, то есть им нечем, но я от них на расстоянии видимости». «Цепляй невидимку и двигай в головной дозор», – приказал медведь. «Шорох, на тебе тыл». Майор извлек из-под сумка свою невидимку и принялся быстрыми движениями распаковывать набедренный карман, предназначенный для применения метаморфитов. Неровная полупрозрачная капля величиной с куриное яйцо коснулась кожи, и медведь удовлетворенно хмыкнул, запаковывая карман. «Вот так-то лучше».
Невидимка скрывает своего носителя от филина. А без него не обходится ни один отряд, будь то боевики, уголовники или простые старатели. Хотя бы 1 мет на всех, но возьмут. Ведь он показывает не только тепловые сигнатуры, но и студень, а это зачастую является самым главным. «Медведь, они от меня не отцепляются никак», – недовольно зазвучал эфир голосом раса. «Невидимка не помогла, я к ним близко слишком, они меня видят, только не знают чем. Может, мне от них спрятаться? Вдруг потеряют?» «Бегом марш к водяному». Медведь скрыл улыбку. «Мы разберемся сами. Пусть пока подходит». На зомби и бродяг молодой сталкер реагировал немного болезненно. Будучи уроженцем этих мест, раз поневоле знал или когда-то встречал многих из тех, кто впоследствии стал разгуливать по ареалу с горящими маниакально-бездушной злобой глазами или вообще без таковых, и потому без крайней нужды стрелять в бывших некогда людьми существ не любил. Помня историю о его отце, подобные реакции в спецотряде относились с пониманием, тем более что парнишка был настоящим асом сталкерского дела и имел фантастический нюх на метаморфиты. Раз умудрялся находить их даже там, где по логике вещей их быть не могло, на ровном месте. У парня имелась собственная теория на этот счет, согласно которой он старался вычислять местонахождение очередного мета. Благодаря ему особ теперь был укомплектован метаморфитами роскошнее, чем в свою бытность до катаклизма. Раз сразу заявил, что торговые сделки водяного не нужно растрачивать на то, что он насобирает и сам. Пусть покупатели несут осколки, шестое чувство, запчасти и сложное оборудование для научной группы, остальное он берет на себя. Уже через месяц Медведь точно знал, почему ныне погибший поисковый отдел РАО столь сильно ценил молодого сталкера и прощал ему мелкие грешки. В плане поиска метов Раз обладал невероятной плодовитостью и с легкостью заменял добрый десяток обычных поисковиков. На данный момент каждый боец особ имел на вооружении невидимку, филина, энерджайзер, светлячка и по 3 примуса на брата, идеально подобранных по размерам. А для медведя молодой сталкер умудрился где-то выкопать филин. И поистине уникальных размеров. Его пришлось буквально вбивать в штатный карман шлем-сферы. А зато настолько крупный мет очень выгодно выделялся на фоне других своим радиусом действия. Это позволяло заранее замечать противника, вооруженного филином обычных размеров, оставаясь при этом для него вне зоны видимости. Помимо стандартного комплекта, в отряде имелись 3 отмычки и 1 грелка. Мет, защищающий от радиации, вещь очень редкая и пользующаяся немалым спросом. Сам Раз говорил, что обязательно добудет таких метов для каждого, потому что на водяного надейся, но сам не плашай. Но больше всех находками Раса был доволен Айболит, которого молодой сталкер обеспечил медицинскими метами, как заявил однажды сан-инструктор, на год вперед. «Медведь базальту», – раздалось в эфире. «Движение по левому флангу, дистанция 30 метров. Филин дает 8 крупных отметок, быстро приближаются. Похоже, лоси. Всем рассредоточиться за деревьями». Медведь быстрым взглядом окинул окружающую местность, прикидывая возможную диспозицию. «Без команды не стрелять. Попробуем их пропустить». Бойцы, сверяясь с УИПами, быстро сходили с тропы и укрывались за деревьями. Сине-желтый камуфляж осоповских эмок сливался с древесными стволами, покрытыми синюшным с желтыми потеками мхом, и спустя секунду тропа и ее окрестности опустели, словно были безлюдными всегда. Через несколько мгновений из лесной чащи, расшвыривая вокруг фонтаны содранной с кустарника листвы и обломки веток, вырвался табун почти 3-метровых тварей угрожающего вида. Бугристые, покрытые клочками синей шерсти тела, испещренные наростами грязной желтой чешуи, толстые копья рогов, местами пораженные гнилью и роняющие на земь капли ядовитых выделений, копыта, мутировавшие в мощные стройные обрубки, ощетиненные когтями. Сходиться в бою на открытой местности с мчащимся на тебя лосем-мутантом означало верную смерть. Заранее набравший скорость лось способен продолжить атаку даже под градом пуль, будучи фактически мертвым, а столкновение с мчащейся на скорости в 150 км в час
500-килограммовой тушей не сулило ничего хорошего даже хорошо защищенному человеку. Медведь осторожно высунулся из-за края дерева, разглядывая сверкающие безумным бешенством желтые глаза без зрачков. Звери сильно возбуждены и агрессивны, раздвигаются через лес напролом. Передовые особи стремительно приближались, и филин майора выводил в глубине зарослей все новые отметки. Вожак, могучий трехметровый мутант, возвышающийся над остальными сородичами, огромным прыжком перемахнул приличных размеров рытвину, до половины заполненную студнем, и оказался на тропе. Не останавливаясь, он изменил направление движения и помчался по ней, быстро сближаясь с замершим за деревом медведем. В том, что тварь точно знала его местонахождение, сомнений не было, и майор медленно убрал голову за древесный ствол, скрываясь из поля зрения взбешенного животного. Дерево должно выдержать столкновение. Желтая зона еще не поглотила его, и древесина не потеряла былой прочности. Тем более, что убежать от столь быстрого мутанта все равно невозможно. Единственный шанс убить его и при этом остаться в живых – заставить потерять скорость. Вожак, оказавшийся на ровной тропе, помчался еще быстрее и издал резкий пронзительный визг, тряся губами и разбрызгивая сгустки зеленоватой слюны. Рвущаяся через синеватый кустарник стая подхватила крик, разразившись режущим ухо воплями, ничем не похожими на голоса привычных для человека животных, и ринулась следом. «Медведь, они идут по тропе прямо на тебя!» – вышел в эфир капкан. «Если ударят в дерево всем стадом, снесут к чертовой матери. Может, центр стада гранатой накрыть? Если вожак ударит, стреляй!» Майор оглянулся, рассчитывая успеть ли в экстренном случае сменить позицию, но индикация УИПа тревожно тянулась в сторону следующего дерева, а до другого было почти 5 метров забитого густым кустарником пространства. Можно и не успеть. В следующую секунду громадный вожак промчался мимо, и следующее за ним визгливо кричащее стадо захлестнуло дерево, словно штормовая волна. Хрипящие сигналы проносились мимо вжавшегося в древесный ствол медведя на расстоянии считанных сантиметров, едва не задевая замершего человека, и мчались дальше, не сбавляя скорости. Спустя несколько мгновений мутанты скрылись за поворотом тропы, и майор осторожно вышел из своего укрытия. Пространство вокруг его дерева, еще каких-то 10 секунд назад представлявшее собой заросший кустарником подлесок, превратилось в широкую просеку, перепаханную мощными когтями и усеянную разодранными в клочья обломками ветвей, рваной листвой и вывороченными корнями. Медведь открыл лицевой щиток шлемсферы и вытер выступившую на лбу испарину. На этот раз повезло. «Ну нифига себе!» – выдохнул Раз, выныривая из-за деревьев по другую сторону тропы. «Подлесок как бульдозером срезало. Аномалии без УИПа видно». И действительно, по отдельным островкам нетронутой растительности, одиноко маячившим посреди вспаханной стадом земли, без труда угадывались места расположения близлежащих аномалий. Куда это они рванули из желтой с такой целеустремленностью? Там впереди по-любому что-то происходит. Словно в подтверждение его слов, со стороны скрывшегося в лесу стада раздались далекие автоматные очереди. Беспорядочная стрельба быстро разгоралась, прирастая новыми участниками перестрелки, и неожиданно стихла, сменяясь напряженной тишиной. «Со стороны нашего схрона стреляли», — на слух определил медведь. «Не нравится мне это. Идем туда». Группа базальта обходит схрон слева, водяной ты с ними. Раз, пойдешь с нами. Идем в лоб, за 100 метров сходим с тропы и двигаемся под прикрытием подлеска. Смотреть в оба. Вперед! Предположения майора оказались верными. Едва спецотряд вышел к краю лесного оврага, на дне которого располагался схрон с квадроциклами, взором бойцов предстала картина настоящего побоища. Посреди распаханной когтистыми конечностями зверья местности лежал десяток обезображенных трупов. Вокруг было разбросано разбитое оружие и куски разорванного снаряжения. Пара лосиных туш, густо испещренных пулевыми отверстиями, истекала кровью у перевернутого на бок и раздолбанного вдрызг квадроцикла. Остальное стадо ушло дальше, оставив за собой след из деревьев со свежевыломанными ветвями толщиной в руку. «Это наш квадрик!» – возмущенно затрещала рация голосом Раса. «Бандюки схрон нашли!» «Вижу снайперскую лёжку», – сообщил Байкал. Снайперу раздробили голову копытом. «Медведь, похоже, нас ждали. Это была засада с приманкой.
Мы должны были увидеть вытащенный из схрона квадроцикл и вывалить толпой на край врага для разборок. Тут нас всех и валят». «И еще 2 лёжки левее, 10 и 20», – вклинился в эфир голос Базальта. «На 9:30 от тебя пулеметное гнездо. Пулеметчика пробило рогами насквозь. Рука здесь, а тело в 3 метрах. Повреждения пулемета отсюда оценить не могу, но боезапас не израсходован полностью». «Ждали, а тут такая конфузия вышла», – сокрушенно покачал головой Медведь. «Байкал, Базальт, охранение, Шорох, твой тыл. Выходим. Раз, Айболит, займитесь досмотром трупов. Капкан, Водяной, пойдем посмотрим, что со схроном». Несколько минут Медведь бродил по овражку, изучая следы произошедшего. Судя по всему, схрон Осопа бандиты обнаружили еще до выброса, и засада сидела здесь не меньше суток. К концу 5-го дня уголовники ушли, но сегодня утром вернулись вновь, опередив спецотряд на полчаса-час, не больше. Сам схрон, оборудованный 2 месяца назад на дне оврага, был разграблен полностью. Бандиты сняли дерны жерди, перекрывающие часть его дна и образующие неглубокую землянку, и попытались вытащить оттуда квадроциклы. Первую машину, не мудрствуя лукаво, просто завели и начали выкатывать. В этот момент сработала мина-ловушка, кому-то досталось, о чем свидетельствовали клочья одежды, скрючившиеся от запекшейся крови. Сам квадроцикл стал бесполезным металлоломом. С остальными машинами уголовная братья вела себя более внимательно. 2 квадроцикла угнали неповрежденными. 4-й, похоже, зацепило взрывом ловушки. Завести его не смогли, и потому вытащили на край оврага и поставили на видное место в качестве приманки. «Какие грамотные уголовники пошли», — скривился Капкан. «3 ловушки сняли и даже мины с собой волокли. В следующий раз я организую кое-что посложнее», — пообещал он. «Странно, что они так долго нас дожидались», – задумчиво произнес Медведь. «С чего бы это? Раз. Часто уголовники так делают». «Если схрон большой, почти никогда», – откликнулся молодой сталкер. «А зачем им? Большой схрон может вернуться большой отряд. Стрельбы не избежать, еще убьют кого. А так забрали товары и ушли. А вот маленькие схроны пасут часто, ждут сталкеров с добычей, и вдруг повезет». «Разобрались, чьи боевики?» Медведь бросил взгляд на УИП и обогнул чистое ровное место, от которого тянуло чем-то тяжелым, словно нависший над головой молот копра, и при этом совершенно незримым. Судя по пиктограмме на дисплее, рядом сидел раздиратель. «Что-то не могу понять», – озадаченно ответил Раз. «Почти все с зоновскими наколками, 2 в ОМОНовском камуфляже, и у них с собой ничего нет. Пара филинов, невидимка у снайпера. Странно. Бандюки с собой много чего таскают. Это наемники, на исполнение контракта не берут ничего, что может их выдать. А отсутствие всего их и выдает, кстати. А тут странная какая-то банда». «Ясно», – нахмурился Медведь. «Наши таинственные доброжелатели снова в деле. Раз. Зафотографируй все тщательно. Кварц потребует любую мелочь. Это засада по его части». «Что теперь делать будем?» Молодой сталкер достал из-под сумка маленький цифровой фотоаппарат и принялся делать снимки. «Без квадриков 80 километров до утра топать придется. Возвращаемся на базу». Он заснял разбитый квадроцикл с валяющимся подле него трупом с нескольких ракурсов и недовольно вздохнул. «Эх, квадрики жалко. Столько времени на них копили. Теперь все по новой». «Пока сворачивать операцию не будем», – решил здоровяк. «Нам нужен транспорт. Если мы...» «Медведь Шороху!» – шипение эфира оборвало его на полуслове. «Вижу бродяг, что шли за Расом. Двигались точно на нас. 5 секунд назад остановились, топчутся в нерешительности и озираются по сторонам. В глубине леса Филин дает тепловые отметки». «В фан-клуб Раса вступили новые участники», – нахмурился Медведь. «Количество целей». «Уже вижу не меньше 2 десятков», – ответил боец. «Двигаются рассредоточенной по фронту группой, в нашу сторону. Отметки продолжают появляться, идут очень уверенно». «Уходим в заросли, быстро!» Медведь рывком снял с груди печенек.
Ходить толпой через забитый аномалиями лес могут только одни существа. Шорох ко мне. Всем проверить контакт с невидимками. Боевые группы бегом исчезли в лесной чаще, быстро удаляясь от врага с разграбленным схроном, и залегли в густом подлеске, торопливо занимая позиции на безопасных участках местности. Особ изготовился к бою и замер. Зомби появились через минуту. Среди деревьев замелькали бегущие фигуры, ощетинившиеся оружием, и порыв слабого ветра донес до затаившегося спецотряда вонь годами немытых тел. Вооружение, камуфляжи, латники – все выглядело так, будто сошло с конвейера минуты назад,